Так, влетел с двух ног, влетел, просто прям ворвался в ночи, понимаешь? Здравствуйте всем привет, ребята, с вами, как всегда, я, Леха, и канал какой? Hardplay, правильно, Hardplay, финал турнира, я прямиком прямо оттуда, и уже здесь, и сегодня какой-то, как не день, блядь, а музыкальная шкатулка. И, кстати, прямо сейчас мы с вами будем разбираться, что там вообще происходит, да, вы мне все сейчас будете рассказывать, что там творится. Друзья мои, всем напоминаю, то, что основная трансляция идет на канале Hard Games, наш второй канал, будущий Hardplay 2.0. Наша трансляция с супер комментарием, то есть со мной, идет где? Правильно, уже вот сейчас Влад. здесь. И здесь, Так, конечно, все, я готов. все свои усилия. Поехали, все усилия, да, сейчас чужой начнется пик. здесь. У ребят Галилов, у ребят Калашилова у ребят, здесь. да, поехали. Опять же, если хоть Так, один играют игрок у нас... выжил, уже мог... Так, мне информация. Во-первых, давайте посмотрим, что здесь Аврора и Энтропик. Я так понимаю, это люди, кто сейчас борется за какое? Правильно, за третье место. Правильно, нет? Или неправильно? По-моему, правильно. Это так. По-моему, правильно. Действительно, на последний раунд, как я и говорил, в рамках основного времени он будет прям таковым 100%. Надо глянуть. И либо он закончится, ну, в общем, Я так понимаю, это финал очка. Видимо, Аврора Youngblood, да, и тогда мы через небольшой перерыв... Кто сейчас проигрывает? Мираж, либо все это дело Тот уже перенесется выигрывает. в рамках добавочного времени. Еще Ой, хорошо. Форсинг. Хочу овертаймы, вы как хотите, ребята, а я хочу совершенно иное. Правда, вот Марикса наказывают, да, достаточно быстро. Аврора 2-0 будет. Ситуация выравнивается 4-4. Интересно, куда пойдут дальше Youngblood. Все еще остается два игрока на банане. При этом может вовремя Бликси где-то открыться Аврора и поймать, возможно, выиграет 2-0. перетяжечку по мидлу. Если такая будет от Энтропик. Но мне кажется почему-то, что и Тизиан, и игрок под номером 6 Oxygen в случае выхода под Б стянутся через 100-метровку, через арку, пойдут с КТ именно помогать. Минута на таймере, есть еще время на подумать у Авроры, куда же им идти. По раскиду мы видим 2-2 флешка и молик на всю команду, при этом у Малинового в основном все эти раскидочки находятся. По итогу что мы имеем? Тизиан скидывает свою зажигательную. Кстати, лайк, ребят, и поделиться трансляцией. Отдельный респект всем, кто меня поддерживает. Спасибо. Но разворот на банан. Разворот на мой банан. Ну, а поехали. Вообще, может быть, думал иначе что-то будет. Я, как минимум, нет. Здорово. Я пришел, я отдохнул, я готов, как раз таки, Кэнди, ты меня и спрашивал в самом начале, ну, какие мои ожидания. Да вот такие ожидания. 12-12, даже не удивлен. КСа, да побольше. Поехали, допа. Нам и накормите нас прямо с Сашка, спасибо. Начиная с первого Спасибо всем. этого Best of 3, ну, даже не, я имею в виду не первого Best of 3, а в целом как раз таки этого Best of 3 за третье место. 12-12. Первые добавочные раунды начинаются прямо сейчас. Что я могу сказать? Авроры, так и для Энтропик, Для меня относительно той игры, которую я раунд, здесь вот видел, уже ожидаемо. над их головами не будет. И, соответственно, Это мое просто мнение. То есть, тоже. если мы берем, одну секунду, спасибо, если мы берем, рассматриваем игру, давайте, во-первых, поймем, что здесь происходило. Давайте сейчас мы досмотрим, во-первых, допы, да, и начнем разбираться в сегодняшнем дне, что здесь произошло, и анализировать. Кариночка, спасибо, самый красивый стример, это я, да, кстати. Составы, кстати говоря. Кариночка, если хочешь, я тебя вот такой улиточкой Привет угощу. огромный, добрый вечер всем в чатик, новым зрителям. Прожимайте лайки на канал Hard Games и Hardplay. А тем временем у нас пока огромное количество гран залетает на банан и движение по секонд мидлу. И в центре карты тоже есть игроки Аврора Youngblood. Ага. Блювайт. Блювайт. Собрать информацию. Кстати, вчера очень жестко играл. Прокинуть какую-нибудь хаешку на пик. Сегодня парень играет 7-17. Развеялся, но по итогу сами КТшники это решил и забить. делали. Очень важно сейчас закрывать позицию бойлера. Это происходит. Отлетает Oxygen первым номером. Ну и первый в копилочку фраг также себе зарабатывают ребята. А вот и второй. Easy for Easy получается. А тут уже энтропики посыпались. Пока что Easy for Aurora Youngblood. Заход именно осуществлен по точку А. Здесь за кого болею? Только за Аврору. 100% за Аврору. Но они 2-0 заберут эту катку. 4-2 пачку можно ставить. Ну что, смогут ли Энтропик выбить этот плент? Выглядит как очень сложно, но сейвить тут смысла нет. Деньги так и так будут Коллинз и Марикс. У них одна флешка на двоих, есть киты, конечно же, но здесь Малинов просто ставит без шансов голову. И Бликси сквозь дым забирает последнего игрока. Будет сделано, родной.
Да, это жестко. Следующий турнир ты меня увидишь в джакузи, блядь. Да, Аврора, естественно, здесь, конечно же, готов, в принципе, рвать и метать. Как я и отмечал, вторая половина Альпин для Старовский них переходом за катался атаку. в нем. Как по мне, да, здесь Понял, да? большим успехом, чем нежели защита, потому что ребята показывают очень хороший, правильный, агрессивный плейстайл, который работает, как минимум, против тактики Энтропик. И от этого, забегая немножечко вперед, опять-таки, Мираж — это пик Авроры. Естественно, Энтропики будут брать чуть более сильную сторону для себя, да, и более удобную сторону защиты. Это за третье место, ребята. Также за атаку. Мирали. Наверное, Красивая жопа, привет. Начинать будет лучше. Но об этом немножко попозже. Реклама, блядь. Дым, возможно, на длину, при этом еще флэш прокинул на главку. Неужели ворвется и линейный топорно действует. Аврора, но, блядь, я не знаю, как им это спасает. С АВП, мне кажется, достаточно 5-4. закрытая позиция для снайпера и не мобильная, буквально 5-4. на один килл. Но посмотрим, так Катенька, ли это на здорово. самом деле. Форти ловит контакт, Завтыкали, проспал мид, но он не попадает, блядь! 2 в 4, все, плент за Авророй, ёпта. Как он не попал? Как эту ошибку, блядь? Как это можно было вообще не попасть, в принципе? Но не здесь, но не в такой борьбе, блядь. Нельзя такие ошибки снайперам допускать, Ну нельзя. Да, Майкс, тем более еще и дискредитирует. Мое, да, дискредитирует. Поехали. Ворваться, флешка-то вроде была отличная, хорошая, Всё. но блювать. Все, Сережа. Это 14, просто блядь, 12. Я вам сказал, что будет 2-0 счет. Также имеется, да, то, что он где-то находится по центрам карты, и будет отходить он уже максимум. Это всё. Какие-то экзит-фраги. Вряд ли здесь будет какой-то невероятный сумасшедший клатч, да, 1 в 4. Сейчас бы, блядь, YouTube еще бы не лагал. Пачку надо раздефать. А там Второй время, день в принципе, подряд он мозги пропикало идет. достаточно много. Колин зарабатывает первый фраг, ну и все. На этом, как минимум, расчет окончен. 14-12. Аврора и Янгблад выходят на последний раунд первой половины первых допов. Да, и если... Смотри! Как вот этот вот, блядь, дефолтный выстрел, а он, сука, дефолтный. Смотри. Интереснейший момент. Смотри, Последний Сережа. раунд первой половины Смотри, стоит снайпер. Смотрит мид, блядь. первых допов. Выходит, они должны были выйти. Вот этот вот чуть подопаздывает. Одну секунду. Привет, Лех, где твой валидула? Я уже хороший. Сейчас, подождите, ребят. Короче, смотрите. Этот подопаздывает, этот Да, выходит. и если... Он его... Мы, говорит, хитбоксы поправили, но окончательно поправим в КС-3. Охуительно. еще умудряться взять... Как вы считаете, говорит, как вообще КС готова, как она подготовлена? И там Блестяще, чуть ли блядь. не Team Ace произошел, не хватило только 13-14. минуса Потрясающий от момент. Oxygen. Короче, вы поняли, на Ну, меду в целом снайпер завтыкал. Но в целом продемонстрировала Аврора. свою атаку, опять-таки, под точкой А, и Аврора. это сработало в этом плане. Когда сейчас вот нам показывают статистику в целом, на данный момент Эдж Макс, спасибо. 7-20. Давид, Это спасибо. идет изи, не очень легко, да, видимо, даются ему как раз-таки эти самые фраги, потому что есть моменты по проседанию. С другой стороны, есть звездочка. Блять, купил мод на лето. Как ты думаешь, заднее сиденье для бывшей придержать? Блять, я купил мод заднее сиденье придержать до бывшей. Ты что, сумасшедший, блядь? Ты что? Я не знаю, под чем, блядь? Под бутератом или под чем-то? Осуждаем, кстати. Родной! Лето, блядь, Ялта, парус. В этом мире только я и ты, нахуй. Ответ, блядь, я думаю, он очевидный. Отыгрывать, мне кажется... Бывшего, всё-таки блядь, закрыть, прости, но опять господи, же, нахуй, овертайминг снова бывшая, совсем блядь. другая Как самому себе атмосфера, отсосать, и блядь. команды могут Прекрати. показывать нереальные результаты. Карин. Бывает пока что. Аккуратно под смачок А я встаёт где? Изи.
А? Своей излюбленной позиции, мне кажется, уже играет здесь очень часто. На шарте, карнизом. На Б банан, кстати, заняли полностью. Аврора лежит глубокий. По-моему, даже Глубокий. можно обновить его спокойно. У Бликси есть. Карин, значок что как ты раз. думаешь насчет глубокого? Но здесь на А. А? Неприятная ситуация может сложиться. Oxygen прокрадывается. Здесь смог откидывает опорника плента, но у Малинова, Интересно. кстати, здесь даже преимущество. Да, небольшой такой а-ля ванвей все-таки как будто бы происходит в этом плане. А-ля Ван Вей, минута осталась. Заработает какой-нибудь фраг, если под него кто-то будет выходить, но, судя по всему, явно не в этой позиции и, возможно, не в этом раунде. Плевать. Трио, привет. Прошить через смог, чтобы найти какой-нибудь фраг или внести какой-нибудь дамаг. Не особо-то у него это все и Аккуратно, выходит. аккуратно играет. Времени Блять, пошли на остается, банан, а на ну, банане так, один! прям много, да, Он должен так, почувствовать. 40, Все, все, 38, слышим? там, Сережа, и кричи! пора бы задумываться о Кричи, том, скажи, куда помогите, выходить, блядь, понимаете, перетягивается единственное единица, верное двойка тоже решение. туда же Залетать идет. по точку Б. Шестерка там одна суетится, все прочитано, долго очень энтропики перетягиваются. Думают, куда пойти, 30 секунд у вас, хули вы думаете, блядь? Все, Очень Сережа, хорошо все, полетели почувствовали смоки, момент, вас когда нужно читают. сделать перетяжку, и сейчас они просто обязаны здесь принимать втроем. Но смотри, что Что они делают? Энтропик. Время 17 секунд! они 17, они думают, что Аврора оставили, а там тройка и пятерка стоят. 4 в 5, 2 опорника остается на 4 в 5, 2, блядь, время 7 секунд, не успеваете поставить Грену, все, все! Здесь есть попадание в голову подходит. Блядь, не успел же! Пытается жить Изи, но не получается, бомба стоит, нет, успели поставить, да, ну что, подожди. Еще 2 круга ебаните на энтропиках, Не еще! успели пачку воткнуть. Я думаю, что надо было еще раз развернуться на банан, блядь. Это просто потрясающе. Браво, ребята, нахуй. Тактика, блядь, плавного банана сработала, нахуй. Счет 15-13. Молодцы, ребята, хорошо играем, блядь. Хорошо. О чем вы думаете, когда вы на последней секунде, блядь, заходите? Если, сука, вы знаете, что вдруг... Вот эту вот последнюю секунду возьмут, и тот, кто с бомбы, его заберут. Вы о чем думаете, блядь? При счете, блядь, 14-13. 15-13 счет, мы продолжаем дальше смотреть. 75-й HL TV, здравствуйте. И остается нам до Да. второй карты. Если Уровень, Аврора блядь, богов, вложит нахуй. все свои усилия. У них как-то раз уже была возможность, если я не ошибаюсь, в основном времени закрыть, но Энтропик тогда Кручу, верчу, наебать хочу. Здесь снова такая же ситуация, только За на первое этот место раз дальше у будет Авроры игра. 2 шанса. Пока что на банане прокидывается дым, он отрезает игру Коллинса активную, но Всё, все-таки пиздец. Каешку он там немножко побавился. Я думаю, надо Шигео подождать. очень много урона снял. Бликси остается на тачке. И смотри, Энтропик хотят ретейкать. Банан после смока сыграть на развеивание. И есть Я думаю, возможность надо вернуться. прокинуть какую-то флешку, может, моментальную. Но я помню раунд, где в такой ситуации не зачитали игрока на каре, при этом убили за цементом Шигео тогда. Вопрос, мне кажется, в Бликсе На нахуй. сможет ли Он уйти. сидит! Ну, смотри, Шигео Сидит, сразу Сережа! не умирает без Сиди, файта. ёб твою мать! Бликси, Давид, тоже минус делает по Коллинсу. Вот такая тактика, пацаны, банан на инферно, это Да, ваша не тема, особо энтропики. получилось всё-таки. Вот такая, Реализация вот такой вот именно наработки. Тут Просто Изи не потрясающий. Изи, промахивается по Oxygen. Изи вообще Есть непонятно куда информация попал, сейчас зарегало, что в него, собранная похуй. Посмертно, где 4 в находится 2, Марикс. блядь. Это выход только прямым заходом по точку А. Плента. Приемочка, правда, осуществляется не менее шикарная. Ну и бомбардир. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. Все-таки завершает На новую данное карту, противостояние нахуй. последними А двумя эту вы отдали, фрагами. молодцы. 16-13 Нихуя себе борода! заканчивается. Всё-таки Кракен, блядь. Инферно, да, через О, овертаймы, борода но заебись. зато какие. Я счастлив, что именно карта состоялась таким образом. школьник И бороду, я когда очень рад, отрастит, что тоже, именно блядь, будет Авроре заебись. удалось победить на пике оппонента. Не, тоже Да, молодец, мне тоже старается. очень понравилось, супер напряженная Мне тоже карта, очень как и понравилось. Давайте разбираться, что за пиздец тут в финале у нас творится. А для этого, для того, чтобы разобраться, что за пиздец, Слово мы с вами аналитику. отправимся куда? что разобрать. Сейчас, подождите, аналитиков надо глянуть. Какой, бля! Первую карту матча за третье место. Сразу кумыса Очередной захотелось третий въебать. в турнире. Прям, блядь, через край. И по нему можно сказать, что оно было очень... По нему можно сказать, что банан наше все. Блять, жду мемов с бананом. Просто ожидаю мемы с бананом, блять. Так, Аврора забирает, сука, вражеский пик. Это я понял. БО3 играет Аврора 86-й HLTV, Энтропик 77-й. Молодцы, хорошо играли, мне очень понравилось. Все классно, все здорово. Я сказал, надо было хату, блять, грузить на Аврору. Хорошее начало, да, хуёвый конец. Играют они Инферно, Мираж и Эншент. Инферно, Мираж и Эншент. Мираж, между прочим... Энтропиков, это Инферно Энтропиков пик был. Браво. Браво. Мираж, блядь, Аврора их просто паровозом нахуй переедут. Чекай.
Эншента не будет. Мираж Аврора заберет. Наверно. Я так думаю. Что у нас дальше приключилось? ВП Продиджи вылетает наверх, потому что 2-0 они у Авроры выигрывают. Но это тоже ожидаемо. Здесь просто, блядь, пожилой паровоз нахуй произошел. По поводу тайм-аутов. То есть, когда тэшники берут тайм-аут, КТ любят врываться. Но здесь Энтропик решили сами взять тайм-аут, и потом... 2-1, Gun 5. Выигрывает Энтропик. В Энтропике молодцы, у них сегодня потрясающие игры. Молодцы, ребята. Gun 5 на 145-м, Энтропики на 77-м. Классно играете, блядь, сегодня. Мне очень нравится. Потрясающе. 13-2 нахуй на оверпассе. 13-2, блядь. Вы вообще куда пришли? Вы играете вообще оверпасс, или вы просто по приколу нахуй зашли, блядь, на турнир? А, 13-4 Ancient. Ага. Угу. То есть, ну я понял. Говорит, давай по-быстрому сыграем, говорит, нахуй епту долго тянуть. Давай, говорит, просто сразу на Анубис выйдем, блядь, и почему бы и да. Вот так вот бывает. 2-1, молодцы. Gun 5 их наказывают, блядь, красавчики просто. Гениальная заготовка. Сказали, когда я появился на свет. Выдохлись, это их работа, блядь, это профессиональные команды. Слово выдохлись, устали, это вообще, блядь, это тоже работяги. На этом сказать, что ты выдохся или устал. Знаешь, таксист едет, блядь, тебя везет заказ. Он такой, блядь, я что-то выдохся, я устал, все, идите нахуй. Просто взял, остановился на обочине и стоит. 40 секунда, Энтропик возвращается на банан, отжимает банан, и видите, Да. блювайт Видите? стягивается на Б. Почему? Потому что Изи чекал Рога на 40 секунде там никого. Бля, нас ждет просто ебучий финал. Я даже не надеялся, если честно, на такой. Я вижу 25-ю секунду на таймере, и думаю, что сейчас... Когда Вульф, когда за член меня поддержишь? Ты дурак? Финал, блядь, турнира. Че, как дела обстоят? Как вы? Сейчас этот раунд... Ага. Как на ютубе дела? Ребята на ютубе, как вы? Как у вас? Смерть нахуй. на таймере, и думаю, что сейчас этот раунд пройдет, но... Все, пиздец. Ютуб говорит, хуй вы, блядь, проведете еще. Я не знаю, с чем связаны такие лаги на ютубе. Я не знаю, это у меня или не у меня, но, блядь, у всех, по-моему. Второй день. Причем, суки, не сказали официально то, что будут техработы. Ну так вот, говорит. Ебутся как-то два клоуна. Да. На банане. Там ребята из Энтропика... Один другому говорит, Серега, что-то не смешно уже. Ребята из Энтропика решили просто заходить на последних секундах на возвращаться. И как-то так. Вот такая аналитика. Марк, что скажешь? Ну и в целом я могу выделить отсутствие Изи на карточке, как будто бы у него в матче с Ришки, и мы вернемся к вам уже скоро. Во! Молодцы, ребята! Молодцы! Отставляю себе. А я хмурый, это не... О, через 0 секунд. Нихуя себе играет. О, а чё, где? Алло. А чё, нормально? Сейчас, подожди, сейчас через 0 отыграю. О, десяточка. Так, пока молочка можно въебать. А Хайрис здесь? Я прошу прощения. И Дестра. Вы здесь, парни, в чате? Ребят, всех приветствую, всех здравствуйте. У меня сегодня совершенно случайно оказывается кружка, да. Вот такая. Не знаю, к чему бы это. Да. Как говорил мой бывший лучший друг в интернете, поддай-ка молочка. Да. Сейчас бы молочка бы, конечно. Нормально? О! Бабосики. Можно послушать профи в чате или Алексей? Может ли влиять такая тема, когда начинается раунд? Все бегут занимать позиции, смотрят, флешки. А чего бы, не сломать тайминг, подождать на респауне 30 секунд? Блять.
знаешь, вот эта тактика особенно будет классно смотреться против команды Одик. Против Бразилии, ребят. Они на 30-й всегда уже бомбу ставят. Им вообще похуй, они на В+ играли. Очень будет гениально. Потому что за 30 секунд, понимаешь, суть КС это занять, блядь, точки, а тером как можно больше информации по карте собирать. Если ты заведомо отдал все точки, то автоматически можно самому себе это... самому себе лыкануть. Как ваше настроение? Потрясающе. Сегодня, знаете, такой день. Мне сегодня... Вот сейчас, если 2000 лайков поставите, я вам скажу, что сегодня случилось. Инсайды пиздец. Сейчас будет пизда инсайд. Вообще лютый. Угу. Сейчас, я серьезно говорю, инсайд вообще просто жесткий. Сейчас угорнете. Поехали. Значит так. Еду я, значит, вчера. Не сегодня, вчера. К малому на соревнования. Да? В Балашиху. И что-то, знаешь, вот так вот задумался. Еду по МКАДу. По второму ряду слева. Никому не мешаю. Спокойно еду. Так? Так думаешь, кто выиграет? Это секрет. Подожди, история. Как думаешь? Подожди, сейчас история будет. Сейчас, одну секундочку, блядь. Подожди. Ну так вот. Ничего не предвещает беды. Еду на Камрюхе. Никого не трогаю. Километров 100 в час, все. Ничего даже не нарушаю. И тут... Такой звук, знаешь... И вот так вот, представляешь, я еду. Благо у меня, я керамику тормоза поставил. С этими, с дырочками. Тормозные диски. Вылетает Кен-блок. Царство небесное. Он, видать, с того света прям. Он раз, блядь. Я только смотрю в заднее стекло. На Volkswagen... Блядь, как же его... универсал-то этот. Он вылетает раз. И передо мной режет меня так. Ты представляешь, а я еду спокойно. Он вырезает меня так, нахуй. И он, несмотря, пролетает на соседнюю полосу. Ну, то есть там просто там я не знаю, там кто там, блядь. Может быть, какой-то мамкин стритрейсер был. Универсал. Не джипчик, а универсал. Не ЦЦ. Вот, наверное, ЦЦ, да, Passat. Во-во. И он, короче, представляешь... А я, на таких ебанутых внимания особо не обращаю. И он берет, там сидит взрослый тип. Взрослый, реально тип. У него перчатки кожаные. Но я когда перчатки вижу, я понимаю, что, это пиздец. Это как минимум, какой-то, видать, очень жесткий чувак. И представляешь, он берет... Так вышло, что мы с ним поравнялись, потому что, проб, как движение идет, он же не везде может проскочить, потому что он долбоеб. Мы с ним поравнялись, я просто... А я не один в машине еду. Я голову направо поворачиваю, и он мне факс машины показывает. Вот так вот. Вот так вот, блядь. Сука! Я вам клянусь. Мне факт последний раз в школе, классе в 9 показывали. Когда мы факи вот эти вот были. Я честно говорю, если бы у меня лежал карабин в этот момент на заднем сидении, я бы сел в тюрьму, правда. Такой, знаешь, слащавенький, такой пидорас такой с пухлыми губками. Знаешь, вот прям вот, как я люблю вот это вот, блядь. Я вам честное слово говорю, я бы даже членом руль в этот момент держал. Но я бы этого мудака захуячил точно. 100%. Блять, прям 100%. Какой бы я ни был спокойный человек, я бы его заебашил на 200%. Потому что, таких мудаков им, блять, просто, я чуть с ума не сошел. Знаешь, что он дальше делает? Это еще не все. Подождите, говорю, 2 секунды, нахуй. Знаешь, что он дальше делает? Знаешь, что? Я говорю, ладно.
Я беру его, обгоняю. Думаю, ну вот он. У Артема, блядь, Вульфа не получилось дорваться. Я говорю, здесь сейчас дорвусь. Я говорю, вот она. Вот она, моя хорошая. Вот она, блядь. Наконец-то, говорю, блядь, наконец-то. Я говорю, боженька, спасибо. Спасибо тебе за то, что послал мне его. Я говорю, вот он, блядь. Я его обгоняю, думаю, ну, раз факи показывают, значит, наверное, ну, мужчина, да? А я ему поворачиваю, не стал не оттормаживать, ничего, потому что, ну, мало ли, там, другим людям помешаю. Я ему поворотником показываю, останавливайся. Знаешь, что он делает? Он же сзади меня. Он берет, короче, там идет разветвление, и, короче, он на разветвлении такой мне в окно. И на разветвление уходит, блядь. Хотя, мне кажется, ему туда не надо было. Он понял просто, что все, ему очко. И он такой. Я говорю, блядь. Я говорю, за что, боже? За что? Я говорю, почему ты, блядь, у меня забрал эту возможность потрясающую, нахуй? Я говорю, почему? Я так хотел, чтобы меня по телевидению, блядь, показали. Нихуя, не получилось, блядь, сорвалось. Вот такая инсайдерская история. Да, поэтому, ребят, добра и позитив, она в этой жизни, она сыграет ключевую роль, да. Я и в тюрьме также скажу. Вторая карта. Осуждаю, блядь, осуждаю. Я как минимум ожидаю зарубку. Номера запомнил. Самое забавное, что у меня настолько кипело, что я даже на номера не глянул. Ну и про Мираж я уже немножечко... Нео. Мео или Нео? Я помню буквы. Цифры не помню. Инферно говорил про Серый. то, что карта Пацан. дефолтная, карта, которые играют СНГшные ребята, карта, которая максимально стрелковая такая. Стрелковая. Как раз таки Аврора Youngblood здесь выходит теми самыми стрелками, которые уже доминируют дальше. А как 1-0 счет? В принципе, забирать и второй раунд себе в копейку. Да, друзья, очень быстро пистолетка прошла, Аврора выиграли и сейчас должны даже на 2-0. А как? А где пистолетка? Я хочу пистолетку. Можно повтор пистолетки? Угадали с плентом, вышли аккуратненько на Повтор Б, и здесь пистолетки дальше хочу. будут все собирать первый килл. Останавливайте нахуй Второго турнир, пока также повтор сбивает пистолетки не Коллинса, увижу, и я не буду Марикс, смотреть. наверное, дальше будет Алло! открываться. Здесь, возможно, Кирилл даже даст эйс. Где если пистолетка, получится. блядь? Аккуратненько ему еще тиммейты. Пиздец, уволен на помощь нахуй. приходят, падает Марикс, падает Что сегодня, я не Тизиан. пойму, день, блядь, какой-то 5-0. особенный, что ли, или Увидел что? с вами раунд под номером 2. Где пистолетка, нахуй? Молодцы, хорошо Косяк, стартуют. бан. Да, Шигео минус 4, квадрокилл. Блядь, и булочка заканчивается. Очень приятно и Да прекрасно. нахуй начну, блядь, Ну и раунд звонить. под номером 3, судя по всему, первый полноценный девайс. Пиздец. для Интропик, Сейчас ремень потому возьму. что после проигранной пистолетки, ребята. Ну так вот, я в КС 4 раза играл. Играть дефолтные какие-то юспы, Но неплохой пабгер. дефолтный пистолет. Прости, господи, спасибо за промо на CS GO Run, вывел авик, который понравился. О. И есть АУК, и причем, судя по всему, да. КС тогда игра на характер. КС игра для... Достаточно мощное оружие, порой оно Спасибо, заменяет родной. снайперскую винтовку. Подождите, ребят, давайте посмотрим. Ну давайте, ну блядь, ну правда, ну Сейчас, интересно. Ну, как мы видим, ему не помеха, спокойно его прошивает и видит... Аврора 2-0. Карты в форсе, правда, здесь под ноликом. И сразу встречает Шигео, как только вышел. 5-4, Аврора большинство. Неплохо вот здесь, кто в форсе играет. И Мне дальше нравится. продолжит с Аугом играть у нас игрок Аврора. Оксижена вырубает достаточно быстро. Ну и втроем остаются ребята за сторону защиты. Это не проблема, потому что шикарная флешка, шикарная флешка. Были 5 в 2, Сейчас остались 3 в 2. стреляющая граната Поехали. Коллинса была Энтропики выиграют продемонстрирована, этот но в раунд. конечном счете все-таки ситуация все равно в пользу для Авроры Youngblood. Очень много сейчас времени остается до завершения. Самое главное, что пачку ребята не потеряли Лично, и блядь. постараются немножечко похалдить, чтобы зайти О, по точку А. 2-2. Возможно, а может быть и прямо сейчас уже стоит открываться. Мне очень интересно, как такое большинство Аврора сейчас отдают. Нужно срочно собраться. хули. Тизиан перетягивается в КТ со своим тиммейтом Коллинсом. Будут бы и отсюда нет. делать ретейк. Ну, у Мального 3 хп, надо ему срочно выбрать хорошую позицию и вовремя пикнуть, где-то убить соперника. Ну да, ну и нужно выходить на ретейк по Ага. понятным причинам, в том числе 5 без в 2, я запуски напоминаю, топ, были. поэтому немножко пооперативнее нужно, в общем, все это дело разворачивать. Малинова, да, прочитали, все-таки начекали и уничтожили с помощью хэдшота. 2 в 1. Последний игрок не плевает, есть по нему информация, но вот 1-2, 2-0. конечно же, тащить очень-очень тяжело. Причем как раз таки Браво! он и понимал, что, Стоя скорее всего, нахуй. один дефы, да, вот другой где-то в районе. Да, после Истры вот такой находится. хуйни, когда 5 в 2 раунда отдаются, можно брать черенок от лопаты и начинать их просто пиздить, блядь.
Да. Стоит ли Интропик определенные проблемы. Если что, я говорю сугубо про свою будущую команду. Так что всем Согласен рекомендую. полностью, но тем Согласен не менее полностью, 3-5 выиграли раунд ребята. И, конечно, за Аврору такие моменты становятся чуть более волнительно. Я напомню, что вчера они против Аркред просто разнесли Мираж 13-4. И здесь, мне кажется, все-таки борьба нас ждет гораздо интереснее. Тизиан в коннекторе начинает, уже Марик делает энтри по Бликсе, также убивает Сушигео. Марикс 2 фрага очень быстрых оформляет, при этом Аврора не дают размена. Ну да, потрясающе, ну да. Здесь нет. Есть небольшой дамаг по Мариксу, по Тизиану, но в целом он не смертельный, не критичный, и жить с этим можно, особенно находясь за защиту, в том числе, когда время играет только тебе на руку. Но и втроем вполне себе историю можно тащить, постараются, возможно, как-то зайти именно через Б-дом, в позицию плента Б, да, выбить себе какие-нибудь девайсы, собрать информацию для начала было бы неплохо. Ну и вот информация от Малинова собирается, да, там одного он увидел, хотя по большей степени, наверное, увидели его уже. Контринформация, да, в какой-то степени для Интропика больше. Не знаю, проверят ли Оксиджена, хотя он сам идет пушить и в итоге сносит голову Малинову, подбирает, скорее всего, калаш. Да, плюс девайсы. И здесь, конечно, Авроре я боюсь, что если сейчас я мем-алерт включу, перевернуть данный раунд. Их такое количество, снова проблемы. Ожидается какой-то байт до 2000, вот скорее всего, с пистолетами и прочими девайсами. Опять же, мне кажется, что Blue White и Изи, скорее всего, засейвят свои калаш и АВП, потому что время уже подходит к концу, 25 секунд, делать, по всей видимости, тут нечего. Ну да, тем более 0 фрагов было сделано для Авроры в рамках уже практически минувшего раунда под номером 4, не получилось у них никакие энтри реализовать, никакие размены, как ты отмечал, тоже, в принципе, не последовали. Не-не-не, только ты и я. Надо сейвить, и вот с этими двумя девайсами, столь дорогостоящим, очень важным авиком, для того же самого Изи, все-таки стоит уходить на сейф и играть следующий раунд под номером 5. Пока что паритет по счету, выход на 2-2, конечно же, ну и для тех, кто только что, возможно, подключился. Во-первых, мы приветствуем вас категорически, да или, в принципе, не категорически, просто приветствуем в любом случае, а во-вторых, как раз-таки поясняем вам за то, что вы смотрите на своих экранах. Это матч, битва, да, за 3-е место, и это вторая карта Демираж Best of 3 встречи. Победитель забирает 100 тысяч рублей, и после этого мы с вами смотрим гранд-финал, где разыграются 400 тысяч за первое и 200 тысяч рублей за второе место. Позором, там у нас, кстати, очень интересная пара. Ганфайв против ВП, Академия Virtus.pro. С пистолетами, как и ожидалось, да, играют Аврора, но не все. У нас с диглами остаются калаш и АВП у Blue White и Easy, плюс Малинов себе решил взять Галил. Этот закуп под 0. Как оказалось, при этом, да, все равно с пистолетами Бликси и Шигео. Ребята делают, по всей видимости, бэсплит, потому что здесь уже Blue White находит в ладере игрока и бежит дальше замыкать атаку, но Oxygen очень хорошо пока смотрится. Размены, падает Малинов. Если жопу ставишь, тогда затащишь. Интропик все-таки в большинстве. Спасибо, родная. Да, не получилось даже хоть какой-то дамаг нанести в обратку по Оксиджену. Ну и Оксиджен как, ну, новый альбом скоро выйдет, не соло-опорник, да, исполняет свою роль именно за сторону защиты. Максимально крепко, дает 2 фрага и тут совершенно бездамажно выживает дальше. 52 секунды остается до завершения этого раунда. Аврора принимают решение выйти куда-нибудь под точку А, но Марикс читает их как открытую книгу, делает фраг и, скорее всего, умозаключает, что будет выход именно под точку А. У Шигео есть шанс показать себя, но достаточно далеко находится в форсе. Марикс зато прыгает с полосов, и здесь нет шансов у него. У Шигео, я имею в виду, да, против Марикса. Причем еще прицел не открыл игрок Интропик. Бликси остается последний, и снова раунд заканчивается для Авроры Янгблад сейвом одного девайса. А ведь отдали всего-навсего, ну не 5-2, я там не увидел, 5-3, да, меня комментатор поправил. 5-3 отдали. Счет тем временем уже 3-2. То есть паровоз сразу из 3 раундов залетел за эту ошибку. Ну, как будто бы атака мне виднеется таким же, ну, не сколько бы рашем, наверное, но достаточно через неплохую агрессию. Как таковой агрессии сейчас от Авроры я толком-то не вижу. Да, это начало всего лишь карты, ну и как бы очень много раундов до завершения той же самой первой половины предстоит нам рассмотреть. Но немножко побыстрее как-то занимать либо центр, либо вот нахрапом вылетать под Б или под А.
Посмотрим, что выберут Youngblood. Пока что, опять же, вокруг АВП строят раунд. Пробуют мидл занять. Смог на старте лежит, но хаешка неприятная. Влетает по Бликси. И после этого энтри мы пока не наблюдаем. Форс отходит из окна и здесь забирает ковры. Кстати, есть в яме игрок, но не в коврах. Это Blue-White. Возможно, он сыграет. Как-то вовремя тайминг откроется. Тем временем пробегает под окно Шигео. Но здесь по нему, мне кажется, уже есть информация. Могут отыграть КП очень много на Авроре. Здоровья потерял в молике. И все же пока без смертей. Но вот Изи отпикал все-таки коннектор. Тизиан падает. Капитан команды Энтропик. Форси далее пробует найти размены. Коллинз также открывается на мидл, но ненадолго. Обновляется дым в коннектор. И дальше Дигл-раунд заберут. Интерес под Б базой. Потому что Oxygen вот-вот будет сражаться с Малиновым. С другой стороны, а будет ли вообще заход именно под точку Б, в конечном счете не ясен, потому что игрок с пачкой как находился в непосредственной яме, так там он и находится. Поэтому Малинов тут выступал в роли как раз-таки отвлекающего фактора и перетягивал одеяло внимания на себя, что у него получилось на все 100%. Заход дальше будет осуществлен по точку А. Плента очень важно ключевые позиции, конечно же, закрывать. Тот же самый Дельпан, да, там на сити отыгрывает игрок защиты. Ну и, конечно же, ключевую позицию под номером 2, откуда Мариксы уже реализует свой фраг. Однако только на одного. Отлетает он, отлетает после Коллинз, последний Коллинз. Коллинз. Но это называется Интермесси. Аврора очень серьезно на пистолетах в основном. Но, конечно же, не стоит недооценивать вклад Изи. В этом раунде с АВП он сделал 2 минуса, реабилитировался просто сразу после первой карты. Там, конечно, он смотрелся очень плохо. Закончил 8 на 22, но здесь уже выиграл, считай, раунд практически в соло. Да, все так. Поэтому трофейный девайс давай тогда подбирать, чем Аврора, Youngblood и занимаются. Есть МК, есть АУК, Авик, естественно, тоже никуда здесь не денется. Закрытый. Порадуем всех. Тут, в закрытом ТГ. Вроде с одной стороны рядом, к нему находятся оппоненты, а с другой стороны все-таки на уровень пониже и не в этой самой позиции. Вот, еще раз акцентирую внимание, да, на Малинова, который делает фраг в позиции дома, вылетает даже дальше Б-плента. Энтропики в основном и стягивают, да, своих бойцов по точку Б, а потом, уже выходя на ретейк, все-таки не получается у них, потому что их выключают одного за другим. У Форси 0-4 пока что КДА, зато у Марикса все прекрасно. 8-4, и в целом баланс тут соблюден. Как минимум, даже счет общий об этом говорит. Тизиан решил поджать яму, но здесь Blue-White выступает в качестве опасности. Правда, 41 хп после первичного раскида в эту зону. Тизиан на стрейфе по итогу становится со смоком в руках, готов, если что, сразу первую карту кто забрал? Переходить в другую позицию. Для того, чтобы знать, кто забрал первую карту в Best of 3, когда 3 карты играют. Здесь, видишь, такая палочка есть одна. Видишь? Когда, если сейчас Энтропик заберут, у них вот здесь палочка будет. Новый дым прилетает, и вот вопрос сохраняется. Смогут ли тут Энтропик кого-то увидеть и убить? Как такового ванвей тут уже нет наверняка, хотя вот этот вот смог позволяет, судя по всему, Шигео действовать немножечко, ну, не знаю, поагрессивнее, потому что занимается позицией перемычки, он будет отыгрывать именно в этом споте и, возможно, даже выйдет под какую-то флешку, на шифте промутится, увидит, где находится первый, поймет, где находится второй, но справится только с одним оппонентом. Ситуация 4-3 явно не в пользу для Авроры. И какие же мистайминги, ребята, только что просто друг друга миновали, но информацию Тизин должен собирать, потому что вроде как он услышал. Тактику огурцов снимаете или что это такое? Коллинз скидывает неплохую гранату, по итогу Малинов не теряет слишком много хп, но тем не менее понимает, что выходить опасно. 3 в 4. Аврора. Попробуют ли они сделать сплит Б или уйдут на сейв? Но после смерти Малинова, мне кажется, все-таки нужно именно сейвить, но они идут до конца, и здесь один получается сделать. Минус также игрок на каре. Что происходит? 1 в 2. Бомбу все-таки не устанавливает Изи, и это раунд за командой Энтропик. Приняли бэплент, но потеряли также двоих.
Забавно, что Марик сначала подобрал калаш, выкинул аук, потом... Спасибо, да, все, кто вчера в закрытую телегу кидал 3К, я всех добавил. Все-таки, видимо, есть ощущение, и есть чувство стрельбы, и чувство такта именно с этого самого замечательного оружия. И очень приятно вообще, что переход на КС-2 немножечко возвращает мету аугов и СГшек. СГшек, конечно, в меньшей степени, максимально малые, там и тир-1 сцена показывает, но вот условно там тир-1 и тир-2 сцена, вот те же самые ауги сейчас используются, не сказать, чтобы редко, да, не так часто, естественно, как эмки, но в целом, конечно, имеет место быть. Раунд под номером 8, возможно, прямо сейчас уже будет иметь начало свое и продолжение заходом под А-плента от Авроры. Коллинз пытается здесь кого-то прошить через смог, не получается. Шигео проходит в коннектор. Будет сплит плента, но здесь пока еще не ясно, смогут ли Авроры хорошо выйти, потому что Марик убивает Шигео, и теперь уже вопрос по игрокам Палазах и Яма, кто выходит у нас. Это Блювайт. Спасибо, родной. Не знаю, Юрий. Не сделав одного фрага, но Малинов и Бликси очень хороший размен. 1 в 2, правда, остается изи по итогу с Авиком. Нужно как-то этот клатч забирать, но будет непросто явно, потому что уже в КТ находится Oxygen и Марикс. С аугом ловит соперника. Это 5-3. Авроре пора, мне кажется, брать паузу. Во-первых, паузу брать. Во-вторых, я не знаю, я прям был уверен, что вот Изи, который остается с Авиком, он остается 1 в 2, он остается с немобильным девайсом. И я прям был полностью уверен, что он все-таки дропнет Авик, подберет какой-нибудь там калаш, эмку, неважно, что там было под ногами. И не будет, на Винлайне нет линии на ХПК, время дураки, значит, то, что не сделали. И ему не стоит, конечно, да, потому там, что выйти, забрать пачку, все такое. ТВ матчи, конечно, хочется, да. Не знаю, вот такое. Немножечко поаккуратнее надо было действовать, но это зря. Уже очень большой трафик теряет. По общему счету, не дефолтные пистолеты у всех, кроме Изи. У него дефолтный Glock 18 находится в руках. Ну и вера в победу, как я привык говорить, конечно же, присутствует по КД, как и заход троих опорников, нет, не опорников, а как раз таки атакующих игроков на троих опорников. Сегодня финал, да. Сегодня финальный день турнира. Хорошо, Тизиан принял, при этом собрал информацию по Паласам. Блювайт выходит с Андро вместе с тиммейтом, и тут подсадочка в окно, но Марикс подловил сразу просто Давида, и при этом в хаешку залетает. 5-3, уже 5-2, Шигео умирает, Блювайт пробует в окно залезть и все-таки найти размен, но уже он остается один. Тебя накажут. Девайс, возможно, после смерти Коллинса у него, но раунд, конечно, тут выиграть просто невозможно. Еще и смог, по-моему, не полетел именно так, как нужно было Блювайту, хотя, вот это сегодня надо. Это и не проблема для данного парня. 1 в 3 остается в ситуации, ну и, возможно, это будет клатч посредством Эйса, кто знает, да, мало ли. Все-таки молодому тут в голову сбредет, возьмет и выиграет раунд. Хотя, с другой стороны, конечно, шансы хоть и есть, но они очень и очень маловероятны при всем уважении именно к этому игроку из коллектива Аврора. Тизиан закрывает как раз таки Блювайта, ну, по-хорошему, там шансов толком-то и не оставалось, да. Терять было нечего, да, потому что начинали только с пистолетов, поэтому как-то сейвить, а зачем? Все равно будет фулбай прямо сейчас. Аркред. Показывает нам. Аркред вчера таких актеров включили, что... Я не знаю, они или забыли, как в КС играть, или что-то у них пошло не так, я не знаю, или кто-то посрать захотел. Что-то приключилось, что команда вообще не играла. Вообще. Она не работала вообще ни на одной карте. Я не знаю, что там вчера у них приключилось. Идеально шли весь турнир. Фаворитами были. И просто они взяли и как бы такие, похуй, вот будет вот так. 3. Марик срывается на беду сразу. Шигео просто контрится в форсе. При этом промахивает снайпер энтропик по второму игроку. А Блювайт делает 2 минуса в свою очередь и зарабатывает большинство. Ну, Блювайт вообще хорош, мега хорош, ультра-мега хорош. Получается, этот парень, конечно, берет за рога, да, и делает... Да, корову музовыми. Соло в рамках предыдущего раунда и в рамках начала текущего под номером 10. И дропается вниз, и не читается тут Oxygen, который, ну, оформляет очень изевую приемочку, забирает Малинова и понимает, что дальше по точку Б толком никто и не выходит. Поэтому энтропики готовы сейчас, ну, как минимум, я не знаю, может быть, морально, да, к тому, что это будет выход именно по точку А. Так, возможно, дуэль будет у Блювайта против Oxygen, но вроде бы игрок энтропика проходит аккуратненько в КТ, и все же выход будет мега интригующим. Бликси проходит в сэндвич, Oxygen слышит уже, мне кажется, соперника. 45 секунд на таймере, бомба устанавливается, но здесь время для Тизиана открываться. Сэндвичи заметил оппонента, и все еще 3 в 3, нет фрагов, но вот сейчас падает Изи и Oxygen.
Бликси 31 хп. Как же здесь Авроре все же непросто, хотя по позициям они вроде смотрятся неплохо. Знают про Тизиана и про Форси тоже, я думаю, подозревают, что скорее всего он с КТ пойдет. Блювайт разменял тиммейта. Поменять и теперь позицию, Форси поменять, 1 в 1. поменять. 67 хп. Заметили друг друга игроки. И Молик, мне кажется, просто выигрывает сейчас раунд для игрока Энтропик. Но Блювайт идеально открылся и поставил хедшот. Просто спаситель. Очень важный раунд. Килл делает за этот раунд. И Аврора Янгблад берет 4-й. Да, Нет, Блювайт здесь прям действительно максимально приятный парень в рамках исполнения именно за сторону атаки. 11 на 6 по КДА сейчас немножечко на голову даже, да, в какой-то степени опережает показатели своих тиммейтов, но самое главное, что берет раунды, берет очень Форси же много авапер, таких да, у клатчевых Энтропика? моментов, конечно же, и как минимум Неплохо авапер играет, нормально. хватает его импакта, в том числе, чтобы завершить этот раунд предыдущей своей победы для Авроры Янгблад. Единственный девайс у Форси, не более того, хотя это не проблема. А что Малинов вообще делает? И еще один девайсик. Третий раунд подряд я смотрю за ним. В руках прямо Чё он сейчас делает? Аврора могут похалдить, им, в принципе, надо похалдить, потому что как таковой информации... Что с его игрой еще не приключилось? собрано. Алексей, ой-ой-ой, Организатор какой жесткий турнира. взрыв. Забрал в итоге Форси, но Организатор размен — это моментальный, тот, кто отвечает за и плюс трансляцию. 2 девайса для игроков Энтропик. А владелец турнира вообще как бы? После этого влетает, флешечка за ним. Как и владелец команды. От Это Авроры немного другое. куда? Правильно, под Б. Я владелец. Там всего один опорник пока что в виде Коллинса, при этом нет у него даже Организатор — первого это армора. подрядная И организация, будет кому мы очень платим сложно деньги за с Севеном принимать. то, что Нужна они все это срочная делают. ротация для Энтропик, но Техническая опять же, составляющая и так Аврора далее. не факт, что идут до конца на Б. Они еще имеют опцию развернуться. Времени предостаточно. Ну там Марикс через Я Kitchen напоминаю, Энтропик приходит с одной по точке эмкой были. бэкплента, естественно, оба сейчас опорника будут смотреть в единственную важную и верную позицию Б-дома, откуда как раз-таки Аврора и будут выходить буквально через считанные секунды. Но, а тут еще и Oxygen, кстати, подбивает позиции шарта. Коллинс вырубает хедшотом Шигео. Есть информация по Изи, также и Изи толком-то и нет. Единственная эмка, понимаю, что напомню, Аврора была делает. Энтропик, ну и не дефолтный пистолет. Я не понимаю. Провал для Авроры в этом раунде, как по мне. Должны были все-таки пистолеты закрывать, но здесь сразу проиграли по разменам не в коннекторе. понимаю. И далее под Б Коллинс просто идеально, максимально хорошо принял точку. 7-4 и уже 100% Энтропик закрывают эту половину. Вопрос только в том, смогут ли они уйти в отрыв на 4 раунда до смены сторон. На первой карте на Инферно 7-5. Я не понимаю, как половина. Аврора играет. Победы все-таки для Аврора. Там они стартовали на пике оппонента за защиту. Здесь такая же история вполне себе может повториться. С другой стороны, вот по девайсам как бы тут, ну вот, я не знаю, что Габен послал в руки, да, сборная солянка, как я люблю это называть. Вот тебе и Галил, вот тебе и Калаш, вот тебе Тек-9, Маг 10, пустынный Орел, в общем, такие, ну и какие-то гранаты с арморами в том числе. Правда, для Форси и для Коллинса, особенно для последнего, это совершенно не проблема. Найс-трай, мы говорим, для Авроры, но... Ужасно отыграли. Отличное начало. Не понимаю, что делает Малинов. Абсолютно хуйню какую-то вообще полную творит. Команда что-то тоже резко перестала играть. Перестала работать. Я не знаю, как это, блядь, работает, но как-то так. Очень странная хуйня. Знаю. Типа, ну, Боевой дух. я не знаю, что там творится внутри коллективов. Больше Я- заряжен. Все-таки Аврора выбрали сами эту Не карту, знаю. и они должны здесь Это странно. показать как минимум сопротивление. Будет очень обидно, если они просто улетят Любой без игрок, шанса. как говорят, стабильность — признак мастерства. Я считаю то, что мое личное мнение, что если ты профессионально занимаешься какой-то деятельностью, будь то стримы, будь то ты таксист, я не знаю, слесарь, блядь, сантехник, электрик, то будь добр, пожалуйста, заниматься этим на высшем уровне и играть стабильно. Поэтому если ты играешь стабильно или делаешь какую-то работу стабильно, значит ты пиздатый специалист в своем деле. Если нет, то значит ты хуй собачий, от которого зависит, в принципе, только от настроения, не знаю, от внешних факторов, как он сегодня подрочил, с какой он ноги встал, как он поспал. И это мое мнение, оно со мной останется до конца моих дней, потому что, ну, это бред ебучий, то, что чувак, блядь, сидит 24/7, как бы играет, да, допустим, любой проигрок, это его работа, ему за это платят деньги. То, что, да, он является спецом в своем деле. Потом, блядь, начинается, я не знаю, ну как-то сегодня что-то... Сегодня пошло, вчера не пошло. Ну, пиздец.
хорошей игры за КТ. Там кто-то отключался, пока у нас небольшая пауза была, но сейчас мы готовы смотреть пистолетный раунд под номером 2. Да, умеешь что-то делать, делай хорошо, Замат тему Бликси, говорит. Шаге убивает и Малинов, и что же возьмет себе Изи, пока не совсем понятно, тоже армор первый. Ну, без китов, без гранат, ребята просто хотят снести всем черепушки и взять пятый. Ну, старая, добрая, такая достаточно дефолтная отчасти стратегия. Просто оставаться на... У них у всех есть зарплата, да, это прямая работа. Покупать как раз таки армор без гранат и без диффуз китов. Энтропик, правда, принимает решение отыграть через 6 гранат, 2 смока и 4 флешки соответственно, ну и 3 армора у остальных тиммейтов с такой логикой никто становится проигрывать не заходом должен. по точке Нет, с такой логикой... правда, Малинов не прощает, как минимум Коллинса. Нужно такой логикой человек будет играть стабильно. Все-таки, правда, у последнего не получается делать фраги. Малинов, еще один фраг, а может быть и третий, получает по голове максимально больно этому парню. 7 хелспоинтов остается у него. Есть информация о том, что игрок находится на Эдварде, и арку по-хорошему нужно обязательно закрывать. Закрывается Тизиан, тем временем пачка не ставится. Форси и Оксижен остаются вдвоем. Хорошая опора Б-планта, но все же надо доиграть ситуацию. Форси пода пробует найти размен, и при всем Хорошо, при сейчас этом стали. бомба у него. И здесь, если он выиграет дуэль, то сможет ее поставить, но отходит по итогу на Т-спавн. 55 секунд. Красному Малинову здесь нужно жить, и вряд ли пикать хорошую идею, но он ставит вантап по Оксиджену. И Форти теперь уже 1-1. Ну здесь, я не знаю, друзья, на Мираже Аврора берет 2 пистолетки буквально. Должно возвращаться. Малинов очень хорош. Еще раз вспомнить его как раз-таки плейстайл и его отыгрыш на Инферно. На пистолетке он тоже там раздавал минус 3 или, может быть, даже минус 4 давал. И на каких-то эко-раундах он чувствует себя с пистолетом. Ну, кто? Пистол Кинг у нас был Ванька. Сейчас, секунду, я завтыкал. Что ты писала? Сейчас я, наверное, засмотрелся. Кислота, видно. Смайлики. Блять. Я просмотрел, что-то не вижу. Ну ладно. Слушай, напиши, будь добра, еще раз. Я просто это, наверное, я что-то где-то пропустил. Я с Украины и без агрессии. Почему к тебе должна быть агрессия? Нас смотрят со всего мира. Люди со всех стран. Это интернациональный канал. Уже как 7,5 лет. Ты о чем? Фармганов идет уже поджимать. Изи просто бежит за фрагом. Есть в итоге хил по Тизе, но переводится по Коллинсу. И последний Оксиджен. Здравствуйте, до свидания. Это 6-й для Аврора Youngblood. Да, и причем очень важно то, что именно Изи делал фраги в основном, потому что именно он был с фарм-девайсом, потому что за каждый фраг с МП9 плюс 600 кредитов, да, вообще, конечно, Сабина, умножить на 3 и еще за победу в раунде тебе прикинет сверху. Здесь как бы деньги у этого игрока будут вполне себе в наличии, но опять-таки, кто, если не сам Изи, будет фармить себе настолько дорогостоящий авик, потому что именно он и выступает снайпером команды. 15-й раунд, 86 по счету, есть такие первые хорошие девайсы, стак из 5 калашей для Энтропик. Ну и посмотрим, как же будет сыгран этот раунд. Каждая разная ЗП сразу или общак у команды пополам. Игроки Аврора Youngblood, везде по-разному. Но здесь опасность под Б. Везде разные условия контракта, договоров. Растянуть это время, кого-то у всех одинаковые зарплаты, у кого-то... Совсем понятно. Мид-контроль у Авроры также отсутствует, и этим могут воспользоваться. Сейчас борьба за 3-е место. Дальше мы посмотрим уже борьбу за 1-е и 2-е место. За 3-е место борьба идет. Кто занимает 4-е место, тот вылетает к ебаной матери. То есть все, их нет. И они ничего не получают. Они получают только минус к HL TV статистике. Облава на бэкплент, готов ли Изи? Нужно сэмочки давать максимальный импакт, но без фрага падает. Остается за бэксайдом Малинов плюс Kitchens. Но игрок кто сразу падает, Blue-White, Малинов. Все на его плечах практически красный остается. И это разворот от Энтропик. Да, это будет заход, естественно, по точку аплента, потому что там уже промутился Тизиан, дал инфу своим тиммейтам о том, что A is clear, ребята, go to A, ставим патч, соответственно, выигрываем раунд, в том числе. Бликси и Малинов, 2 трофейных калаша в руках их присутствуют, и как минимум постараются они что-либо здесь противопоставить своим противникам, да, но по большому счету, конечно, 2-3 выходить с учетом того, что находятся далеко, хоть и есть, да, диффуз-киты здесь не очень все-таки, видимо, удобоваримы для них становятся, и это значит, что Энтропик забирают заветный 9-й раунд.
Да, грустненько для Авроры, короче, что я так не чувствую, удается 1-1 выйти на будет. хорошую серию, и по байраундам, естественно, на Я думаю, что когда команда тащит отлично на протяжении всего турнира, либо играет хорошо, учитывая стабильный состав, а потом вдруг ретроградный Меркурий и все поменялось, игрока или меняют, или так и надо. Абсолютно правильно. Абсолютно правильно. То есть, ну, вообще, как бы, блядь, задают вопрос. То есть, если это команда, что происходит? То есть, почему, допустим, один человек выпал и перестал играть? Дальше начинается разбор полетов. То есть, да, что случилось, как случилось. Может быть, в коллективе что-то ему кто-то душит, может быть, еще что-то. Тогда вопросы уже к тренеру. Какого хуя он это допускает и так далее, и так далее. То есть, там цепляется, там целый, блядь, это целая наука, ребят. То есть, это не закрывание их на Вертиге и на Анубисе. И как раз таки, да, вы по Продиджи в рамках гранд-финала. Это мы будем кастить сразу после завершения данного противостояния. Либо там по таймингу, в принципе, неважно. Поэтому далеко не разбегайтесь в любом случае. Ну и как бы Аврора здесь, может быть, отчасти нисколько подустали. Тут, конечно, краеугольный камень. Отчасти ты можешь подустать. Да? С одной Можно и так стороны. сказать. С другой стороны, возможно, ты придет процесс и только разогрелся. Разогрелись не игроки сейчас на то, чтобы дать какой-нибудь энтрифраг под шартом в том числе. Они понимают, где находится Бликси, но пока что... Так, сейчас для Б-опорников важная задача просто не пропустить соперника. Блинов сделал килл по Тизину, и Изи с АВП справляется по Оксижену, также в коннекторе без шансов для Коллинса, но это слишком... Для меня непонятный раунд устроен. Энтропик, я ожидал, что все-таки один размен они сделают, но Blue делает уже 4-й минус. В общем, для команды и осталось только Снюхай. Давида Бликси увидеть килл по форсе, тогда это будет полноценный эйс командный от Youngblood. Я поначалу подумал, что ахиллесова пята команды Аврора это Б-база, потому что в прошлом раунде у Энтропик удалось сделать сплит Б через шорт и Б-дом, и они постарались повторить этот раунд, но здесь уже ничего не получилось. Очень важно Авроре перекрывать кислород, и я сейчас говорю не образно, а именно про игрока под номером 1 Oxygen, он же кислород как раз таки великий могучий таким образом и переводится, и пока что, да, это происходит, потому что игрок отыгрывает в принципе неплохо, да, там 12 на 11 он идет, там у Марикса, конечно, ситуация немножечко получше, но вот у Форси, который последний остается, как раз таки является в роли догоняющего и небольшого такого аутсайдера только по КДА фрагам. 9-7, совсем скоро именно счет станет таковым, очень важно, что Аврора Youngblood сохраняет свои девайсы, приумножает экономику и даже в случае проигрыша. Алексей, как думаешь, стоит сходит на концерт? Конечно, стоит, 100%. Конечно. Коллежке, привет вам передать, конечно, стоит. Ты знаешь, что Gun5 собирал овердрайв для бустера, но при учете того, что я с овердрайвом очень хорошо, давно и плотно общаюсь, нет, не в курсе, первый раз слышу. Лаш на всю команду. Heroic Buy получается, да? Форси один попробует развалить состав Аврора, но получится ли это у него? Мне кажется, тут даже зависит не от его игры, а от того, какие ошибки Аврора будут делать в этом раунде. Флешка на миру полетела, под нее открылся Изи. По итогу сделал энтри килл, но упал Тизин, а не Форси, как раз таки Сака 47. 5-4. Такое чувство, что Форси, при всем моем уважении, все-таки надо было дропать калаш какому-нибудь другому тиммейту, тому же самому Мариксу, у которого летит немножечко побольше. Да, отчасти, если у него летит получше, то, видимо, будет залетать с какого-нибудь дигла. Но ладно, это уже дело 10-е. Заход будет осуществлен под точку Б-плента. Бликси все прекрасно понимает. Ему никто не пикает. Спокойненько. 2 фрага, 3 фрага зарабатывают и квадрокилл. Юху, минус 3, нет. Юху, Ему это место никто не пикает. Ну, не сказать, конечно, что Эко-Кобра отчасти, да, все-таки, да, единственный калашик был, но и этот калаш не сработал. 9-8, полноценный бай для Энтропик прямо сейчас. Легко 1 на 1 в армрестлинг. И вот нарастает интрига с каждым раундом. Мы близимся уже к концу этого миража, и Аврора все еще в роли догоняющей команды, но уже сейчас они могут обратно вернуться в статус фаворита в рамках этой карты, как по мне. И ребята идут 2 окно играть, при этом Изи запрыгивает на букву, но мидл никто не играет у Энтропика, они собираются пода. И будет, скорее всего, дефолтный раскид на фейсите. Дым КТ, дым голова, дым хелпа, и все, под флешки выходим.
врываем, а там как пойдет. Но мне нравится расстановка у Авроры Youngblood, потому что может спокойно Шигео дать какой-то хайлайт, плюс при этом Blue White с калашом, мне кажется, не будет ошибаться по стрельбе. Посмотрим, так ли это на самом деле. Полетели гранаты, молик под ковры уже у Шигео. Но выход пока обрывает свой энтропик, потому что падает Марикс, но Коллинз сразу размен делает, Гитрайт убегает, игрок под номером 8, убивает Оксиджена 4 в 3, в большинстве КТшники, но ненадолго, что за размены мы видим, Изи врывается на Гитрайт, и на ниндзю залез игрок, энтропик в форсе 1 остался, и все-таки его зажали, это 9-9, Аврора принимают выход на А. Найстрай, конечно же, да, для энтропик, но не более того, потому что Аврора здесь оказались максимально сильнее и сподручнее, самое главное. Здоровье, где успел сделать как минимум 1 фраг, потом пожил некоторые... Здоровья, там всего хорошего, у кого сегодня день варенья. Там счастье вам, там еще здоровье, там вот это что еще, счастье, да, говорил? Здоровье, да, там это терпение, да, терпение, и еще здоровье, да, я вот так говорю. В этом плане у них также получилось. У Энтропик проблема с экономикой, не дефолтные пистолеты, не более того. И, возможно, относительно быстрый заход под точку Б. Нужно принимать сейчас опорника. Малинов с калаша обязан просто делать фраги. Убегает пока с бэксайд, пытается пожить. Идет перетяжку. Шигео отлично помогает, тоже пытается ворвать. Есть килл по форте первый. Размен от Энтропик пока мы не видим. Но вот сейчас Коллинз с шарта помог, плюс взял. И еще за бэксайдом убивает Малинова. 4 в 3, бомба стоит. Что происходит с Авророй Youngblood? Почему они этот раунд отдают? Просто не могут принять пистолеты. Ну вот зарашили, просто банально зарашили Энтропик. Непонятно. Авроры и, в принципе, опять-таки тот же самый Коллинз, который выходит, делает фраг, подбирает себе трофейную М-ку, и с М-ки еще находит для себя фраги. Суммарно -3 для себя оформляет. Изи последний игрок, с Авиком, естественно, по понятным причинам ничего изначально толком-то и не смог здесь сделать. Возможно, краеугольным камнем обороны стал тот факт, что по большей степени под точкой Б на вот этот вот рашевый врыв от Энтропик стоял только один опорник. Вот не помню кто. По-моему, Малинов, Шигео, кто-то из них, по-моему, точно был. И вот его банально не хватило, потому что слишком быстро... С Новым годом, блядь! Быстро навели суету, и в этой суете Аврора уже просто не нашли обратно. Да. Суету навели. Чего там? Октоберфест, может, устроим свой? Да нахуй оно надо, ёпта. Мы просто лучше возьмем, загрузим тянок, блядь, в яхту и поедем где-нибудь кататься. Вот и все. И нахуя нам Октоберфест, блядь. Негра обязательно возьмем одного с опахалом. 100%. Негр это теперь будет, начиная с 9-го, блядь, сейчас скажу. Сейчас 8-й же, да, идет? Hardplay Cup 8. Да, начиная с 9-го всегда будет на трансляциях присутствовать негр. Без негра никуда. Должен быть Шигео в максимальном фокусе вместе с Бликси, потому что могут их ожидать перестрелки не самые приятные. У меня вот ни в коем случае. Хаешка вроде как развеивает смог, и под него можно было собрать информацию с перемычки. С другой стороны, толком ничего, по-моему, ребята не увидели. Как со стороны защиты, так и за сторону атаки. А вот Тизиан вполне себе может промутиться в очень хороший тайминг. Это позволит сделать ему заветный энтри-фраг. Бликси понимает, хорошая флешка, однако нет, не очень. Все-таки Бликси перестреливает своего визави. Мы должны следить за всем. Оксиджену и компании именно по точку аплента атака происходит. Blue White падает вниз. Шестой игрок Бликси максимально важный. Сейчас ему жить до конца. К сожалению, для него это не получается. Малинов и Изи остаются последними игроками. Опять-таки, Авик, который не сказать, чтобы работает. И в этом есть определенного рода проблема. Авик, возможно, собирает информацию на дистанции, но в целом он зачастую остается последним игроком. И в данном раунде, скорее всего, даже не получится его засейвить. Хорошо, Оксиджен выстрелил, ну и Энтропик уже буквально в 2 шагах от того, чтобы перевести все на Десайдер. В битве, я напомню, за 3-е место и за 100 000 рублей на нашем турнире Hardplay Cup 8. Здесь, конечно, Авроре, мне кажется, надо перевести дух, взять паузу, что-нибудь сделать, чтобы сломать темп оппонента. Уж очень резво Энтропик атакуют, и, возможно, ключевой раунд был как раз врыв на Б с найнами. Да, и самое главное, что темп, который задают Энтропик, он работает. Ребята пушат на недефолтных пистолетах, они выигрывают раунд. Это дает, ну, дичайшую плюс мораль. Ребята с ганами выходят относительно быстро, и это все работает. Однако сейчас все наконец-таки
видимо, что-то пошло не по плану. Спасибо, Лилс, несчастно. Зато пошло по плану для Blue White и компании, потому что -3 они уже себе оформляют. Есть информация по Мариксу. Позиции ковров находится он прямо сейчас. Blue White принимает, кстати, очень верное решение, конечно же, чекать непосредственно яму. И непосредственно Тизиан будет как раз выходить из этой ямы. Есть по нему инфа уже 100%. Как и по Мариксу была получена заведомо до этого. Тизиан прострелом забирает через текстуру. Марикс последний. Сразу реабилитируются Авроры за прошлые раунды, и пока что еще борьба здесь будет навязана. Как думаешь, кто выиграет? На всем турнире вообще? Ну, блядь, сегодня я вижу нестабильную игру Энтропиков и Авроры. Похую, кто, в принципе, выйдет. Гайн-5 должны забирать. Потому что, ну, они более стабильно играют. А что эти делают, я не знаю. Хуй его знает. То есть, ну, я сегодня вижу нестабильную игру. Как бы я говорю, отталкиваясь от конкретно вот того, что я сейчас вижу. Если брать в целом команды, кто там должен, не должен, я вам конкретно говорю, вот за сегодняшний день, я не понимаю, что Аврора делает, блядь, вроде, ну, они стараются, но они должны здесь просто переезжать Энтропиков, но при этом какие-то ошибки вообще абсолютно непонятные, вообще абсолютно нихуя никому непонятные. Не знаю. Забрать этот самый заветный раунд номером 10 себе также в копилочку. С другой стороны, от Энтропик, в принципе, мы ожидаем такого же полноценного. То есть, ну, если я неправильно сказал, здесь, я не знаю, я за Аврору. Там ВП или эти, хуй его знает. Я сегодня не смотрел, как ВП играют. Да я, блядь, да, я оговорился. Я не смотрел, как они играют. Номером Энтропики нет. Я сегодня просто выпал на весь день вообще. Судя по всему, к вам готовы. К вам уже защита адаптировалась за этот небольшой промежуток. С другой стороны, сейчас сами ошибки, честно говоря, как Бликси, так и Малинов совершили. Да, самое главное, 5 в 2. Сейчас просто не залить Изи в ладере. Но здесь дым лежит, пока мешает ему играть. Сразу развеялся. И Oxygen с Форси делают буст. И если Изи рискнет все-таки пойти, мне кажется, он сделает точно один фраг, а то и 2. Но пока минуты на таймере, естественно, это безумие просто. Он же понимает о том, что буст может быть. Рашить бэплен, да, с ладдера. Форси уже здесь просто наглеет, залезает сверху на ящик и отпикивает снизу Oxygen. По итогу Ваня Изи спадает. И последнего, почему не умирает Форси? Что происходит? Ноускоп! Подожди, клатч продолжается-то 1 в 3. Ой, куда молик, какая граната? Мой, какая граната? Достань! Какой же Калашом тайминг убей его надо быть? Все нормально. Ладно. Как это было напряженно все-таки. Можно выдохнуть, как минимум, нам, комментаторам, вам, зрителям, да, и игрокам, особенно игрокам именно Авроры Youngblood, потому что, да, окей, у вас есть информация по последнему игроку, где находится Форси, но он делает ноускоп, плювает, достает гранату в очень опасный момент, потому что, возможно, если бы распекали Шигео, ну, просто, не знаю, там, Блювайт остался бы в ситуации 1 в 1, и пока эта анимация, там, доставание, переключение обратно на оружие и так далее. Хард владеет командой Форс с форзами. Нет, я владею женскими сердцами. Ой, факт. Первая пауза у них, еще 3 в загашнике есть, да, и справедливости ради очень интересно, что старая добрая тенденция в рамках МР-15, в рамках турниров CSGO с 4 тактическими паузами сохраняется и на нашем замечательном турнире, потому что если сейчас брать в расчет ESL-евские турниры, ESL при переходе на МР-12, приятного просмотра, соответственно, паузы сократили на 1, соответственно, и там как бы 3 это правда. 4, факт, и факт. 1 дается у Ну, тебя, факт. активируется, скажем так, разблокируется, когда ты добираешься факт, до овертайма. факт. Да, девочки мои вот в чатике многочисленные. Продолжаем, друзья, смотреть Мираж. Да, и да, здесь... Сейчас пацаны начнут каблук писать, но девочки, Вначале, вот вы в Энтропик моем по 90 сердечке. кто-то взял, но потом продал, как я понимаю. И здесь все-таки с МП7, 2 тактайнами, Диглом и Калашом попробуют Аврору сразить. 3 игрока под ямой. 1 в коврах. Плюс еще где-то Коллинз должен подсаппортить, но у него сейчас даже бы армора допы. нет. Он себе оставил чуть больше, чем 1500 баксов, чтобы в следующий раз закупиться. Флешечка пошла от Тизиана. Врыв на точку, друзья. И где приемка? Блювает. Почему погибает? Размен Малинова есть. Изи также с АВП попадает, но все равно Марикс создает ситуацию 3 в 3. Все еще очень непросто будет Youngblood забрать 12-й. Малинов умирает, друзья. Бликси и Изи вдвоем остаются. Почему снова проблемы на плохом бае у Авроры, я не понимаю. Эх, не получилось, не фартануло, пацаны Ребят, с Авроры. Смотри, парни. Вы вот одно и то же, да, на этом ебучем Мираже делаете на праках, на
квалах, на турнирах, на всей прочей хуйне. Как можно всосать вход на А, правда, на Мираже, я правда не понимаю. Ну, это, я не знаю, блядь. Ну, при счете таком, я не сказать, что я в ахуе, я вообще в 3 хуя, наверное. Я не понимаю, что вы делаете. Изи ловит дым, при этом пытается как-то еще урон внести. Хаешка вроде неплохая, но Коллинс не подставляется под нее. Блювайт и Бликси по фрагу делают 4 в 2 ситуация. Аврора, что творят? Ну, если бы забрали еще прошлый раунд, это уже могло быть ГГ и 2-0. И плюс 100 тысяч рублей, плюс очки в Health TV рейтинге, не знаю. И, ну, просто очень хороший КС, но теперь это только овертайм, и то не факт, потому что надо 4 в 2 ситуации доиграть. Все-таки Форси и Коллинс с хорошими девайсами, и только 2 калаша успели поднять Бликси и Блювайт. У остальных-то пистолеты. Ой-ой-ой, облювает. Что делает? И он и не чекает, он его Что и не ждет. происходит? Промахнулся, серьезно! Что? Ну ты Зачем? издеваешься, Форси, как? Я не знаю, он, может быть, нож хотел там или еще что-то, но явно уже этого мы не узнаем. Коллинс остается последним игроком, есть по нему информация, нужно закрывать его прямо сейчас. И шоу must go on. Вторая карта и вторые же овертаймы, в том числе. Вот это, конечно, каточка, да, вот это встреча. Насколько хорошо здесь ребята, в принципе, отыгрывают. Возможно, Форси хотел... Заберите у него палку, блядь, и дайте ему пизды после игры. Ты что, совсем сумасшедший, блядь? Это что, это игра за топ-3? Это что такое? Ты что сегодня, я не пойму, блядь. Вы реально под чем-то, что ли? Вы по вене въебали или что? Что это было? Подожди секунду. Это вообще физически возможно? И по итогу это допы. Ну там и так, конечно, ситуация была проблемная 2 в 4. Да, конечно. Тем не менее. Ну да. Ой-ой-ой. Все теперь начинается с нуля. Снова эмки, калаши, да, с авиками друг против друга. СГшка еще у Коллинса. Изи прыгает на букву, мидл не играют, пока энтропик. Только один Коллинс пытается создать здесь какое-то напряжение. И повтор прошлого раунда, кажется, пытается сделать энтропик. 3 ямы, 1 ковры и 1 мидл. Шел, блядь, 25-й раунд. У энтропика в форсе 9 фрагов сделал на авапе. Ёб твою мать, на авапе, блядь. 9 фрагов к 25-му раунду. Ну это просто потрясающе. Прямо сейчас с вами. Энтропик, ну, есть определенные проблемы. У них были с атакой, да, отчасти, хотя не сказать, чтобы прям какие-то тотальные, потому что это и позволило им по факту выкрутиться и выйти здесь на этот самый счет 12-12. Раскидочка дефолтная, заход под точку А пункта, возможно, будет таковым. Единственный игрок — это Коллинс, который будет байтить. Мне очень нравится позиция Шигела. Она не читается, при этом он делает только 1 минус. Блювайт Фреем закрыл игрока перед собой, но при этом не перевелся по игроку. В коврах это Марикс 2 в 3. Тем не менее, после разменов Аврора имеет все шансы забрать 13-й, то бишь первый раунд на овертаймах. Бомба становится под Фнатик. И успевает вроде как уйти Форси, но его догнал Бликси. Очередью Сэмки Марикс пробует взять 1 в 3 с дефолтом, мутится, не закрывает второго, каким-то чудом просто Изи выживает и открывается все равно за искрой, и здесь уже... Надо убрать матч за 3-е место или хотя бы сделать БО1. Так в чем проблема, Крот? Ты берешь, организовываешь турнир и делаешь все, что на нем угодно. Ты можешь за БО1 сделать, я не знаю, гачи-мучи вечеринку, блядь. Чтобы в честном, блядь, бою в раздевалке люди выяснили, кто и что выиграл или проиграл. Я же говорю, вы со своими советами можете их взять вот так вот, блядь, вот в руку и засунуть себе в очко, нахуй. Оттуда, откуда они, в принципе, и пришли. Как ты думаешь, если что-то делается, оно просто так делается или нет? Может быть, не просто так сделанные, призовой распределен на 3-е место, а не на 3-е и 4-е. Может быть, просто, ну, это какое-то было решение в результате определенных событий. Нет? Уже давно никто не играет. Ну да, действительно, блядь. До конца на Б.
Там и Вот окно эти, блядь, чекается, советы, это да, лучшее, под нахуй. пуш, поджим Особенно окна, того же подобные, самого это Бликса. потрясающе, Бликс там блядь. просто, во-первых, не ломает Я думаю, нахуй мы, блядь, ладеруме проводим ничего целые и конференции, просто блядь, не с палится, не делает организаторами, никакого со лишнего всеми. шума. Разбираем, 10 с остается аналитиками, на потом таймере, турнир времени, в сидим. принципе, вагон и маленькая Да? тележка, поэтому можно немножечко захалдиться сейчас и по большей Действительно. степени, ну, наверное, для Интропик. Здесь Я просто к 8-му турниру еще не понял, как правильно. Мне нужен совет. Я, ну, вот 8 турниров организовал на ебовую сумму денег, блядь. Я до сих пор думаю, мне кажется, мне нужен такой человек в команде, блядь, который даст всегда совет. Нормально попытаться сдержать агрессию. Оксижен первый идет на смерть. Форси тоже падает, но от Бликси. И теперь Тизиан без бомбы должен каким-то образом за 30 секунд справиться с 3 оппонентами. А по Тизину была инфа получена, да, он открывался с ковров, да, понятное дело, что он будет приходить с точки аплента, и, понятное дело, даже откуда он будет являть свое присутствие. 12-14, Ой, еще бля. один раунд, последний раунд как раз перед сменой сторон на овертаймах, если для Авроры также получится, это будет очень-очень хорошо, да, так, в таком случае ребята разыграют 3 из 3, ну, 3 из 4, как бы 3 из 3, если в половине считать, и, соответственно, целых 3 попытки у них будет для реализации уже Да стороны не, Марк, атаки. я в шоке, блядь. Валидольная концовка максимально, но Энтропик могут сейчас взять 13 на Инферно, если я не ошибаюсь, также у нас все было, да? 14 взяли Аврора, потом 13 отыграли Да, Энтропик да. и закрыли в итоге Аврора. Но здесь совсем другая карта, совсем другая ситуация. Под Б Оксиджен, под гранатами бежит дальше. И здесь очень опасно, Бликси умирает. Дальше пробуют продавить бэкплент, Энтропик как раз у них это получалось сделать с пистолетом, но Малинов спасает ситуацию, делает просто минус 2 и живет на калитке недолго, но тут уже тиммейты спасают. 2 в 1 против Тизиана, снова капитан Энтропик остается последний в клатче. Он ставит пачку, поэтому понятное дело, что он где-то в позиции сайта как раз таки находится. Просто вдвоем нужно отыгрывать. Ай-яй-яй, Тизиан! Вот это, конечно, Как? BIG, друзья. Вот это просто big player, друзья. Это Тизиан. Ну, блин, я не знаю. Братцы, запишите, пожалуйста, кто занимается у нас этим. Вот эти вот моменты, мувы. Дайте мне потом клип. Я лучше весь раунд можно, вот, или где-то с 20 секунды. Да. Там от Калашникова. Несите Посмеемся Карвалол всей палатой. тренеру Авроры Янгблад. Я не знаю, что здесь надо им сделать, чтобы теперь закрыть за атаку после такого обиднейшего раунда. Могли ведь 3 подряд взять и просто выиграть, но теперь им нужно брать 2 за Т-сайт, где в основное время они себя показали не с самой лучшей стороны. Смотрим. Ну, потеть. Потеть нужно, конечно же. Забирать Ну, 2 раунда, в том числе Интропики, естественно, будут потеть. Также отыгрывать за сторону защиты. И, возможно, потеть все-таки придется немножечко даже и меньше. Да, в конечном счете Интропики свою защиту показывали очень-очень хорошо. Марикс, не знаю, там успел. О, Здравия желаю. о, Смотрю здравия. тебя с 19-го года. О, Контент радует, держи тот же темп. Думаю, Могу. пора расчехлить пожилого Джеки Чага и войти, так сказать, в швейцарскую семью. могу, Крыслан 102, привет из Таритамака. могу, 20. мой хороший. Сабиночка, солнышко, добавь, пожалуйста, мальчика, ладно? Я прям вот так вот сделаю, чтобы не забыть. Спасибо, могу, спасибо. Форси уже бедом прожал, просто здесь всю информацию собрал для своих тиммейтов. Не знаю, почему еще не стакнули аплент. Игроки Энтропик. Бликси справляется с Мариксом. Вот это был очень нужный фраг. И теперь выход из ямы. Самое интересное. Тизиан в сэндвиче. Будет ли он проверен? И при этом еще в КТ байтит на себя Тизиан, извиняюсь, Коллинс. Тизиан сам уже в сэндвиче. Закрывает. Судя по тому, что я вижу, к финальной битве турнира есть все шансы там оказаться. Крепись. Не фрага врагу. Мгм. Солнышко, мне кажется, я тебе говорю, такие турниры, я прихожу к тому, что такие турниры нужно под пиво сидеть. Реально, под пиво, под креветки, вообще забить хуй на все и просто смотреть, потому что, ну, это просто потрясающе. Это просто, ну, лучшее, что может быть. Первый нож этого самого финала, да, матча за 3-е место. Угу. Красиво, но вопрос. Зря ли это сделали игроки Энтропик? Потому что Аврора все еще имеет возможность
закрыть Мираж, так скажем. Но опять же, да, главное, чтобы ребятам просто в флешбеке о том раунде, где Тизиан в линеечку 2х сбрил, не выскакивали, тогда с холодной головой, мне кажется, они смогут забрать хотя бы 15-й. Такой, знаешь, раунд, так скажем, точка, где ты засейвишься, да? Ну да, то есть в какой-то степени просто не нужно об этом думать действительно. Форси для него не проблема даже в блайнде, в принципе, как ты наводил снайперский скоп и уверенно выстрелил, в том числе. Это и показатель, да, профессионализма команд, да, которые даже при учете, я не знаю, там 10-2, да хоть, я не знаю, хоть 15-0 в CSGO, ну, надо собираться и надо просто брать это все дело и переворачивать, не акцентировать внимание на уже прошедших негативных для себя событиях. Минус Тизиан, минус Бликси, ситуация 4 в 4. Ну что, такое пропикивает только по горловой смотреть, серьезно. И Апленд, залетает пиздец. в ладдер. Пока непонятно совсем, смогут ли Аврора сделать хороший выход, но несколько важных игровых зон они заняли. Как минимум, ой, это блядь, центр сердце карты, нахуй да, колоть контроль начало. есть тут. Плюс Пиздец. в ладере остается Изи, в Б-доме уже близки к выходу Малинов. И подтягивается Шигео, и даже есть люркер в виде Малинова. При развеивании смока прилетает ему новый, и здесь, конечно, сложно все равно ему играть, по итогу уходит. К вам в закрытую телегу можно? Могу, Собака да. стоит в 21 плюс, пацаны, только. Не забывайте. 21 плюс. Могу. Малинов, при этом Форси репикает и закрывает Изи на шарте, друзья. Это мап для Энтропик. Всем девочкам до конца турнира акция 1К в закрытую телегу. Красивые только что были. Ну, такие, чтоб, ну, как говорится, да. Квадрокилл для Форси без каких-либо проблем. У Ну, что Авроры пакт состоялся. была небольшая вот такая вот загвоздка в рамках, ну, Ой, уже вот предыдущего раунда, 29-го раунда, соответственно. Много времени пришлось им потратить, чтобы сходить на телегу, да, забрать пачку, потому что пачку они дропнули на старте раунда на телеге. За ней они возвращались, естественно. Возвращались очень долго. Соответственно, времени как будто бы не совсем у них хватило, чтобы выйти, да и вообще начали они выходить. Они не начали там выпрыгивать и вылетать. Они начали выходить относительно медленно через Б-дом, и это тоже стало определенной проблемой, опять-таки, чисто с моего взгляда. Ну что, 15-15, вторые допы. Я как-то вот говорил еще в начале первых, что первыми не ограничимся. Самое забавное, что Форси в основное время смотрелся вообще нехорошо. Он в какой-то момент, по-моему, 10 на 20 шел, или что-то в этом духе. Но как же на овертаймах он зарядил на победу свою команду. Очень много энтри фрагов, спасает на приемках. И многое-многое другое, это все заслуги Форси. И снова начинает он в окне, но Аврора на этот раз играет в надо будет отрабатывать. попассивнее. Там только один Шигео, и то он даже за боксы. Но то, что я вижу, как по мне, больше похоже на какую-то клоунаду. Леха и чатик. Сори, если я не прав. Не-не-не-не, вот эта игра, это не клоунада, это пиздец. Это вообще пиздец. Я просто вчера, когда смотрел, я получил эстетическое удовольствие, блядь, когда я смотрел игры бразильцев мы смотрели, когда мы смотрели игры, блядь, там... Кто еще круто играл? Да были команды, дохера команд, которые круто играют, за ними интересно смотреть. Они играют стабильно, круто. А есть кто включает пенчика. Да. Так что как-то так. Слушайте дядьку Кракен, комментатор, как говорится, со стажем, очень много КС вашего повидал и очень много интуиции, скажем так, здесь, конечно, тоже себе совладал. Есть такое понятие, как серендипность, можете загуглить. Серендипность — это не мат, поэтому не забанят нас на трансляции. Вот здесь некого рода именно это здесь и произошло, когда вот ты почувствовал с самого начала, Ирландцы, да, были крутые. Именно овертаймами дело точно не ограничится. Хорошо все. Ну что, посмотрим, кто у нас по фрагам вырывается по итогу первой серии допов. Марикс 26 на 19, 25 на 20 идет Blue White, что Сабин, тоже вызови довольно скорую, мне хорошо. сейчас рот в рот надо смотри, будет делать. какой высокий Я, процент блядь, плохо попаданий в станет, голову если они сейчас у опять некоторых начнут игроков. пенить. Это в этих действительно допах. очень Это жестко, вообще 70% будет пиздец. у Оксиджена. При этом он сделал 20 убийств. Ну да,
Это прям весомо. То есть Международный турик, что ли? Получает. Турнир этот. Блять. Родной, смотри. Может, просто кто-то пропустил. Смотри. У нас прям на главной этой 15-минутный ролик. Вы можете его найти. Вот он. Это про турнир. Можете его посмотреть. Очень интересный ролик в видеоразделе. Там на тему того, сколько команд играло, с какого количества стран. Там 50 с лишних... Команды Аврора Янг 50 с лишних стран представляли. сразу находит. Бликсер разменял Малинова. И вот буквально на минуте 30 ребята берут 16-й. Очень быстро. Oxygen Force остаются вдвоем, и такое чувство, что не особо-то даже и хотят куда-то выходить. Есть информация, где находится Авика, там еще и 2 весла, да, справедливости ради, для Форси и для Oxygen в данный момент решают, видимо, они их засейвить и отыграть уже через дабл АВП. Блювает просто стоит на приемочке, успевает забрать Форси. Форси здесь не получилось отойти, и все-таки 2 Авика превращаются в 1. Oxygen последний. Технически Блювайт может выйти и умереть, да, вот ничего страшного, потому что попытал, да, собрал информацию, хоть и посмертный, попытался, возможно, дать фраг. На исход раунда не влияет. 16-й для Авроры, а вот Круто это сыграл. вот новая механика, которая, может быть, не все игроки к этому привыкли, но вот Oxygen сейчас продемонстрировал, насколько это круто работает. Красота. Но Энтропик надо отыгрываться как-то. Все же я считаю, здесь весомее именно раунды за атаку. Нет, Сабин, это не надо. Ну, за дефенс можно всегда принять, серию сделать, а в атаке тебе самому надо как-то креативничать, строить раунды, и при этом не факт, что еще получится, ведь противник может находиться буквально за любой позицией на точке, и все гранаты, все выходы, кто первый, кто второй выходит, это... Мне кажется, искусство игры именно за Т-сайд. Вообще, в принципе, в Counter-Strike не только на Мираже. Ребята, возможно, сейчас нас обрадуют Б-сплитом, но тут Oxygen поджимает и может уже сразу найти open фраг. Есть! Минус по Малинову. И Ну да. теперь пошло движение на миду. Да, и можно, в принципе, продолжать уже дальше куда-то заходить. Пытается Турнир в записи идет. Выживает, в принципе, Бликси вместе с своими тиммейтами. Надо заходить уже громогласно заявлять о себе. Именно по точке Б плента есть информация по Oxygen. Отыгрывает он снайперскую винтовочку. Уже -2 делает. Есть информация, то, что Форес нужно закрывать. Оу! Бликси это и делает, но остается последним игроком. 1 в 2, 1 в 1. Тащить было бы, конечно, ну, сподручнее. Но и это, я думаю, что явно не предел для этого парня. 2 фрага. Еще столько же для них. Потом забросил и сейчас опять начал катать. Его- Поэтому я думал, не такое. Все до сих пор вспоминаю Инферно эти карусели. Уходить вообще в Пиздец. дом и забирать раунд, потому что там лежит бомба, но Энтропик вроде как понемногу понимают, что надо стягиваться непосредственно в китчен, друзья. И у нас небольшие технические проблемы, пока ожидаем, что произойдет дальше. Плохо, так, возвращаемся в игру, друзья. Бликси уже с пачкой в китчене, 25 секунд, Форти Оба, убрал, оба, и прочитал! справа не проверяет, справа нет! Как так? Да, это жестко. Ну как это жестко? Очень сложно было прочитать, что именно 2 КТшника у тебя стоят как раз в небольшом таком кроссфайре. Особенно, когда ты выходишь, да, ты чекаешь левый угол, потому что, ну, поприятнее, попривычнее для тебя. Ты делаешь фраг, и ты надеешься, что если, ну, типа, 2 чела стоят в кроссфайре, то после смерти одного КТшника обязательно откроется его тиммейт и сразу же, ну, навяжет свой кроссфайр. А он не открывается, пропускает, и там уже, естественно, никто спину толком и не стал. 12-16, опять-таки временный паритет уже по раундам. 2 авик пока что работает для Энтропик, но, естественно, они на своем и остаются. У Тизина очень убойная позиция, может поймать сразу нескольких оппонентов. Блювайт выходит первый, флешка летит, и здесь Тизиан падает без килла, но Малинов своего убивает. Зачем? Как это? Плюс 3 сетка, а про Тега я только сейчас вспомнил. Добро пожаловать, мой хороший. Добавлю, могу. У тебя изи. Малинов тоже умирает, сделав только фраг по своему тиммейту. Все хорошо, да, у меня, по-моему, микроинсульт, нахуй. Супер неудачный выход от Авроры Янгблад на аплеер. Такое чувство, что вот небольшая оплошность от Малинова немножко подкосила его стрельбу и стрельбу тиммейтов, которые в небольшом таком непонятном, я не знаю, в непонятном состоянии остались. Говорит, а чё, а как и прочее. А тут как бы микромоменты, которые в КС-ке, естественно, решают обязательно исход раунда. 17-16.
свап сторон. За сторону защиты будут сейчас продолжать отыгрывать именно Аврора Youngblood. Получилось у них отыгрывать в рамках первых овертаймов весьма и весьма неплохо. 2 раунда, ведь я правильно понимаю? Да, 2 раунда они как раз таки забирали из 3. Ну и здесь нужно сделать, в принципе, как минимум то же самое. Но на самом деле сложно все равно так играть, с пониманием того, что ты догоняющая команда. Сложно это смотреть. Заметить, кстати, еще к отметке Очень сложно 30 смотреть. Никто у нас не дошел, Сегодня хотя эту игру, блядь, очень раундов мы сложно увидели смотреть. приличное Это пиздец. количество, и все идут прям бок о бок, ноздря в ноздрю, только вот у Энтропик член в член. немножко проседает Форси и Тизин, но по Форси, вот, в рамках овертаймов, к нему вопросов вообще нет. Привет всем, Леха, мой первый донат. Очень давно смотрю тебя. Хотел поинтересоваться, когда будешь проходить маунт, очень уж понравилось. Роднулечка, мы когда больше не спрашиваем, просто я возьму и дальше продолжу. Все очень просто. Завтра я иду принимать студию, кстати. Это просто вам инсайдерская информация. Как бы просто теперь живите с этим. Завтра я иду принимать новую студию со всеми вытекающими, блядь, последствиями. Они именно ждать. Будут они ждать именно контр-агрессивных поджимов со стороны своих оппонентов, со стороны защиты, естественно. И уже на этих ошибках, возможно, делать какие-то свои энтрифраги и выезжать дальше. Аврора максимально верно играет. Да, они как таковую информацию не собирают, но оборонительные редуты они свои поставили и укрепили этот самый защитный бастион. Blue White идет на сближение. С ним также Шигео находится на борту. Готовы вылетать уже Oxygen и Тизен вместе с игроками с коннектора. И Blue White нашли. Бликсик должен давать размен, но только один минус. Шигео спасает команду пока что. И минус по Тизену. Просто может выиграть раунд 3 в 2. Бомбы нету. Энтропик при этом замечен был в джангле. Форс с ним тоже справились. И палаток последний Марикс долго не протянет. Хаешка все заканчивает. Нет. Сьюспайн добивает Изи, но это 17-17. Уф, конечно, просто уф, я не знаю, что тут еще сказать. Нет слов, одни эмоции, друзья, и я мега счастлив и рад, что, ну, во-первых, довелось это все дело нам увидеть, прокомментировать для вас, да, уважаемые друзья, и я, ну, особенно счастлив, даже если эта встреча закончится 2-0, уже мы насладились прекрасным КСом и уже посмотрели невероятное количество раундов и невероятные эти самые 2 карты, потому что, мало ли, возможно, мы заглянем и на Ancient, это десайдер этой встречи, ну и самое главное, вишенка на торте. Это Gun 5, и вы проходите. Ну что, начинают под Б Энтропик свою атаку. Уже очень близок Тизиан к тому, чтобы открываться, но пока все, что он делает, это собирает информацию. Хаешку не удается задоджить, но теряет не сказать, что прям супер много хп. 20 может дальше играть. Бликси в окне ловит дым. И здесь вопрос очень интересный, как Аврора вообще готова к Б-сплиту. Вроде бы опорники вот Изи и Малинов находятся в неплохих позициях. Тем более для снайпера Ваня Изи может подать на таких дальних расстояниях по соперникам именно с шарта, да и из дома тоже. Ну и сейчас решится многое. Минуты еще есть у Энтропик на подумать. Oxygen, кстати, очень предательски может кого-то поймать, но ловит только его самого. Патизи, ну, пронесли. Тут небольшой дамаг Коллинса уже уничтожили. Ситуация резко делает подъем с переворотом. Что ты думаешь насчет турнира? Энтропик 3-5. Приходится отыгрывать в колоссальном насчет игры этой? для этих ребят. Но я самое думаю, только главное, одно. что хотя бы пачку не потеряли и сейчас занимает ключевую позицию. У меня слов центра, нет. откуда могут действовать У меня есть заходом звук. по точку. Вот такой. Бликси очень хороший выстрел. Он дает надежду на раунд для Энтропик, но здесь Blue White переиграл Тизиана. И Марикс разменял. Подожди, 2 в 3. Вопрос по Шигео, сможет ли он хотя бы потом забрать? Да! Легко просто подловил Марикса на гранате, или я не знаю, с чем он бежал. Но теперь против Форси втроем, я не думаю, что будут большие проблемы у Авроры Youngblood. Тем более время кончается, 15 секунд. Форси разобрался с Изи. Про Шигео есть понимание. Но здесь Малинов спасает уже тиммейта выстрелом в голову. Матч-поинт для Авроры Youngblood. Барабанная дробь. Последний раунд. Либо в рамках овертаймов. Я ваш барабан ногой сейчас пиздить буду, если вы, блядь, это не заберете.
И эта ебаная содомия, блядь, не закончится. Я вам еще раз говорю, я вас заклинаю всеми, блядь, богами, нахуй, блядь, помолимся, я не знаю, блядь, чему там, Посейдону, блядь, еще чему-то, нахуй, богу рандому, блядь. Пожалуйста, нахуй, закончите эту ебаную содомию. Я вас, блядь, просто прошу по-человечески, нахуй. Чат, если, ну, как бы все, Аврора Youngblood должна побеждать прямо сейчас. Это просто пиздец. Взрыв на миду очень серьезный по шарту. Я реально сейчас инсульт въебет, я не могу уже, блядь, ну не могу я смотреть. Давид, Во нужно имя сначала Сурмана, его блядь. здесь пройти, а он с Эмкой профессионал. Святых хоббитов, Он здесь пожалуйста. может несколько минусов дать, поэтому желательно все делать под флешку какую-нибудь. Закидывают гранатами ладдер, да. скидывает дым. Бликси за ним осколочную. И все же играет более пассивно под Б-базой. Энтропик готовы врываться, вот он сплит Б, уже идет, антираж Молик скинул Бликси. И здесь вопрос в том, смогут ли принять Аврора, падает Бликси, падает Малинов, неужели это вторые допы, друзья, 3-5, практически невозможно сделать ретейк Б-базы. Это в таком случае и третий доп уже. Я не хочу это уже смотреть. отыграны. Ну и падают, конечно же, все оппоненты команды Энтропик. Ну и 18-18. Шоу must go on. Повторяю я это еще раз. Боже, блядь, борода, хватит нахуй. Ну, видимо, попросил я чатик там. Плюс чат, кто хочет продолжение. Плюсов, видимо, было больше, возможно. Пошли нахуй, кто плюсы, блядь, поставил. Я, сука, сейчас найду их, блядь. Где эти, блядь, блядь, плюс нахуй. Продолжение. Бан, На блядь, этот раз, кто плюс как и в рамках поставил. первых дополнительных раундов, Потал дотик, Аврора и блядь. Youngblood будут Накаркал, продолжать дурак. отыгрывать именно за, Неумный, наверное, блядь. чуть более сильную для себя сторону. Очень чтобы интересные матчи, Дим, мне тоже очень нравится. Да, на самом деле Мираж Ой, выдается бля. очень длинным и очень вообще непонятным, как все закончится. Вроде Аврора Да, были Дим, я вот в увижу. шаге от того, чтобы взять 3 к ряду за сторону диффенса. Еще, блядь, смотрим, еще не нахуй. получается дожать. Смотрим, друзья, Ой, вторые блядь. овертаймы, точнее уже третий, да? С 12-12 у нас начинаются допчики. И я думаю, что будет здесь еще жестче, чем до этого. Вполне себе. Поэтому просто будем наслаждаться прекрасным КСом. Наслаждаться, Ну, и, блядь. естественно, комментировать его для вас. Это Малинов, как когда тебя в жопу, ну, блядь, ебут, хороший- вот то же хороший самое дамаг примерно, пронесли, блядь. в принципе, по Oxygen. Когда ты наслаждаешься, Вот блядь, первый номер. прекрасным да, ну и Малинов, процессом. снова, ну, по большей степени является именно соло-опором. Ох, блядь, а. Без каких-либо изменений для Авроры, и поэтому Энтропик... ну ладно, тут они уж оголтело не будут куда-то рашем там пролетать, поэтому просто решают отыграть медленно. Кизян скидывает внешний коннектор, за ним за коктейлем Молотова. Шигео пока все еще в фокусе на палосах, но там, если что, подходит 2 игрока в сторону ямы, будет уже Blue White непосредственно принимать. Blue White. Шигео. Вот здесь, кстати, опасно очень, потому что и в коннекторе, и в паласах есть соперники. Шигео на развеивании от хаешки просто его Кизян сносит вместе с Коллинсом. Blue White пробует перестрелять, но здесь Oxygen спас снайпера. 5 в 3, Энтропик. А почему Аврора просто на опоре Апланта развалилась? Да, причем еще раз, да. А нахуя они вперед пошли? Макс, спасибо за платную подписку, родной, спасибо. Бликси отыгрывает где-то вверх-вниз, там, центр, и основная атака, основная оборона, вернее, Сережа! они присутствуют именно по точке А. Ой, как хорошо! Они просто не справились своими Блядь, прямыми как в обязанностями. танке Ну, нахуй ничего, как бы не зашел. получилось в этом раунде, получится обязательно как минимум ВВшник, в ты Next'е, пиздец поэтому вовремя. экономика не проблема, да и по-хорошему это только самое начало. Нужно выходить дальше, нужно делать еще одни фраги, возможно, откидывать какие-то гранаты, если они остались. 2 смока еще присутствует, Транспорт здесь не прощает, как минимум одного, и также отлетает, времени на дефьюз уже нет. Бликси с последним игроком, хоть и выходит отсюда победителем, но, наверное, не выходит отсюда живым. Кариночка пишет, кстати, так и не написала размер груди какой. У самурая нет цели, у него есть только путь. И пиво с креветками. Блять, это как, я не знаю, это как великие какие-то слова, надо записать их реально. Ты не видел вот следующий такой стрим так вот назвать. военной мудрости, которую показывают нам Энтропик и Аврора Youngblood в рамках карты Демираж. Возможно, в книге надо было бы написать, как заканчивать игру без овертаймов, либо как заканчивать игру как минимум на первых или вторых. И премию за погода Что, получает. полетели гранаты на мидл. Аврора при этом собирается бороться в центре, но смотри, Шигео прилетает просто 100 раскида на 1 квадратный метр, и по итогу
играет достаточно пассивно. Коллинз подходит к коннектору, доджит хае. И вместе с Тизианом дальше может открываться. При этом возле Апланта Энтропик также располагаются. Яму ковры все это дело занимают. Повтор прошлого раунда практически, как по мне. Но и здесь уже Аврора и Youngblood должны быть готовы. Подсадили сейчас через бенч, через окно будет выходить Коллинз, и, судя по всему, в тайминг-то Коллинза никто не ждет, и это есть огромная проблема. Отлетает еще один оппонент, и еще один оппонент. Коллинз делает 2 фрага себе в копилочку очень уверенно. Малинов по итогу остается последним игроком. Мне не хочется в это верить. Ну неужели третий овертайм и закончится как раз-таки поражением для Авроры? Они так плотно тащили. Такой последний раунд был на счете 12-11, если ты помнишь, а ты помнишь, скорее всего, да. И зрители в том числе, когда они просто, ну я не знаю, на сборной солянке по каким-то там пистолетам, ППшкам, там девайсам и прочее, выиграть. Знаешь, самое главное? Перестрелки. Самое главное, когда идешь, и знаешь, когда хочешь такого тоненького, тихого пустить, а там, знаешь, такой чисто с подливой, блядь, да. Приятного аппетита и хорошо покакать, спасибо. 11-11 они проиграли по фломбаю, то есть могли действительно даже Инферно раньше закрывать, и здесь тоже. Просто вот какие-то микромоменты, да, какие-то глупые ошибки. Я не хочу смотреть третью карту, не хочу. Проигрываешь за дефенс с разницей в 2 раунда, это, конечно, очень грустно. По мидлу идет врыв, и здесь уже Oxygen на шарте практически нож и Гео останавливает агрессию, Коллинз идет разменивать, но какой тайминг для него неприятный, тем не менее, переводится по голове, и Бликси размен по тизеру только сохраняет перевес по численности 4-3. 4-3, и это преимущество нужно сохранять сейчас для Авроры, чтобы им это... Как в одном анекдоте, бля, про 2 клоунов. Только вот тут уже реально не смешно. Тут вообще нихуя не смешно. Я просто понимаю, что на следующей карте мы, блядь, посмотрим 350 допов, понимаешь? Я ее не хочу. В принципе, тот самый заветный фраг. Развороте забирает еще и Яму, Форси последний. Ну и Sims Like 19 для Авроры. Да, какой-то раунд престижа ребята берут, пока еще шансы остаются на то, чтобы именно за сторону атаки закрыть противника, но это будет все так же непросто. Красиво Малинов заканчивает первую половину, уже третьих овертаймов, да, третьей серии дополнительного времени, и посмотрим. Черные сборники, он скоро появится снова. За другую сторону. Очень скоро. Но с он, другой правда, стороны, не отходя далеко, скажем так, от кассы, там, на параллельном турнире сегодня там пораньше закончился. Фейзы, между прочим, откатывали Нюк 22/18 против Маус. Почему бы сейчас... 6-12 камбэк. Да-да-да, и 6-6, там 11 даже, по-моему, да, 6-12 как раз. Не, вот такое это что-то новое. Невероятный, конечно, масштабов. Вот такое, ну и сейчас, вообще, возможно, блядь. сегодня просто, друзья, зачильтесь, да? Возможно, сегодня просто день... Я думаю, что мне пора включить мем-алерт, и я ебал нахуй. Я не могу это уже выражать, свои эмоции, блядь, по-другому. Спасибо за эмоции. Ждем. Спасибо, дорогой. Сейчас, блядь, я уже не могу, у меня уже все заканчивается. У меня заканчиваются, блядь, все силы, просто возможные и невозможные. Твою мать, блядь! Что здесь происходит? Просто сидишь и понимаешь, если это вообще очко, блядь. победит, то еще будет одна карта. Они на этой карте, на третьей, они на третьей карте также заебашут, понимаешь? Они также все сделают на третьей карте, блядь, эти сумасшедшие нахуй. Они также все то же самое сделают, понимаешь? Я даже, блядь, я не хочу это, я не могу нахуй. Мне плохо, блядь. Что здесь происходит? Перематывайте на финал уже. Я не знаю, у них, блядь, как игра века, понимаешь? Они... Все, блядь, добавлено. Ой, боже, блядь. F5. F5 прожмите, все появится. Не могу это смотреть по-другому. Только так и никак иначе. Все. Пизду, ценник поставил X10, блядь. Это потом убрал, не оставить себе, потому что, как известно, работает нетрош. Да, 2 АВП смотрятся, в принципе, в рамках защиты неплохим решением. Самое главное, чтобы второй снайпер тоже умел
хорошо попадать. Oxygen в Б-доме готов принимать изи. Снайперскую дуэль сейчас будет очень жесткая. И в итоге игрок Аврора Янгблад выигрывает дуэль. Можно сразу просто выходить на Б. Никого там нет на опоре. Только сейчас стягивается Марикс, но тянут Янгблад. Почему? Упал, все везде упало. Схуяль цены-то остались. Согласен. Полностью Да, солидарен. это открытие этого же самого Блювайта, да, чтобы он взял информацию, увидел кого-то, да, и забрал его как минимум в ухо. Так и происходит, падает Тизиан, Блювайт это жесть, явно блядь. не будет чекать нычку, да, потому что в ниндзе сидит как минимум его один опорник и просто, знаешь, так гуляет, расхаживает именно под точкой А-плента, как у себя дома. Но очень важно сейчас закрывать того же самого Марикса, да, потому что он и является соло-опорником под точкой Б, но Малинов с этой задачей справляется. А они на все будут. 100. Пачка установлена. Сейчас еще одни будут допы. Выглядит как выход на 20-20. 20-20. 100% Аврора не может раунд проиграть, причем 5 в 0, вероятнее всего, закончат. Форси, знают про него. Здесь даже не обязательно выбивать, потому что деньги так и так будут. Но просто приятно Малинову вот такой вантап поставить, да, и немножко уверенности в себе набраться. Чувак с Дагестана пишет: сижу, смотрю игру. Жена супчик приносит. Потом понимаю, что до этого всего я не был женат. Блять. Я вообще иногда думаю, что мы в какой-то проекции живем. И что когда творится пиздец, это все не по-настоящему. Я вообще, если честно, себя ловил на мысли. У меня есть такое четкое ощущение, что я вообще, блядь, давным-давно в дурке сижу, сам с собой разговариваю. Меня давным-давно туда нахуй упекли. Короче, я живу в своем мире, в котором я популярный, веселый, классный стример, блядь. Тоже где-то числа 9, по-моему, ноября, там Если так, когда так 28, окажется, я даже не 25, удивлюсь. что-то такое закончилось, а здесь Форси говорит: ребята, кто куда, а я на 21 немножко пораньше собираюсь. Так, Блювайт под паузами не справляется с дуэлью. Это было, конечно, очень грустно для Авроры. Как теперь переворачивать, непонятно. Бликси на миду попробует сыграть. Очень неприятное для него положение. Он вообще не обладает никакой информации, но Малинов к нему стягивается, и, может быть, вдвоем будет чуть полегче. Мидл вообще отдали Энтропик, если так посмотреть. Только в ладере один Коллинз, и остальные располагаются по плентам. Oxygen на тачке. Глубоко в КТ сидит. Класс. Такие все хорошие. Угу. Солидарен. Потому что в окно зайти Аврора. И на А глубоко пропушит Изи. Поддержка как Он никогда. просто обладает всей информацией, и его, скорее всего, не прочитают. Аврора заканчивает на А. Я думаю, что для начала им, конечно же, надо справиться с игроком в Сити. Полным ходом. С ямы Тизером обходит, и вот-вот будет выходить, пикаться. Бомба стоит, 4 в 2 ретейк. Энтропик не торопится и делают очень грамотно все. Надо вместе играть, а не по одному открываться и проигрывать перестрелки. Посмотрим, смогут ли они дожать. Бликси очень сильно зажат, Молик к нему прилетел, Малинов в дефолте, есть информация уже по одному из игроков Янгблад. Но где же они перестрелки? Вот же падает Коллинз, надо жить Малинову, в КТ при этом Марикс убивает двоих, и это 21 для Энтропик. В рамках ESL Challenger League 46-го сезона, 8 ноября, вот буквально там несколько дней назад, Parivision против Авроры, как бы комично это не звучало, да, но против основного состава Авроры, на Эншенте закончили своей победой со счетом 31-29. Вот пока что, наверное, из каких-то ближайших особенно матчей я вот не вспомню максимально какие-то, знаешь, такие вот далекие истории по овертайму. Вот да, вот это один в один. Оба, это нам еще надо несколько серий посмотреть допов. Аврора могут уже сейчас проиграть, ребята планируют делать бэсплит, но пока гранаты от Энтропик работают очень хорошо, останавливают эту агрессию. Да, летит раскидка пока что в перемку. Никто, в принципе, дальше толком и не будет туда выходить. Вот Малинов, возможно, кстати, немножечко переагрессирует, уткнулся в Oxygen. А понятно, вообще видел, не видел, но увидел все-таки, где находится Изи. Oxygen нужно обязательно забирать. Сейчас в размен Бликси отлетает к своему огромному горю, в том числе Марикс. Тут, возможно, выиграть перестрелку, но как бы не так, Блювайт справляется с... Это ГГ и выход на 1-1 в рамках Best of 3. Да, для Малинова просто отчаянная ситуация. Как ему здесь забирать раунд, непонятно, но хороший вантап взлетает по Форси. Бомба у него в целом на руках. Если справиться с Oxygen, будет поинтереснее. Но пока здесь
Шансов все так же мало. 40 секунд до конца. Пробует найти соперника в Китчене, но Энтропик играет максимально дисциплинированно. Никто не пикает лишний раз. И по всей видимости мы с вами отправимся совсем скоро на Эншент. Малинов идет на позицию Эдвард, но пока здесь его замечают и вынужден поменять положение. Падает Оксиджен, Молик неприятный, отходит на Форест. Малинов. И здесь мало ХП оставляет противнику в Китчене, но все-таки это... Что у них за тусовки в дыму? Тому же самому... Я не знаю, они, блядь, ходят в этот ебучий дым. Мы отправляемся на третью карту, блядь, пиздохуительную. Мы отправляемся на третью карту смотреть этот, блядь, шоу. Тем временем я напоминаю то, что в этот дым на этой, блядь, точке каждый божий раз они не чекают этого типа. Обычно играем О, третья. Но даже он успел 2 раза воскреснуть и снова умереть, пока идет эта игра. Команду Энтропик с победой на второй карте. Здорово, пацаны. Очередной доп мы посмотрели со всеми вами, с Дамиром. Чё ты смеешься-то, блядь? И, в принципе, Дамир, что ты можешь Чего, сказать об этом Дамир? ДРЗ? Это было просто сногсшибательно, как будто бы. Да, могу Дамир! сказать, что игра очень интересная. Очередные допы, когда я смотрю игры вот так вот. То есть очень напряженный турнир. Это, ну, это особенность CS2, то есть в CS2 гораздо больше допов стало, и те, кто зрители, я вам советую привыкать к тому, что гораздо больше дополнительных матчей мы сейчас видим. Вот, это будет часто, потому что меньше шансов стало. MVP матч. Дядь Лёш, когда будет реакция на обзор Марата Бороды на новую Ладу Гранату? О, скоро, мой хороший, скоро. Могу вместе с Вульфом. Завтра посмотрим. Я, блядь, сегодня с ума сойду. Я 4-й день не сплю, не ем. Первый раунд мог вообще все перевернуть, просто демки мы выкинула. Что здесь происходит? Это пиздец. Какие раунды выделите? По факту. Да, есть. Давайте посмотрим с вами раунд на счете 8-6. Сейчас нам его покажут. Смотрите, раунд на 8-6. Идет сплит Б. Вот. За этим. На яйца на мои просто посмотрите, вот так вот. Вот так вот их во рту сделайте и все. До свидания. Все, я все сказал, все. Полноценный, убивают изи. Малинов остается один в сайте. И плюс бэксайд. Но смотрите, что делает Титсан в яме. Титсан в яме в этот момент выходит на. Их только убивают шортера. Двойка в форсе уже убегает. И Коллинс тоже убегает. И они возвращаются на и вот он, легенда. этого раунда. Также вот момент с форсиком, он не убил с лестницы. Просто охуенно. Бывает, но там была лестница, поэтому не повезло, такое бывает. Я после такого сам себе бы руки нахуй сломал, честное слово. Самый такой важный раунд игры, потому что в стену на полетел сразу. не допустили ошибок, потому что если бы мы вот поднимаешь. Проблемы улетучиваются. Хотел на НГ домой поехать, но заторчал 150к. Теперь остаюсь на вахте до марта. Настроение только от стримов. Блять, как можно заторчать 150 тысяч на вахте? Вы что там делали? В очко играли или что? Что приключилось, родной? Ну как, блять, ну 150 тысяч это не 10 тысяч, не 5. Что там, блять, устроили? Классная позиция у Титсана, который припушил до Т-базы. И очень прошу обратить внимание на Марикса, у которого 30 хп, и он находится финал, в КТ. да побойся бога, то есть какой план у Энтропик на ретейк? У них план ретейкнуть со всех сторон. То есть у них есть ям, у них есть КТ, и у них есть кон. Но смотрите, что делает Марикс. Он отходит в КТ глубже. А наши, да? Да, о России, да. Алексей, что вы творите? Я взрослая девочка. Посмотрела когда-то у вас это начала. Потому что просто на мотиве нет знания памяти. Что происходит? Спасибо вам большое. Вы крутой. Жду ассасина. Крис, я давно тоже от тебя жду ассасина, блядь, но я взрослая девочка, посмотрел Атомик, естественно. Солнышко, спасибо тебе за большие денежки. Не надо по столько донатить. С ума сошли, девчонки. Вы что, блядь? Теперь турнир КС. Они безостановочно идут. Это уже 8-й. А-баба. Ты нормальный, нет, человек? Это здесь при чем? На тонкую ситуацию, я бы так сказал. Да, я помню, спасибо. На том матче, там была неприятная ситуация Солнышко, на 12-8, когда Аврора Инклад залила раунд 5-2, и Марикс, опять же, это был Марикс, он выиграл
тот клатч 1 в 1 по итогу на А-сайте, когда забежал в пончик, убил Изи и убил еще 2 ребят из Авроры Инблад. Но я думаю, если Аврора просто не... Теперь, когда при мне будут упоминать этот матч на Мираже, рефлекторно будет появиться рвотный рефлекс. Ты из АКТ, а Как от просмотра аниме. их морально. Но я буду верить в Аврору, как всегда верим в своих. Мне кажется, будет счет 12-8. Аниме моя жизнь, кстати. 13-8. Надеюсь, что допов не будет. Ну да, и в целом, если говорить еще о прошлом матче, кроме Марикса, там еще выделился Форси, которого, кстати, на этой карте не хватало немножко в определенные периоды. Он закончил с отрицательной статистикой, с отрицательным рейтингом. И в целом снайперы себя не так хорошо показывают, как хотелось бы, потому что тоже Изи тоже была. Мэн, он уебищный снайпер, уебищный сегодня у них снайпер, можешь так сказать, блядь. Полная хуетень, блядь, ёпта, 7 фрагов, блядь. 2К ММРа, блядь, куда мы нахуй лезем, ёбаный в рот, блядь. Не идет игра, блядь, 7 фрагов нахуй за карту, блядь, чуть не охуел, блядь. К 20-му раунду, блядь. Не так хорошо себя показывает, пиздец он как себя показывает, блядь, вот он как себя показывает. Вернуться к вам с третьим и решающим Эншин. Блядь, доведете нахуй. Тикушка, спасибо. Лех, как там молодой кролл на сревах себя показал. СК1 зернули в закрытый ТГ. А, могу. Скилл зеро. Языком отработал, киску полезал, нормально полезал киску? Блядь, так, слегонца, короче, ножду настрой. На вахте стоит, чтобы отдать. А заторчало от того, что дома проблемы были, пришлось расчехлить и занять. Ну тогда это ладно. Ой, блядь. Кстати, давно мучил вопрос. Если вступать в приватную телегу, обязательно фотку скидывать и писать там, как зовут и т.д. Просто работа такая, ты понимаешь. Родной, можешь просто какую-нибудь старую фотку кинуть там, или просто без фото сказать. Ну, работаю я в структуре, ты же не один там такой. О! Могу, сейчас посмотрю. Как он называется? У нас же много там с KFC, ребята, вот там. Так что надо что делать? Что делать, солнышко? Надо это. И все. У меня уже сын в школу пошел, и такое ощущение, что люди с синдромом Камбелы, Т.Е. со студентизмом лучше видят. Бля. Разрывная, блядь. Блядь. Ой, нихуя себе. Жопу за Аврору не ебать колотить. Серега, ты-то нахуя кинул, Денис? Боже, блядь. Денис, ты совсем долбоеб, что ли? Ты-то нахуя кидаешь? Боже, блядь, пена. О, боже, блядь. Это пиздец какой-то, а не чат, блядь. Почему каждый раз, когда я что-то хочу, блядь, хорошее сделать, почему каждый раз все скатывается, блядь, к какому-то ебаному трэшовому пиздецу, блядь? Вот, это нам такое надо. Нихуя там Миралик сегодня ультует. Молодец, солнышко, молодец. Вот это особенно Ахигао, вот эти, очень нравится, очень нравится. Чем тебя хомяк бесил? Блядь, знаешь, Перовский, идите вы в пизду с этим хомяком. Эти ёбнутые, я говорил, что они сделали. Я говорил, знаешь, чего они сделали? Миралик, жопа, пиздец. Я тебе говорю, я тебе вдул нахуй, не раздумывая. Ну так вот. Да ладно, чтобы они просто на руле играют. Ну на руле пацаны играют в КС, что ты, блядь. Челлендж проходит, играет турнир хардплея, блядь, на руле. Вот, значит... Покажи, чем тебя хомяк бесил. Я тебе рассказываю, эти ебанашки что сделали. Короче, они берут, блядь, и начинают везде эти ебальники спамить, понял? Они мне в hard.inst, я зашел в директ в один миг, блядь. Они в моменте, у меня одни ебальники хомяков были.
Вообще все, я листал. Я не знаю, сколько там аккаунтов. Там, наверное, аккаунтов 500 их, блядь, было. Ну, сумасшедшие люди, понимаешь? Ну, чумачечие, блядь. Вот. И потом, знаешь, что они еще? У меня везде в соцсети. Они потом, знаешь, что додумались? Приглашение в друзья в ВК, подписываются на страницу, я открываю, а там одни эти хомяки, ебальники эти с пропеллерами, понял? С этим, с вентилятором, блядь. Ну, сумасшедший, вот он, дурак, Марк Калашников, видишь, вот он, сумасшедший, блядь, сидит, вот он считает, что вот это смешно, блядь. Он один в чате сидит с этой блядской аватаркой, вот он, ну, смеется, веселится. Ну, сумасшедший, я же тебе говорю, он, блядь, он тронутый, нахуй. Ох, блядь. Это нормальное явление. Это уже, ну, я к этому привык. Я за столько времени, блядь, уже, ну, я уже преисполнился. А, вон еще один. Я тебе говорю, вот они. Вот это вся сейчас залупа вылезет. Во-во-во! Вот тот особенно бесячий. Вот. Во. Вот это, вот у кого вот такой вот хомяк стоит, это вообще конченые долбоебы. Вот это вот. Особенно, знаешь, когда они крупно делают. Вовсю, понял? Ебальник во всю аватарку. Вот это вообще пиздец. Это вообще. С кепкой уже не так смешно, а вот это вообще потрясающе, блядь. О. Во всю эту сделает вот такую, блядь. Два глаза эти пуговки смотрят и зубы торчат. Я говорю, ой, блядь. Во! Во-во-во. Вот этой вот залупой меня выдрочили тогда так. Я их нахуй попереблокировал всех. Во, видал? Вот эту вот шляпу, вот эту вот, блядь, она меня везде вот. Где только можно и нельзя было, блядь. Жесть. Вообще жесть. Ой. Кристин видела, да? Пиздец. Я тебе говорю, люди сумасшедшие, блядь. Знаешь, что самое забавное? Они потом пишут, я говорю, дурак, блядь, неумный. Я говорю, хватит хуйней заниматься. Чувак пишет, да ладно, это прикол. Он сидел, блядь, человек. Потом кидает свою реальную фотку, говорит, у него семья, 2 ребенка, блядь. Ему 44 года. Он говорит, это прикол. Я ему заблокировал 18 нахуй аккаунтов. Он сидел, эти аккаунты создавал. Не общался ни с детьми, ни с семьей, ничего, блядь. На протяжении 4 дней он меня надрачивал. Ты представляешь? Это прикол. Это пиздец. Это, знаешь, прикол равносильный, как помнишь, тупой еще тупее, блядь. Когда он прикидывался 20 лет этим немым, блядь, чтоб по приколу потом разыграть. Уважаемые зрители, возвращаемся к вам после небольшой паузы. Возвращаемся к вам, блядь. Уже практически готово к началу. Эншин, Кракен борьба за 100 охуенный. тысяч рублей, напоминаю. Борода это заебись. 8 и BO3 Энтропик против Аврора Youngblood. Карта Эншин. Для этого можно на логотип команды взять. А почему у типа ник блюет, а блювает? Значит, смотри, я сразу говорю, если спонсор команды кто-то вот из наших зрителей, вот, которые вот говорили за эту тему, если мы со зрителем, с каким-то, да, или с группой зрителей создадим свою команду, они ее оплачивают, я ставлю на логотип вот этого хомяка. Я обещаю тебе, блядь, я серьезно, я слово свое сдержу, они на мировой арене начнут выступать под вот этим вот, блядь, логотипом, вот этот с пропеллером, вот этот вот хомяк. Все, забились. Много ХЛТВ игр, команда, которая крепко входит в топ-80, топ-100, ниже она не падает, сильно выше тоже не становится, нет каких-то прям фантастических результатов, видал? но Вон, мне смотри, в кажется, чате. что против Ебло. Аврора Youngblood им не помешает. Что же Это серьезно говорю. надо Не байт, максимально это я за тех говорю, ребят, чтобы кто подняться писал до этого. выше в рейтинге, при этом и призовые залутают, и, возможно, какие-то... Хорошо, ну давайте все-таки поговорим о нашей стране. Вот, например... Да, простите, о какой стране? О нашей. Да, о России, да. Алексей Крылович, лайк влупил. Спокойного стрима тебе и спокойной ночи. Это не работает уже, так. Надеюсь, Саревы прошли хорошо. Все хорошо, да, прошло, все отлично. И это... Твою мать, блядь! Что здесь происходит? Предлагаю возродить старый тренд с хомяком. Нет, хуевая затея. Лик, спасибо тебе огромное. Не трать деньги, говорю, я тебя, блядь, накажу. Прекрати, солнышко. Тратишь. Куда столько денег заливаешь? Отыгран был как раз таки Мираж, и Эншент, я думаю, что тоже будет очень близкий.
Да, друзья, можем потихонечку переходить к Counter-Strike. У нас совсем скоро начнется пистолетный раунд, хотя, возможно, на живой тоже посмотрим. А на живой, кстати, уже, по всей видимости, закончился в пользу Авроры Youngblood. Пикать будут они выбирают сторону защиты. И для Энтропик, не знаю, кстати, насколько это плохо, ведь в атаке ты тоже можешь начать бодренько с выигранной пистолетки и просто выйти на какую-то серьезную серию. На релизе, 100%. если говорить на релизе как раз-таки Ancient, она, наверное, была, ну, по большей степени КТ-ориентированная. Я до сих пор считаю, что за КТ, ну, наверное, здесь играть. Твою мать, блядь! Что здесь происходит? Сколько в месяц обходится команда ПКС? Если быть конкретным, то Легион. Если брать в совокупе, допустим, полгода и по месяцу. Почему? Потому что я беру вместе с буткемпом. Что здесь происходит? Вот вам всем не нравится, что третья 600 плюс. будет. А у нас скрипач 15к на кон поставил, что Энтропик выиграет. Поджал бывает очень серьезно, и здесь... А где скрипач, блядь? Реально хорошо заспамить и найти... Сломайте ему скрипку нахуй! Почему он... Где платная подписка за 100 рублей? Смотри, сука, залутал, блядь, 30 тысяч и сидит, блядь, довольный. Его тиммейт, но Тизер, как раскрутился, хедшот дал, очень серьезный. И теперь 4 в 4 ситуация. Нет, это очень мило было. Не, мне понравилось. Да, меня до сих пор минута висит. 10 секунд остается на таймере. Что здесь происходит? Дядь Лёш, не хочешь с металлоискателей монетки царские покопать? Я, блядь, спокойствия и тишины хочу. Блять, 145-й. Коричневый змей выходит из жопы. Твою мать, блядь! Что здесь происходит? Я не хочу с тобой разговаривать. Физически они все-таки находятся. Бликси прям раненганит он на дуликах своих, и ситуация выравнивается 1 на 1. Малинов, Ник. который уже показывал невероятное вот это вот. Твою мать, блядь! Что здесь происходит? СК1 Лизер 0 не добавили в ТГ. Или это не сразу? Неудачное начало. Мне сейчас для плохо станет, Youngblood, прекратите меня надрачивать, после пожалуйста, хватит, блядь. Ну я вас нахуй заклинаю всеми богами, блядь, я сейчас штаны пойду сниму. Сейчас пойду посниму штаны, все, не могу. Выйти даже вперед. Я жду на самом деле от Авроры достаточно активной игры, где-то поджать мидл, где-то возможно активности под А-базой, почему нет. На пистолетке, например, ребята неплохо с беретами выполнили тактику, да, поджима Б-рампы и нашли там энтрикилл. Тем временем Энтропик у нас просто врываются на пустой аплент. Но там и Изи, кстати, с секретным своим девайсом сел, сидит, так сказать, ждет. И говорит, ну, может быть, и придут ко мне в гости, хотя сейчас все уже прекрасно понимают. Аврора, что не угадали. Ну, вот такая вот история, 50 на 50, иногда она работает, и иногда даже раунды и забираются, в том числе таким вот макаром. Но Энтропики вышли снова именно в точку аплента, поставили пачку и будут укрепляться, в принципе, дальше, выходя на счет 2-0, забирая еще один раунд после выигранной пистолетки. Ну и бонусный, соответственно, будут они также отыгрывать в следующем раунде под номером 3. Ну и из бонусов как минимум 2 калаша, что очень прекрасно, да, очень хорошо. Ну и фармилки тоже весьма себе хорошая затея. А вот меня немного смущает, что именно 3 Макдена взяли себе Энтропик, ведь против Эмма данный девайс, ну, вряд ли себя именно супер покажет, хотя Тизен теряет девайс, и, кстати, Oxygen тоже выбили, все, теперь эти ребята купят калаш, и вопросов у меня остается вообще 0. В форсе можно, в принципе, как-то быстро запустить, возможно, в пещеру, там найдет какой-то килл или разменяется, и тогда уже у Энтропик пойдет перевес по огневой мощи. Это так. Поэтому смотрим на первый полноценный бай-раунд в исполнении команды, которая отыгрывает за сторону защиты. Все-таки Аврора как раз-таки вышла победителем этой самой ножевой стадии. Спасибо. Ну и посмотрим, сыграют ли здесь кальты. 4, кстати, тридцатки и 1 эска у Малинова. Легкий армор. Жень, да, конечно, расскажешь. И очень мало гранат. Диффуз китов тоже не... Так, ну что, примет ли Шигео точку, пока не совсем понятно. И тем временем стягивается донат и будет помогать определенно своему тиммейту, но Шигео... Вас что, блядь, прорвало, что ли? Шо там по приветствиям надо? Шо там? Не шо, откуда, чё, кто, зачем, почему, полный расклад, блядь. Да, только все там по культурному шо. Для брату скрипача родной брат на барабанах А, ну то есть нормальный человек. Тоже верно.
Эх, мы бы вот так с Мираликой бы, да, шли вот так вот. Да. Ладно. Я все равно засажу. Вернуться дальше. С другой стороны, лишние какие-то телодвижения здесь он Спасибо, не не хочет трать деньги, делать, да, потому что все-таки хочется... Не понадобится. Проходит дальше, если читает Пончик, то все-таки, окей, прочитал, забирает Бликси, но 1 в 2, и по нему есть инфа. В бок просто выйти, убить его Blue White, но при этом сам, скорее всего, подставится. Первый килл есть у Коллинса, и второго не забирает, хотя Blue White был красным, 22 хп. Но это первый раунд для Авроры, который, ну, достаточно сложно дался. Так, Oxygen вылетает, судя по всему, я, говорит, не хочу смотреть, я не хочу переживать за своего тиммейта, за этот клатч, да, там возьмет, не возьмет, я как раз-таки пока что отличу. Ну, банально реконнект он делает, поэтому опять-таки верим и надеемся, что он вернется уже обратно. Что по деньгам? По деньгам, по сути, ну, вот, я не знаю, вот у Oxygen и у Тизина отсутствуют, да, какие-либо финансы, зато у Форси просто, я не знаю, очень-очень много денег, он может, в принципе, даже разроб какой-нибудь дать при необходимости, ну и отыграть уже в относительно неплохом закупе для Энтропика. Там чатик хомяков какой-то на ютубе. Друзья, пишите ваши... Пошли их нахуй, каких хомяков? Мне кажется, все-таки многие за Аврору, но на Мираже Энтропик играли, конечно, очень красиво местами, да, но при этом тоже где-то ошибались, однако все же так получилось, что на дополнительном времени ребятки смогли перевести все на третью карту, и пока у нас, кстати, техническая пауза, можем немного поговорить подробнее. О боге, блядь, давайте поговорим! Давайте поговорим о боге, блядь! Где мы нахуй согрешили, блядь, с вами? Ёбаный ваш рот, блядь, время нахуй! 11 часов мы, блядь, сидим, ждем, когда они доиграют эту хуйню, блядь! Потом Аврору на овертаймах. На Эншенте, и у нас, кстати, тут третья карта Эншент. Аврора поэтому из-за поражения играла Decider против уже Энс Академи. Там они выиграли 13-11 и вышли уже непосредственно 17 лет, нихуя. Вот. И в рамках плей-офф тоже достаточно все интересно было. Показывает нам, кстати, сейчас состав Аврора Youngblood. Обрати внимание еще на то, что супер мало всем лет, 18,7 средний возраст. Это, на самом деле, мне кажется, одна из самых молодых вообще академок, и при этом сильных, которые показывают неплохой уровень и держатся у нас в топ-8. Вот, у нас пока начинается раунд, здесь мы будем занимать Аврора Youngblood, и... Что сегодня паралимпийцы борются за Астака. Спасибо им за мужество. Это живой пример, что играть с 3 пальцами на руке реально. Вот в Prodigy сейчас они здесь встречаются на решающей карте. Очень много разменов в центре карты, по итогам которых ситуация 3-3. Малинов спас только своим фрагом по Тизиану. Отставание, да, по живой силе. Но сейчас могут уже Аврора выигрывать второй пытаться. Судьбоносная встреча, да, в любом случае. Это наверняка прям так, и где-то действительно на небесах было уже просчитано и прописано, что это ужасно. Встречаться прямо сейчас и отыгрывать невероятное Best of 3 дерби. Ну и Форси пока что отыгрывает солнышко, я не могу уже. С помощью снайперской винтовки. Малинов остается по итогу последним игроком, 1 в 3. Вот девайс какой-нибудь получше себе подобрать и быть таковым. Не спамьте, по идее, ребят, здесь лишний раз рисковать не стоит. Энтропики выходят за атаку уже на счет 3-1, но по большому счету, да, грубо говоря, вот залетела пистолетка. Пистолетка, вообще фактор пистолеток при МР-12 с текущим... украли весь интервал на 30к+. Сам дурак, конечно, что доверился человеку. Как говорится, лох не мамонт. Так ты сам задал вопрос, сам ответил. Твою мать, блядь! Что здесь происходит? Господи, боже мой, ты знаешь, что для меня спасительно? Помоги мне. Это добрая половина. Понятно только одно. Авроре пора срочно включаться. Весь проиграв сейчас, ну, в Акабай, да? Как раз таки от одной ямочки будет все строиться, по сути. А допы будут? Блять, конечно, будут, максимально, родной. Тем более ты за КТ Ты играешь. обижаешь. Здесь
ну, надо как можно больше набирать. У нас прошлые карты, кстати, вот Инферно и Мираж, они начинались достаточно плотно. Не было такого, что кто-то уходил в отрыв и так далее. То есть близкие счета максимально. И это на самом деле радует. Хочется, чтобы Эншн прошел так же. Врыв на Б, здесь без шансов уволили Малинова. И при этом дальше ребята бегут. Коллинс сносит троих. И зарабатывает при этом 1800. Куда за хлебом бежал? Мактена. Красиво. 5-0, энтропик без потерь. Ну да, полностью окупает себе свой девайс, зарабатывает еще больше, ну и, соответственно, раунд также завершается победой для Энтропик, плюс дополнительные денежки и формирование экономики прям на таком хорошем, очень приятном уровне. Мега важный раунд под номером 6 для Авроры, все-таки сейчас они закупились практически под 0, а Бликси и Изи действительно под 0, причем Изи отыгрывает снайперскую винтовку плюс смог без какого-либо армора, в том числе в лучших традициях Владислава Ковача, он же Гардиан, потому что в такие незабвенные, очень давние времена того же самого состава рожденных побеждать, в Нави он тоже любил иногда как раз таки баловаться без мора и покупать себе авик. Да, бывает первым номером. Так, ну и дальше Бликси скидывает гранату, уходит уже в окно. Вместе с тиммейтом будет перетяжечка под Б-базу. Там пока стреляются Коллинс и Тизер. Ясно, Миралика Ахигау не кинула. Понятно, базу Б, потому что все еще меня интересует расстановочка под А-мейном. Мы анимешники, нам другое вообще нахуй не максимально нужно. близко играет, возможно, в качестве люркера, возможно, будет Так. выходить просто первым на плент. И я Ой, еще господи, рассматриваю блядь. такую ситуацию, что Энтропик могут спокойно уйти на мидл. Это я говорю про... А как у нас до двойку этого Коллинс Авроры играли и на этой Тизер, карте? И уже как бы сделать сплит через Донат и мейн. Это смотрелось бы максимально круто, потому что у Авроры сейчас только один опорник на А, это Изи. Бликси, очень важно сейчас тайминг найти себе и идти куда-нибудь в спину, чтобы забрать в голову Коллинса, так и происходит, но размен тут как тут от верного тиммейта Марикс, нет, не справляется с еще одним. Нет, для девчонок сегодня инвайт в закрытую телегу косарь всего. Перестреливают в храме. Только И, юзернейм не видимо, забывайте, по кстати. точку А все-таки будут приходить как раз таки ребята в сторону атаки. Шигео справляется, От правда, с такой Форси. игры у Ситуация меня выравнивается. скоро 2 на 2. инфаркт 2 кольта Мне против скоро 2 на смену финала калашей. еще не Но, пахнет. читает Маргарита. Тизиана, в этот тайминг в спине, судя по всему, нет. Тизиан. Очень сейчас опасно, и все-таки Шигео падает, а за ним умирает Малинов. Казалось бы, 2 в 2, но Энтропик эту ситуацию выиграли и могут как раз таки, мы с тобой об этом говорили, выходить на 6-й. Да, вполне себе. 100%. Потому что финансы поют романсы, вот Аврора, Янгблад, и такое чувство, знаешь, я не знаю, как вообще по атаке, может быть, реально ребята просто подустали, потому что, как я и говорил, еще, по-моему, на Мираже вспоминал, что они отыграли сначала Best of 3 против ВП Prodigy, там 13-10, 13-5, что-то такое было по счету 0-2 они отлетели, как раз-таки попали, и сразу начали продолжать играть, в общем-таки, против Энтропик, и длительный, в общем-таки, Инферно, да, потом невероятно длительный и изматывающий, просто какая-то невероятная гонка такая вот произошла еще и на Мираже. Неужели И они их здесь запаровозят? Как будто бы Аврора немножечко подустали. Вот сейчас Да уже не это жопу, прям мне придется чувствуется. тогда писюн Вне кинуть зависимости в закрытую от того, что ТГ, они но это выиграли на пиздец. Д, защита вообще не строится. У них Верите, нет ребят, что либо энтропики никакой-то- запаровозят их? какой-то идейности, либо еще чего-то. Я не думаю. вижу, по крайней мере, этих планов. Ну, знаешь, у профессионального игрока в КС Неужели они любой отдадут день просто обычно так? идет часов 12, там и праки, и фейсит просто пади, и сборы с команды, общий разбор теории, и Флипси, как в упоре-то встал, в итоге Марик забрал плюс девайс, но Коллинс сразу разменял, при этом бежит еще за вторым, Шигео падает, нет, только сделав 1 килл, Изи еще ворвал, подожди, что происходит? На пистолете просто Аврора быстрее, сейчас Форси падает, похоже дело, нет! Форси выживает, и теперь Малинов 1 в 2, надо как-то снайпера забрать, чтобы были шансы, идет пушить, и Форси здесь ноускопом все заканчивает. 6-1, очень трудный раунд для Энтропик, но тем не менее они его берут. Так вот, продолжу тему про усталость. Я не знаю, мне кажется, уже Аврора и Янгблад должны были привыкнуть к такому темпу, что у вас может быть несколько бестов 3 за день, да, там 3 бестов 3 даже. При этом еще какие-то праки в этот же день. Поэтому, ну, тут фактор, возможно, время, да. именно то, что на допах проиграли обидную вторую карту и не могут пока никак собраться. Хотя усталость, опять же, да, скоро ночь, тем более там в финале Gunfight будет играть, но все равно нужно стараться максимально. Хочу встретиться с тобой и пожать тебе руку. На протяжении года столько фигни происходило в жизни. Жиза, пиздец. Стримы.
Твой юмор и Т.Д спасали меня морально. Мои стримы, да, меня Спасибо. сами же, и моя аудитория меня тоже спасла, поверь мне, в этом году. Уже под номером 8. Я чуть В то же сам с самое ума не время сошел. Энтропик банально, то же самое. Дефолтные смоки, они раскидывают, заходят уже на точку сайта, да, закрывают ключевые позиции. Пена пошла. Темную, светлую, чекают ту же самую пиву и как бы ставят пачку. Главное Вне по всяческих одному, да-да-да. сомнений, Уже после ситуация для Авроры. Шигео, Зараши правда, тявик, выходит не. победителем, очень больно. Прострелом тут блювает еще, наносит колоссальное количество дамага, погибает Марикс. Форси остается последним игроком, и где бы он ни находился, а вот и он. Собрались, Блювает, молодцы. говорит, я готов тебя здесь выигрывать и перестреливать. Да, это второй раунд, да, по-прежнему все-таки этого мало, да, вот в рамках первой половины, но Аврора вполне себе могут дать неплохой камбэк. Да, при этом 5 в 0 удалось закрыть, что тоже не менее важно. У Интересно. Энтропик денег остается буквально на 2 закупа, один из которых они делают прямо сейчас. И АВП, естественно, у Авроры остается. Мне интересно, куда Изи пойдет реализовывать этот девайс. Возможно, в окно, возможно, под Б куда-то пойдет резко играть. Но, тем не менее, Энтропик должны сейчас, самое главное, не отдать, скажем так, серию для Авроры. Мемы, донат, А то просто это может обновите действительно стримы, в закончиться описании как будет. какой-то, не знаю, снежный ком и половина 6-6, да? Ну, смотрим. Опять-таки, шестерочка. Вот Энтропик уже никуда не денется и минимально, да. Если они совершенно сейчас сложно, просто ничего не будут делать, то это будет 6-6, да. И в целом, в принципе, это тоже очень и очень приятно. Но, естественно, спустя рукава ребята работать не будут, а будут лишь зарабатывать фраги, в том числе, возможно, заберут второго. Так и Вот это происходит. по факту. Коллинз выигрывает перестрелку против За третье место, да, Блювайта, Володь. сам остается на таком достаточно низком За проценте третья финальная здоровья. игра. Ну и в целом распластались сейчас ребята за сторону атаки, Хорошо, могут давайте они всё-таки немножко... поговорим о Здесь нашей вроде стране. Коллинз Вот, держит всё например, под контролем, и да, кажется, простите, что а какой Энтропик стране- снова Да-да-да, берут Россия. раунд, Можно 7-й вступить в вашу получается, кроличью Изи. семью. Савик интересно, От убьет такой или нет игры красного сгорело Коллинса, всё. вообще шансы у него Пропитывали есть я, хорошие. собака-кролька. Опять же, Коллинс и еще и Леон. Так, причем Катюха, будет 18 ситуация, но плюс, если, какой конечно, тайминг? Какой После стрима тайминг закину. для Ивана? Если Первая Коллинз девочка дальше сегодня вступает. откроется и все-таки заберет Два Изи, это ТГ будет закрыто. максимально хорошо для Энтропик с точки зрения экономики. Заметил противника, все. И теперь будет еще Форси. Самое Стараться. забавное, знаете, я так задумался вообще. Самое забавное, что тот, кто сейчас проигрывает на этой карте, мало того, что не претендует вообще в принципе ни на хуя, да, вообще. То есть не претендует вообще ни на что. Они еще в HLTV рейтинге идут вниз. Что здесь происходит? Это Дядь жопа. Лёш, долгих лет тебе и терпения. Это просто проебанное время, HLTV стата и проебанные бабки. И так как вы его видите, Не все равно, заработано, я не не знаю, проебано, не как заработано. вот Кто эта я? пауза, Спасибо. она может сбить спесь оппонентов. И это Каспировская уже в чате, хорошо, не сам вижу фактор её. паузы. Некоторые ребята Привет, на малая, тир-1 если сцене, там, есельских турниров, в том числе некоторые, они прожимают и по 2 паузы подряд, а максимум, кстати, я видел, там 3 паузы подряд прожимают. У нас тут вообще песня родной. Форси пока Сейчас заживает посмотришь, мидл, с ума но здесь сойдешь. Аврора просто играет Тут вообще максимально пена пассивно просто. в центре карты. А вот пода будет сейчас очень жестко. Бликси и Шигео готовы принимать выход. Летят Я уже гранаты, немалая, мне за очень 30. много. Так, Кстати, прекрати еще и пререкаться. флешечка удачная для Энтропик, но Шигео задоджил и сделал минус 3 вместе с Давидом Бликси. Смог прокидывается, Тизен разменивается, и Форси 1 в 3 остается. Вот и, похоже, третий меня-то ты для малая. Влад. Да, есть по нему информация, и понимаю сейчас, кстати, как минимум игрок Изи, что пачка, судя по всему, была 4000 взята, лайков, и они не добьют, успешно они сейчас слабые. Форси куда-нибудь бежит, и, естественно, бежит в сторону противоположного плента. На всякий случай, как минимум, одного опорника сколько тебе нужно исполнилось? оставлять 35 именно сейчас? под Или 34, точкой я не А помню, сайта, да, и, естественно, уже по-хорошему надо было бы втянуть вот тех самых двоих пацанов за сторону защиты уже под точку Б, потому что Форси готов прямо сейчас туда заходить, готов ставить пачку. Да, 1 в 3, да, не мобильный девайс, но, как бы то ни было, дополнительные деньги после Спасибо. Да установленной я тут так пачки, маленько. хотя не сказать, что это какая-то большая проблема для них, хотя, знаешь, нет, по экономике все-таки у Тизина и у Марикса есть определенного рода проблемы, поэтому, да, пачка была установлена, Блювайт пока что, да, все-таки не проигрывает перестрелку, и третий раунд в копилочке для Авроры. Терпение нам обнял. Остается всего 2 нам посмотреть до второй половины. И здесь, конечно, хочется поверить в Аврору, потому что По факту. совсем грустно будет, если ребята закончат половину. Что здесь происходит? Сын уже женился.
Я бизнес открыл по ловле лобстеров с раками. Может им их подогнать, чтобы посмотрели, какие клешни бывают, и научились бы у них чему-то. Это последний донат. Деньги уже усё. Хорошего Все правильно. стрима. А раки сами себя, как говорится, да. Спасибо. Такая рубка за 3 место, а в финале Gun5 отлетят сразу же. Все возможно, друзья, все возможно, но как минимум мы с Хэнди отказываемся в это верить, потому что, ну, слушай, как минимум гранд-финал, ну, заслуживает, знаешь, такого же старта, такого же начала, как Аврора и Энтропик. Соглашусь, хочется в финале именно битву увидеть, а не только в матче за 3 место. Шигео, пода, мутится под смоками, но здесь... А наши, да? Да, о России, да. Привет. Хочу в закрытую телегу. Ничего себе, я так понял, здесь у нас сейчас сегодня массовое пополнение тянок. Окей, добавлю. Ладно, после стрима добавлю. Плюс 2 девочки. Моя почти Настенька, красивое имя. Как раз таки с немобильным девайсом, но вот на этот раз пачку подобрать не особо-то и получится. На, откровенно говоря, вовсе даже и не выйдет. 4-7, забираешь 5-й, знаешь, и 5-7. Первая половина, с учетом того, насколько плохо, отвратительно стартовали Аврора и Янгблад, сейчас выглядит вообще шикарно. Да, я соглашусь, потому что вытащить... Да, девчонки, только не забывайте, кто кидает, и пацаны указывать юзернейм свой. Действительно хорошо. Но еще загадка для меня это вторая половина, как там покажет себя а то там в начинается. атаке Аврора и Энтропик, Не соответственно, скоро. в защите. Говорю, Пока да, мы бан наблюдаем, что 3 пистолета уже от атаки, при этом калаш там, видимо, кому перекинули. Да, кстати, Марик стоит с Oxygen, с девайсами. Ну и здесь снова от Авроры мы не видим какой-то прям слишком агрессивной игры. Также катают... Не понял я вот этот тонкий намек. Хорошие опорники на Б, в принципе, но здесь... Какой Шафутинский? Вот это опасно. Протектор не понял. Но все равно надо до конца здесь сражаться и желательно найти Oxygen. Шафутинский, он просто может, уже промахнулся T9? практически в светлую. Посмотри, Такой как чуваки Шафутинский, играют может, на не в его теме. руку сейчас. Посмотри, насколько хорошо два игрока за сторону атаки промутились под точку А. Они выпрыгнули в прямом смысле из штанов, если что, так называется, позиция А-мейна, и зашли уже туда, и, естественно, дали кол своим тиммейтам, что, ребята, можно делать амджумания, выходить со спины, а здесь еще и Форси прицелился, выдохнул и нажал. А стоило ли так отдавать? Шигео, слушай, Шигео тут может навести суеты на пару месяцев Бликси, это очень хорошо для Авроры в том числе, но пачка, как минимум, установлена. Форси! А чё раньше-то не стрелял? То ли прицеливался, то ли еще чего-то ждал. Oxygen даже не добил. Тем временем 5-7. По итогу смотрим, друзья, на статистику индивидуально от игроков. В команде Аврора только Тем один игрок, временем, который блядь, смог побить 10 фрагов в 5-7. Бликсе. И при этом у Энтропик есть Коллинз, который идет 12/7 очень уверенно. И практически в 2 КД выходит Oxygen 10/6. Наименьшее количество смертей на сервере, попрошу заметить. И здесь дальше вопрос в том, за кем пистолетка. Если все же Аврора выигрывает пистол раунд, Витя, задумайся, то перестань мне бухать, кажется, ты что меня камбэк потеряешь. может. Витя, одумайся своими мозгами, что ты делаешь. Думай мозгами. Вот, Касперовская, я тебе давно говорил, что уже мы бы с тобой бы могли бы уже... Да, а ты к этому, Витя, а я тебе говорил, что бросай ты все к чертовой матери. Да, да уж, конечно. Спасибо. Что здесь происходит? Да, я в курсе, что у вас тут происходит. Сижу, смотрю, какой день уже и одной рукой в штанах, другой за бутылочку пивка держу. А я не понял, почему без пивка сидишь? Я не хочу, я просто сейчас нажрусь и обуянить начну, это серьезно только говорю. на одного Форси и Коллинса. Это пиздец. Ситуация 2 в 2, есть информация сейчас как минимум по шарту в том числе, и явно здесь не хочется погибать ни одним, ни другим. Плювает, открывается понемногу в центр мальчик карты. сидел у Видно, дорог. что хочет забрать Танком бомбу, ему плюс еще переехало, пытается но Малинов помочь, но добренький здесь дядя дуэль Витя 2 в 2 и выигрывают ее Может, игроки шестой Аврора. няш. 6-й есть. Осуждаю! И 7-й тоже не за горами. Это правда. Поэтому смотрим. 6-7. по Лик, общему я им сейчас счету. на стриме покажу, они думают, что ты Важная вымышленная. пистолетка. И преимуществом, естественно, для Можно? Авроры, потому что это даст определенного рода карт-бланш на Или нет? камбэк для этих парней, которым сейчас им очень-очень нужен. Да, опять-таки, я напомню, 6-1, 7-2, друзья, в первой Блядь! половине. Что, говорит, со зрачками, блядь?
Осуждаю. Не был? Осудить. Есть такой момент. Уже просто все преимущество энтропика растеряли. Аврору, наоборот, отыграли. И здесь Марикс ворвался неплохо. В итоге Шигео забрали, плюс Бликси. И после такого Аврора все же включились и вроде как нашли разменчики. Должны на Б зайти. Проблема только вот опять же, надо изи просто бежать и ставить пачку. Почему он остается до сих пор возле рампы? Ну да, по-хорошему нужно заходить уже. Но опять-таки, понятное дело, что ребята 3К и 21 плюс для пацанов, 18 плюс для девчонок. Сидит, да, там Спасибо. мясо там поджимают, и там на светлый, на темный в бэксайде находится, но сейчас уже все. Может, ты, говорит, в дурке и сидишь сам с собой разговариваешь? Что здесь происходит? Алексей, я не хочу старость встретить с игрой за 3 ее места. В хелспоинтах, Я же однако, говорила, все-таки что уже выживают. Взрослые это очень Есть один хорошо. трофейный девайс, Мне такие который нравятся. бережно утачивает Такие, знаешь, под следующего раунда. 30-очку, Это что автомат ух, блядь. удалил. Ну и USPS Добавлю, тактика окей. у Марикса, судя по всему, не суждено было ничего найти. Ждем первый бай от энтропика. Короче, опять лютый же, инсайт. Галил Oxygen, по всей видимости, сохраняет, хотя Малинов 4,5 тысячи лайков. при этом также может Покажу и погибнуть. КП Миралику. маловато, блювает на пленте. И будет ли АВП у энтропик? Вопрос тоже такой открытый остается. Может купить его в форсе без армора, правда, но это будет АВП, как-никак. Почему пацаны 21 плюс? Посмотрим. Потому что я так решил. Продолжится ли Потому что они везде в пускают том же ключе, да, с 18 лет. камбэк от Авроры, потому что вроде как, Давайте я так предполагаю, скажу. возможно, им даже за атаку будет тут Тонко приятнее играть, намекнул. и это как минимум очень-очень отрадно, да, и как Пацанов болельщикам, фанатам данного коллектива. Мы же и как собираемся целом, в реале. Для нас, да, для любителей просто красивого Counter-Strike, увидеть, естественно, камбэк с не очень такого приятного счета в начале, это тоже очень-очень здорово. Битва за центр Такой происходит тонкий по вам дефолту, ответ. потому что центр на Эншите это такая же ключевая позиция, один в один, как бананный инферно, и поэтому он всегда 7-7, взрывается, нормально. флешится, и все в этом. В принципе, духе. ожидаемо. Окс, здесь особо не прочитали, и это огромная проблема, потому что, ладно, один фраг и размен какой-нибудь, но он сделал 2 фрага и остался без размена. Как-то нужно сейчас Авроре собраться под какой-то базой, возможно, под Б, 100%. возможно, под А и найти тот самый заветный размен, но посмотри на расстановочку от энтропик. Ребята практически в одну линию встают Лучше и ко мне играют, присоединись. например, на Б-пленте в отдачу. И это Спасибо. может сработать, потому что, подготовив Показать? грамотный ретейк 5, Сейчас, сек. Могу. Вот вам из закрытой ТГ. Ловите. Если что, она разрешила. Это Миралика. Дальше ничего показывать не буду, все там. Он же Тизиан, если что, Алекс да. пока что находится далеко, говорю, у но нас, вот спокойности уже есть информация. К сожалению, нечем прикрыть, и мы говорим, завес нет никаких. С другой стороны, видимо, никакие смоки тут толком-то и не нужны. Пачка успешно здесь устанавливается, ситуация 3-2. Прекрасно понимают, Форси вместе с Мариком справляется уже с поставленной задачей на все 100%, делают фраги, ну и самое главное, не теряют свои девайсы. Выход на 7-8, но хотя бы поставили пачку. Для Авроры это очень-очень хорошо, особенно на стадии, ну, укрепления экономики, скажем так, потому что экономика не сказать, что сейчас Я ну, поэтому такая говорю, железобетонная там. Девочки, вы присоединяйтесь, как и мальчики. Я же не просто так говорю. Я не байчу, мне вообще насрать. Просто под Новый год будет встреча, уже 4-я, закрытой телеги. Там все хорошо. Да, я, естественно, туда тоже приеду, как обычно. Сегодня только в этот раз хотели там кое-что разнообразить, так скажем. Да, там, ну, короче, там. 16-й раунд. Возможно. Все, что творится на закрытых встречах, остается на закрытых встречах. Показывали мастерство владения плотными пистолетами, как и энтропик в рамках уже следующей карты. Раз. Не пропускать Почти. первого Тизен. 2. 3. Еще одного Тизен также делает даблкилл. Ну и Изи остается последним игроком. Ну, по понятным причинам, вряд ли он будет гулять где-нибудь по центрам, где-нибудь там в бублике, в Амейне или еще что-то. Да, он также остается в позиции рампов, и Коллинс, судя по всему, достаточно... Здорово. Кто же на это упрямо молчал? Длинным стволом получал по ушам. Твою мать, блядь! Что здесь происходит? О боже, Отец, блядь. ну зачем? Мне теперь на Так. Миралику расчехлять Ну, пожилого изи, Джеки конечно, Чана здесь, или да? мне кажется, Одного максимум... Ну, конечно.
а другой парочку на бежевую фрагов шишку. найдет. Ну, Уж всё как очень положено. Чё сложное такого-то? положение. Подумаешь. Но радует одно, что Аврора закупится на следующем раунде и будут иметь шанс вернуться в игру. Пока за атаку Одноразово, после конечно. выигранной пистолетки ребята нам толком ничего не Конечно, показали. конечно. Один раз зашли на план, Один раз, да. поставили его, но Только правила прочитайте. что-то больше Ну, чтоб не я борщить. пока не видел. Борщить не надо. Ну, по-хорошему, да. По-хорошему, здесь все-таки пока по большей степени непонятна их тактика, и вот мы будем только получать ответы на эти самые вопросы. Да? Не-не, сейчас Сабинка придет, она промокинет. Вы можете 5000 набрать, она 2 кинет сразу. Как некого рода, не знаю, там, 5К чековская набирайте. пауза, да, ружье в конечном счете, конечно. В По конце паспорту пьесы могут спросить. обязательно выстрелить, Если будут возможно, сомнения, это могут будет спросить, да? Ружье в лице автомата Я, Калашникова, Сабинка может хотя, написать, кто спросить, знает, да. может быть, и американские кольты Энтропик здесь тоже будут творить историю. Авик Уизи, Тек-9 только Щеки убивает горят теперь. 2. Ну пипец. А Аврора то чей сегодня? Затащит нет. Ну, Аврора, да, должны затащить, потому что мы же с тобой на что поспорили? На этот? Никого не замечает, но там падает Коллинс уже под Б. Возле пещеры. И Марикс перетягивается в снайперскую позицию. Дым Здесь лежит потяжелее в Кеве, за теров и Изи играть. чуть-чуть прям не хватило времени, чтобы выстрелить и попасть. Но большинство все еще за Youngblood. И, друзья, раунд продолжается. Шигел в небольшой опасности, так как Марикс здесь может уверенно выйти и прописать Здесь голову. позиция В итоге имбовая. Бликси сносит Тизиана. 5 в 3, Тропик. И Марикс долго не живет здесь, но Oxygen спасает. Да, есть все-таки череда неплохих таких разменов, но ситуация 3-2 явно не в пользу для игроков защиты. Минута с хвостиком остается на таймере, пачку, самое главное, ребята за атаку не потеряли, ну и уже уверенным таким вот заходом будут заходить именно по точку Б-плента. На темке находится Спасибо. Форси, есть 2 смока от Бликси и от Малинова, и обязательно эти смоки нужно прокидывать, так и происходит. Встреча, блядь. У закрытой телеги. Бликси. Проверил оставшиеся позиции. И здесь врыв подловил, но Не, из падают армии не два надо его убегать. тиммейта в одну Это плохая секунду. затея навстречу. Форси теперь даже имеет перевес не только по хп, но и даже скорее по позиции. Не станет потому что стрелять, Бликси правильно. не понимает, не даже откуда может пойти. Привет, Алексей. Форси надо Мне аккуратно 16 вообще лет, и все я проверять. В поступил в итоге отходит университет, просто в чего кейв, переехал в прячется. Москву. И Форси, Расскажите он может лайфхаки дым просто для скинуть банально. самостоятельного Не щас, на не щас бомбу, только, опять же, ладно? в кейв. Скорее, И с чем Юспа дабы непосредственно не добить отвлекать последнего. Лёшу Но смотри, всем какой добрым. пот занял Бликси. Неплохой Не угол, щас, сейчас у действительно, нас но всё-таки, дым ну, мешает финальные играть, игры и идут. Давид, неужели откроется, выйдет с этого Ой-ой-ой-ой-ой! смока? Посмотри на это, перевелся по форсе! Почему не был готов к этому игрок Энтропик? Спиной просто к нему вышел Бликси, спиной. Не, ну Бликси красавчик. Бликси действительно огромный молодец и приносит победный как раз-таки Очень поинт важный, да. в копилочку себе и своей команде. Сабинка в том щас числе. придет, Это она будет на отошла. 8-9. Вне Сейчас всяческих придет, сомнений. и вы Еще 5000 раз, лайков как мы набираете, говорили она сразу 2 в промока кинет, в я же рамках говорю. небольшой предматчевой аналитики, когда на веб-камерах сидели. Блять, а на что Когда ты спор у них с смотришь Мираликой? Я Инферно, говорю, что если Аврора выиграет, то 16-15 Миралика... максимально плотные через овертайм. Когда ты смотришь Мираж 22-20 через Да. череду овертайм, ну никоим образом Не борщите, это всё. не может закончиться одноколичечно. Соглашусь. Вообще, наши полностью. отношения с Мираликой — это Марикс наши делает личные. гранты на мидл. Если Может даже у нас придется будет так, собирать то это наш тоже Oxygen. личный. Бликси тем временем, потеряв очень много хп, располагается на О! Хеване и может даже что-то отпикать. Например, Кейв. Пока Коллинс там находится с фармилкой, и он, кстати, падает, уже Аврора зарабатывает большинство. Да, все-таки энтрифраг был найден успешно. Добавлю. Но здесь пачку еще ребята не подобрали, поэтому нужно возвращаться. Возможно, прямо сейчас. По Спасибо. таймингу, кстати, 8-й игрок, он же Тизин. Если он будет поджимать, то такая себе. Хочу заметить, как бы я тут не смеялся, не прикалывался. Я краем глаза смотрю за игрой. Эта игра очень интересная вот на этой карте. Не такая. Поэтому, как говорится, нужна хелпа, да и хелпа приходит. 6-й и 7-й игрок, в редруме остается только Марикс в случае необходимости, ну и время есть промутиться даже под точку А-плента. Там уже шествует и ходит, Собака обливает, Стюргено собирает им информацию, говорит, закрытую ребята, а вроде и 21 здесь никого нет, собирайте пачку Сделаю. и го ко мне. После стрима добавлю. Так, с тем временем Тизиан справляется с Малиновым. Пока Энтропик чуть улучшает положение, но сразу теряют Тизиана. 3 в 4. При этом непонятно вообще, Энтропик собирается идти или нет. По всей видимости, остаются сейвить девайсы. И решение на самом деле довольно правильное, так как, ну, объективно шансов мало на 10-й здесь. А засейвив 3 девайса и за счет лосс-бонуса раздропаться и купиться Ну? и постараться там уже выиграть, Ну-н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 у. но
Вопрос еще в том, засейвит Хорош. Гана игроки Энтропик. потому что Молодец. уже Марикс падает, Блювайт и просто не лучший. факт, Ты понял, что как он просто сделал? Так оставят Форси и Постоял, Оксиджена. подождал. Да, Авик Хуяк и Энтом вышел. вроде как присутствует. И по-хорошему, о, а как не зарегало, непонятно. Габен, исправь, пожалуйста, в КС Сурс 3 версии, может быть, надо ждать. Потому что такое чувство, что перекрестие действительно было прям на тушке своего оппонента. Может быть, дернул, может быть, все-таки банально в неудачный для себя тайминг он попал. Но Ты о чем, две МВшник? девятки на счете, 19-й раунд как раз Обнови и показывай. у нас также на экране. Ну и, я не знаю, слушай, ну реально, кроме шуток, там и чатик периодически пишет, там еще даже с нулевой, на этой игре Как тоже там Рега, будет допы. нормально? Реально, кроме шуток. Вышник, 3 не карты, понял, брат. полноценный Наверное, я best of 3. туплю. Ну и 3 раза Обнови на и допы показывай, посмотри, что. почему бы и нет? Да, и потом в финале еще так же будет вообще Конечно, просто песня. там Как он Best не of попал? 5 лучше надо было сразу делать, там тоже спрашивали, Best of 3 или Best of 5, да, финал тоже будет у нас в формате Best of 3, Обнови. но ожидаем плотную зарубу. Ты о чем, телегу или что? Собираются под Youngblood, и на опоре пока там только Марикс и Oxygen. У одного из них Юспик. Да, на самом деле могут спокойно сейчас 10-й Аврора забирать. Но смогут ли они дожать этот Ancient и забрать 3-е место на турнире Hardplay Cup 8? Понемногу продвигается атака. Бликси распикивает Донат, пока никого не забирает, но вроде есть информация уже по Оксиджену. И скорее всего М-ку он потеряет, когда будут дуэли, да? Сейчас-то понятно живет, и с смоком его тут еще отрезали. Но врыв с КТ также 5000 лайков, еще кое-что покажу. Вам Это уже понравится. постпоинт история. Нужно выходить на ретейк для славной интропик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это Хоть там им моё закинули. почтение, дядька. Снимаю шляпу. Тизиана забирает. Там Коллинс, по-моему, еще взрывает как раз-таки дальше хаешечкой. Оксиджен и Форси, да, те самые ребята, которые засейвили в рамках предыдущего раунда свои девайсы, толком-то и не были реализованы. Еще и ван-тап, ван-килл, ван-оппортюнити, конечно, делает сейчас Бликси для себя. И невероятно хорош. Интересная Очень ситуация. классный перформанс. По-моему, самый-самый молодой как раз-таки Бликси. Нора, Если я молодцы. правильно запомнил, вот только ему 17 лет, Антихайп. остальным либо 18, либо 19. Да, это точно. Ну что, Форси, здесь больше не будет для него перестрелок, и Энтропик должны... Макс, всегда эмочки добивайся того, что ты хочешь. активно Тот, кто закупать. спрашивал про Проиграв девочку, сейчас раунд, все остальное Абрамов это просто уже выйдет причина. точно на Неважно матчпоинт. как, неважно где, ты Там мужик, опять добивайся своей проблемы цели будут всегда. с экономикой у команды защиты, и выиграть раунд с пистолетами тут пока на Эйршенте вроде еще Вопрос, никому не а что удалось. насчет Мы не всего берем этого прошлые думает карты, твоя жена? но здесь Моя? тоже это может произойти, однако я вот мало верю. Прилетает раскидочка на мид. Сложный вопрос. Не знаю. Ответ от КТшников на Надо старт. спросить. Хаешечки, молики. И сразу зашивает Марикс. И находит Бликси. Да, Марикс, в принципе, отходить далеко, наверное, не будет. Тут можно смог развеять и пикнуть под него. Никого здесь не увидели. Вторая хаешка, кстати, очень сытно прилетает, судя по всему, по Мариксу. Накормили, как говорится, спасибо, добавки можно, не надо. Ну и дальше как-то нужно уже действовать 9-му номеру более обстоятельно. Минус Бликси, да, тот самый бомбардир, собственно, коллектива, 17 на 14 летит он по КДА. Потеряли, конечно, на ранних таймах Поздравляем. Аврора, ну и вчетвером Да ладно, вполне себе прекрати. тоже историю можно докручивать Забей до хуй на победного всё. конца. Смола, я тоже не понимаю. Аврора попробует Странно. сравнять шансы. Может, мы на возможно, свинг-вечеринке под ходим? базой. И Может, её вообще нет? там пробует пока отпикать, но у Странные Форси вообще тоже вопросы, пиздец, снайперский максимально. девайс, и он может со стороны КТ непосредственно уже убить Изи, если тот откроется, но дым даже не мешает, посмотри. У всех Форси разные перед предпочтения. ним встает и все еще Слушай, давайте ждет всё-таки соперника. поговорим о нашей Малинов близко становится к дуэли, простите, и а в какой итоге стоит Коллинса сбрил. да? Тизиан пытается выйти на размен, но здесь тоже падает. Пришло Какой время, как провал для говорится, Энтропик, собака сразу умирает, втроем бегут под Б, но может быть поздно. Там на Ну А да. Изи вышел. Поздравляю. Да, вот как Добавлю, раз таки окей. хотел продолжить именно этой фразой, потому что на А-то пробудился уже Изи и говорит, ребята, да сдалась вам эта Твоя Б-точка, девушка потому что должна там-то никакой нравиться информации. только тебе, а не твоим родителям, друзьям и тем более жене. Оксиджен, слушай, минусует тут Блювайта, возможно, Блядь. если нет еще одного, то это совсем будет грустно. А тут и Форси на подскоке. Ой-ой-ой-ой, ребята, неужели да на ровном месте залит такой Приглашаю раунд, завтра как на будто Оргию. даже Проводить надо было ДШ выходить просто под 12А. точку Б и с Код боем 18+, прорываться через всех просить оппонентов. Алексея Сторож кладбище. Спасибо. Так, ну что, интрига нарастает. Годно Снова сказал, равный молодец. счет.
И при этом Скиллзера хуйни не скажет. закупаются Аврора на все свои деньги. Галил будет у Шигео, остальные соглашения плюс АБП, естественно, у Вальдемарчик, я тебе говорил еще раз, то, что закрытая телега, ты вчера не просто так вступил. Медь он искал, я тебе сразу сказал, что там одно золото. Я же, блядь, ну я вам что, шучу, что ли? Предпочтение отдал бы, конечно, Авроре. Дядь Лёш, ты слушайте ее. Бьет на ранних таймах. Хуйни-то не учим. Деревяшку, но никого здесь не находит. Бликси очень близок, конечно, к тому, чтобы найти для себя оживительный рандомный хедшот, но все-таки этого также для этого парня не произошло. Шигео будет выходить, судя по всему, первым номером из пончика. Здесь хорошая флешка Малинов. Согласен. Коллинз просто говорит, а можешь ли ты пулю поймать зубами? Судя Бля, по как всему, же они бьются, нет, пиздец. Блевай, да, делает фраг по форсе, но по нему есть информация. Ну и Изи тоже там где-то 5000 набрали? Как бы то ни было, ситуация 5000 уже лайков набрали? 4-2. И Blue Наберете, кстати, маякните. возможно, даже и не пройдет. Закину вам кое-что еще, фотку. Беспрепятственный. Здесь банально в кроссфайр становится Тизен вместе с Oxygen. Блювает. Скорее всего, будет слева сначала чекать, хотя подожди-ка. Да, выходит Питера налево, вам но привет неважно, потому что и Oxygen, и Тим здесь были готовы. По итогу Марикс делает последний минус, и вот уже 11-й у Энтропик. И 12-й тоже, может быть. Просто надо протянуть руку и забрать этот матчпоинт, потому что денег у Авроры нет, будет плохой закуп. А я хочу, дорогие Что друзья, думаете, прямо сейчас с вами поиграть в диванных аналитиков. Если вы аналитики, если вы на диване, то это имба. Совпадение просто 100 из 100. Возможно, кроватные аналитики. Может быть, кто-то спит уже, в полудреме смотрит наш турнир, за что Миралик, я отдельный другие не стал респект. показывать, потому что, ну, это пока личное как наше раз-таки с тобой, есть правильно? возможность через тактическую паузу Спасибо. для Авроры. Напишите Спасибо, солнце. и постарайтесь в чате угадать точный счет. Либо с овертаймами, кто угадает либо счет без реально? овертаймов. Ну и напишите. То есть, там, грубо говоря, не знаю, там 13-11 или там 13. Кто там, угадает точный счет в этой катке? 12. Ну ладно, Блядь, вот это 12 уже не интересно. будет, поэтому как бы там овертайм будет. И напишите, с каким счетом и какая команда, по-вашему, победит. Если честно, мне кажется, Энтропик все-таки дожмут. Здесь О, пока Аврора, техпауза. ну, должны были Держите в вам первой еще привет половине из еще телеги. включаться, и тогда, возможно, запас На тему раундов Ахигао и всего не остального. спас бы их сейчас. После тактической паузы посмотрим. Я же говорю, нас Думаю, смотрят но здесь, очень конечно, бодрые девчонки. Бай до Так что- 2000 только у двоих игроков. А, всё, Армор. понял. Я думал, и, это... Я конечно же, дурак, в блядь. основном Хотя я дурак, конечно, но это... Так, а чатик полетел. Спасибо большое за эту замечательную Порно. активность. Все за допы. Кстати, многие, в принципе, верят, что даже будут овертаймы. 30-28. Некий Левша написал. Спасибо, не надо. Дайте отдохнуть нам с Хэнди еще, как минимум, финал. Предстоящий комментировать. Но, да ладно, кроме шутеров. Продолжение. Прямо сейчас раунд под номером 22. Здесь очень больно пока что Шигео. И, возможно, не дефолтные пистолеты здесь зарешают. Таким образом, дадут возможность и для Авроры каким-то невероятным образом брать и переворачивать игру, забирая 11. Сейчас, ребят, тормозните с донатами по-братски. собираются под А, но смотри, Сейчас, секунду, что я происходит рубанул, дальше. ладно, звук. Сейчас, ребят, секунду. Аврора Дайте могут посмотрим. сыграть Интересный момент. с мидл, там Последние в целом раунды. Сейчас кто Марс. проигрывает, кто 13 первый получает, тот выходит в финал. Точнее, тот занимает 3-е место. Кто проигрывает, тот вообще вылетает. И дальше финальная игра. Битва уже за 400 и за 200 тысяч, соответственно. Как будут реагировать на это Энтропик? Играть более пассивно или же сами выйдут? Вот, например, Марикс, он, в принципе, готов стреляться, по нему видно, встает в убойную позицию. И здесь первый Бликс открылся, упал, второй Шигео тоже умирает, 5-3. Смог падает на КТ и будут заканчивать через штаны атаковать Аврору Янгблад, но там уже встречает их Oxygen, Форси и Марикс. Судя по всему, Марикс, да, действительно будет делать тот самый заветный последний фраг еще из Юспа. 12-й Тарик, раунд. ну фактиш. Энтропик прямо сейчас как 100%. минимум гарантирует выход на овертаймы в случае необходимости. И мега важно сейчас для Авроры. Ребят, по ходу дела естественно, не Аврора проиграть, вылетит. этот самый остаток, да, в основном времени. Потому что нужно забирать Придется к Миралике, два да, ее раунда, подруге два раунда ехать. подряд Блядь. без единой ошибки. Ну, естественно, раз есть Далеко. возможность тактическую паузу юзнуть, последнюю, да, 4 из 4. Почему бы не сделать это сейчас? Потому что потом, Бля, неужели они может не быть, уже камбэкнут? поздно. Одна победа отделяет команду Я с тобой Энтропик. полностью согласен. Авроре от третьего надо места. срочно включаться. Все или ничего. Одна ошибка и это поражение. 4-е место, 0 рублей, 0 копеек. Просто вылет. И будет, конечно, максимально обидно Академии.
проигрывает за сегодня целых 2 Согласен, Best of 3. Ну, посмотрим. Все-таки 23-й раунд. Как говорится, есть еще порох в пороховницах. Все замолчали, Должен да. быть таковым. Никоим образом эти пороховые бочки не должны отсыреть. Этот корабль под названием Аврора. Летят. Янгблад, везущий эту самую молодую кровь по волнам через цунами, не должен пойти к концу. Смотрим, возможно, за последним раундом и за невероятным Подгорели камбэком маленько. от Авроры Янгблад прямо сейчас. Сейчас слабинка придет, Лило. ребят, скинет. Сразу контакт против Коллинса, но как он его проигрывает? 2 минуса по итогу 4 в делает 3. игрок Энтропик Изи, только один размен дает. Марик заметил, слева соперника пикает и забирает. Нет, не забирает. 3 в 3. Шигео, как так? Вроде бы дуэль была на его стороне. 3 в 3 однако всё равно отдают по стрельбе. проигрывает ее 3 в 3, Аврора пока живут, но раунд Сейчас не вместе собраться и заканчивается. выйти на один Энтропик, план, конечно, всё. могут найти еще парочку фрагов и закрыть этот Эншент. Изи пока в нычке под Б ждет поджима, но там Разговаривает Б она, блядь, по максимально телефону. аккуратно стоят. Энтропик никуда не лезут. Сейчас говорю, и что вроде бы придет. Oxygen Чудак эти. Zone тоже не собирается что-то пушить, играет просто на приемку. Самое главное, что пачка не была потеряна. В кармане она за пазухой находится у игрока под номером 5, он же Blue White. И он будет, конечно же, как-то, ну, аккумулироваться в плане как раз-таки воссоединяться со своими тиммейтами, да, и, в общем-таки, нужно будет куда-то выходить. Выходить, возможно, даже будет логично через точку, через пончик, да, именно по точку А плента. Правда, Не есть попадает. шестой игрок, он же Oxygen, дискредитировал свое местоположение данный игрок, и нужно выходить, видимо, только с другой Ой, стороны. Есть небольшой просвет. блядь! Форси, кстати, пропускает абсолютно всех, и на Oxygen ложится невероятная, колоссальная просто надежда сейчас на взятие этого раунда. Хватает только на одного. Пачка будет установлена. Ретейк и отыгрыш 2 на 2. Альфа сейчас лапается на более мобильный девайс. Тизиан зарабатывает еще один фраг себе в копилочку. И, возможно, фраг, который решит исход этой игры. Blue White, последний, тот самый молодой игрок Авроры Янгблад, вполне себе способен потащить клатч. Живет, эти смог очень ждут. сложно, и уже готовы Энтропик выходить, скидывают оставшиеся гранаты. Похуй, Доталова Blue сидит. White всё-таки Сидит, живет сидит! возле этого Молика и Сидит должен молодая открываться. кибермашина, Время сидит, тает блядь! просто на глазах. Энтропик, где дефьюз пачки? 3 секунды. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что ты делаешь, малой? 11 перед своей командой еще и Молик нашелся. Идеально сыгранно. Ебать, И клатч блядь. 1 в 2. Браво! Ни на секунду, ни на секунду Вот это я браво! не сомневался Охуеть! на то, что это будет невероятный клатч и невероятный камбэк от этого замечательного игрока. Я вижу, На там самом в деле чате очень уже крутой пишут, игрок. там что-то Браво! 10-13, хотя такого там может быть. не Блядь, может на такой по счету. уверенности отыграл. Но, да, пишут ГГ и Никакого нету вот этого, знаешь, паники, еще что-то. Ему кинули молик прямо перед лицом. Просто сидит и ждет Доталова. Ребят, вот трипла, которая попросилась, это Кирюха, Олег и пожилое вступление обязательно добавлю в ТГ. Сделаю, ребят. Идет на это надежду. Девчонкам Марик так и идет от стартует одного снова в к. донате. Не от При одного, а этом один. под Б Аврора хотят атаковать. Один и Блиц уже юзернейм. с Мактером готов прорываться, но здесь Сегодня Тизиан максимальное просто вступление. в упоре. Тоже с Девчонок и Эмочкой парней. может Сделаю. После дать сейчас стрима сделаю. очень хороший бой и нанести супер урон. Пока что Аврора все же халдят и думают, как им правильно воспользоваться гранатами, ждут каких-то поджимов, а вдруг, да, Энтропик на 12-11 решат ошибиться. Я и сейчас охуею, запустить. если Нет, они конечно, выведут этого делать не будут, они играют максимально на аккуратно допы. и просто... Я сейчас закончу сколько все тогда. раскида, да, чтобы уже к минуте времени, а то и там к 30 секундам. как Мама мы видим, Сабина сейчас один придет, вин, сейчас даст соответственно, сисю всю тебе, команду подожди. Энтропик. Ну, сердца, наверное, бьются у игроков сейчас, и как Авроры, так и Энтропик, прям очень-очень быстро и, скорее всего, даже в унисон, в едином порыве, да, возможно, как раз-таки заканчивает Ой, эту бля. карту прямо сейчас. Форси делает хороший энтрифраг для себя, понимаю, что здесь еще и будут подпушивать. Тизиан забирает еще и Малинова, падает, правда, Марикс, но это не проблема, 4-3. потому что по Blue White получена информация, получен еще и неплохой дамаг, снова выход через центр, Руслан не через понял, к чему. бублик, именно по точку А-плента, шестой игрок там соло-опорник. Понял, брат, о чем? Долго, потому что остальная дружная бравада прямо сейчас будет выходить на подмоги и на подскоке решать вопросики. Коллинз, правда, отлетает последний. Остается Бликси. 17 лет. секунд у этого парня. Самый молодой игрок состава Авроры Янгблад в ситуации 1 против 2. Он понимает, что по времени, к сожалению, уже не хватит подбайтить. Обязательно потом, возможно, забрать одного, но никто не открывается. Теперь уже пачку нужно ставить до самого последнего конца. Это и происходит на Бликсе. Должны выходить сейчас кроссфайром. Очень правильным, очень грамотным. Зачекал первого игрока.
уничтожил. Ситуация 1 против 1 против Коллинса, но Коллинс все-таки не проигрывает. Он берет важнецкие клатчи, избавляет нас от проклятия овертаймов на этой третьей карте. Ну и без того, которая случилась очень и очень близко. Мы говорим, естественно, Бахнов добавляю. Огромные Спасибо. молодцы, огромный путь ребята сейчас показали. Аврору выбивают. Но всё-таки оппонент оказался. Блять. Молодцы, Энтропик, поздравляем их с третьим местом, абсолютно заслуженно, в очень плотной борьбе, 2 карты с овертаймами, рот, а. при этом на третьей практически они состоялись 13-11, супер Ну, это ГГ, близкий да. счет, друзья. Good И game. слово аналитикам передаем, впереди финал. Так, Охереть. Мы посмотрели самую длинную и плотную борьбу на этом турнире от Hardplay. Самый длинный матч, самый запоминающийся, как по мне, хоть он и был всего лишь за 3-е место. В целом, множество эмоций он нам подарил. Охереть, на да? карте были допы буквально в одном фраге, там Бликси мог потащить невероятный клатч, и всецело... Блять, но я хочу сказать пацанам 17, 18, 19 лет, Авроры, да, и они дошли, блять, ну почти что они вышли в 3-е место. Прикинь? Молодцы. Авроре, составу основному большой привет. Красиво, ребят. Это было сильно. Лех, здоров. Давай договоримся так, у тебя семья, ты нашел свое счастье, а Миралику я забираю... Давай ты не будешь усугублять без того усугубившее, блядь. У меня семья, это весь мой канал. Так что Миралику буду ебать я. Спасибо. Ой, я вслух сказал? Блядь, сейчас он хуя ты, блядь, писю к носу подвел, ёпт. Школьник, блядь. Ну что ж, давайте перейдем к раундам. Надеюсь, нам покажут раунд на счете 10-9. Очень интересный раунд. То есть 4 в 5 ситуация для Авроры. Малинов сейчас найдет фраг по Скажи время по карте, когда ты кидал. Я не нашел твоего Но в доната. этот момент, видите, смотрите на А. Там Изи кидал аплэп. Ему помогал Шигео. Сильно. Фейканули, Скилл Малинов Zero очень нашел сильно. 2 фрага, остались 5 в 3. Аноним И вот ситуация, Марлин, Энтропик который стягивает кинул, стрелом на пожалуйста, Изи, тайм-код. открывает аплент, Когда ты заходит кидал? уже за X, кидает смог на Б, и команда Бля, охуеть. Вренглад разворачивается в сторону аплента. Но есть проблема в том, что Изи пошел в храм, и из храма он не мог никак помочь своей команде. Игрок Энтропик вышел с КТ, и из дефолта наказал 2 игроков. Во всего этого, если да ты правильно делаешь вещи, таких бы побольше, я вообще варфисер. Бля, ну тоже круто, но честно, я не ожидал. Я думал, что они выше улетят. Что-то я прям немножко прихерел, на самом деле. Что, получается, энтропики занимают 3-е место, а лутают 100 тысяч. А сейчас будет борьба за 400 и за 200 тысяч. Not bad. Not bad. Интересно. Сейчас закину. Сейчас, секунду. Изи тоже всецело, он статистически он выпал. Мы отмечали там после каждой Я быстро карты, ребят что не закину хватает в команде, закрытую если телегу, он пока что изначально пусть уже общаются. Аврора выиграли, то на Мираже Пока Эншите они проиграли, радио поэтому послушаем. немножко лучше сыграл, чем на первой карте, но Что я вообще прихерел, я не ожидал, что их выбьют. 78 он является худшим игроком на сервере по итогам 3 карт, и по итогу его команда проиграла. Так, Его ли это вина, я не знаю, остаюсь не в арт понимаю. Фемели и меня не Ну ебет. да, А кто Энтропик желает занимает 3-е присоединиться, место на только 8-м мальчики сезоне 21+, Hardplay а Аврора 1 по занимает девочке 4-е, не только получив ни сегодня одного доллара. 18+. В свою очередь, Энтропик забрали там Фактит, 30 фактит, тысяч малая. баксов. Ну ладно, давайте переходить Хорошо, к ну давайте следующему всё-таки матчу, к поговорим о финалу, нашей который и так стране. уже Вот, перенесли например, на 40 минут немножко позже. Да, простите, а какой Он будет сыгран буквально наш? сразу Да, через о несколько России, минут. да. Дамир, твои Добавь мысли платный о финальном ТГ. матче Живу этого далеко, турнира? но хотя бы Да, пообщаюсь. вообще Мне изи. 24 собака, Неважно. подчеркивание 0619. Вообще не важно, кто где живет на самом деле. Стримера, не для игрока. Это Вот, вдруг кто-то путает. Я абсолютно думаю, что не будет это. победа за Prodigy, Ну, типа, потому неважно, что где кто Ганс живет. очень У скриптовая нас очень команда, часто я бывало, думаю, что люди они достаточно приезжали, сложно к своему опыту, еще из CSGO. там кто-то в командировке, И кто-то они чисто просто на всё встрече равно приезжал. потому что Это их первый типа... ФЛТВ-турнир. Это первый раз, когда они хоть как-то засветились в соревнованиях. Короче, это не до этого принципиально. их не было особо так видно. скажу. Вот. Вот состав Ганс, у них, к тому же, состав
Gun5, точнее, у них замена, у них нет снайпера резолюции, за них играет Lightning, но в целом у них есть шансы, потому что ребят тренируются. Сейчас добавляю ребят. У ребят очень много заготовок, и они очень любят этим играть, но это может стать и камнем преткновения для них, потому что их становится проще читать, проще знать, что они будут делать, проще ломать ребят с таким стилем игры. Просто, допустим, если... Сейчас финальная будет игра. За атаку, сейчас будет финал турнира. Сейчас самая интересная игра должна быть. Смогут дать Gun5 поиграть. Посмотрим, чем это закончится. Вот так вот, я думаю. Я думаю, что будет... Я не знаю. ВП, просто потому что им тяжело подготовиться, у них новый состав. Я все равно думаю, что ВП будет. Не знаю почему. Ну, а я, наверное, пойду наоборот тебе наперекор. Я поставлю на победу Gun5, потому что ВП Prodigy это первый турнир, и как будто бы уже пора заканчивать. Слишком много они уже получили для своего первого такого дебюта, так называемого. Ну и всецело, наверное, можно уходить на паузу, я думаю. Там буквально уже есть вето, я не знаю, покажет, что он нам или нет. Но если не покажет, что Gun5 пикнули Инферно, Мираж пикнули ВПП, а Анубис останется десайдером. Вот такой у нас пул карт на финал, и всецело, я думаю, можно уходить спокойно на паузу. Увидимся с вами после Инферно, а комментаторы для вас прокомментируют эту игру уже через несколько минут. Кать, я не нашел тебя в этом. Почему-то Катя, который кролька. Я это так не оставлю. Через собаку я не могу найти. Чего? Не-не-не, брат, я ее давно окучиваю, так не пойдет. Так, сейчас, секунду, ребят. Бля, сколько у вас в закрытую телегу сегодня? Это вообще жесть. Добавляется сейчас. Раз уж такая пьянка пошла, давай я в закрытых залечу костле. Спасибо. Это Кристина тоже писала. Илюха с Красноярска, привет, у нас же считай 4 часа утра, чату прекрасного настроя, финал, так уж и посмотрим, как-то для меня дядя Леша скучный с однообразной версией. Спасибо. Ну, где-то я с тобой соглашусь, на самом деле. Я же сказал по поводу промо, ребят, чуть-чуть терпения. Короче, вот это плюс. Личку не забывайте открывать. Дэн, борщишь. Аккуратнее, Дэн. С этим. Так. Есть. Сейчас, секунду. Сейчас я еще посмотрю. Костяныч сейчас сделаю. Сейчас, Да, заходите, ребят, с правилами ознакомьтесь и внимательнее прям будьте. Потому что, ну, такие все максимально на лайте, на чиле, ребят. Очень приятно общаться. Очень многие встречаются в реале, типа, там, кто-то просто гуляет, кто-то там чпёхается, кто-то еще что-то. То есть, ну, прям такое общение. Максимально крутое. Кто-то просто по бизнесу там люди общаются. С работы я знаю точно то, что людям помогали. Но оно того, наверное, стоит. ТГ собака Гиладарц. Спасибо. Спасибо. Потная катка была, ну, соглашусь, да. Соглашусь. Так, сейчас. Вроде всех добавил. Сейчас смотрю, кого пропустил. Пока пауза, как раз быстренько добавлю. Да, по поводу друзей сразу отвечу.
По поводу друзей и всех остальных, кто спрашивали, там девчонки спрашивали, типа, а можно добавить там подругу, еще кого-то. Без проблем добавляйте. Типа, неважно, как вам сказать, короче, неважно, блядь, смотрит канал, не смотрит. Мы там общаемся... Сейчас, секунду, нахуй. Мы там, короче, общаемся как... Ну, типа, не как стримеры, подписчики, а общаемся, ну, типа, как просто люди, которые, не знаю, просто хорошие друзья, товарищи. Так что, как-то так. Так, да, со всех новичков фото, имя, ну, с какого города, или там, неважно. И... что еще? Ну, и род занятий, чем занимаетесь, тоже по желанию, там, можно в общем написать. Так что, как-то так. Угу. Сейчас, секунду. Ну раз такая пьянка, я за пивком и в телегу. Собака Руса 12. Плюсанул. Плюсанул, ребят. Рола, спасибо. Там так же, как на канале, типа, максимально без всякой этой политоты, без всякой вот этой блевотины. Там отовсюду люди сидят, так что это... Так, сейчас я посмотрю, ребят. Я сегодня перепроверю, кого добавил, кого не добавил. Девчонок вроде всех добавил. Еще пройдусь. Стоп, нет, не всех. Так, ник добавил тоже. Там такие валькирии, то грех не залететь. Собака Анды, по-моему. Ну там, ёпта, мама, не горюй. Там добрый вечер. Только не борщите там с личкой, со всем остальным. Культурнее будьте, потому что не забывайте, что это наши все друзья, товарищи, знакомые. Донат был 27 числа в конце стрима по КС. Примерно часов 6 часов вечера. У меня на карте не подключена отправка средств с карты. Есть только получение. Я в этот день выиграл 10к и сразу же тебе скинул на ТГ. Окей, давай я посмотрю. Хорошо. И добавлю. Так, кого успел, ребят, добавил в ТГшку, пока есть время. Кстати, сколько у нас есть времени? А, все, 30 секунд. Раз такая чек не будет время стримного астанемия человек бензопила 4.7 серия танкот 1.2.33.04 мой донат на канал закрытый собака верный. Окей, я посмотрю. Так, Настюху добавил. Короче, ребят, кого не добавил, я перепроверю. Окей. После стрима. Я прям сейчас на скорую руку добавил, кого увидел. Кого-то из девчонок еще не добавил. По-моему, Кристинка, блядь, просилась. Я не вижу ее донатов, к сожалению. Сейчас смотрю. Да, спасибо. Здравствуй, дядя Лёша. Мне еще 2 года растет печалька. А так хотелось в Альгалу попасть. Еще не могу найти. Надо после стрима спокойно сесть, да, наш анализ посмотреть. Сейчас, сяк. Сабин, да, скинем 2 промока. 2. Спасибо. Спасибо. 2 промока, да, ребята, сегодня поддерживают, заслужили. Так, Оленьку я добавил. А я? Да, вот как раз вам промоки, ребят, кидают. Я говорил, надо немножко просто подождать. Парни тоже очень интересные. Нихера, там у нас учитель танцев.
Очень крутые ребята. Обалдеть. Калининград он, ребята. Пресс для девочек, да. Согласен. Красава. Эмбер, спасибо. Так, сейчас я открою Donation Alerts, пока есть у меня времечко чуть-чуть. Кто, девчонки, еще просился? Сейчас пока занялся. А что 10 актов? Ссылка, да, внизу в описании, ребят. Гром, спасибо. Секунду. Я знаю, как проверить. Две секунды. Ну, конечно, народу много. Мандарин, спасибо. Угу. Все, я гений, я знаю, как добавлять теперь быстро. Сейчас, секунду, ребят. Чтобы справедливо было. Так, Русу добавил. Игорек плюсанул. Сейчас, братцы. Дарк, да, фиксирую. Как раз до тебя вот дошел. С фото. С фото. Надеюсь, это ты. Очень на это надеюсь, что это ты. Скилла добавил. Так, есть. Блин, очень крутые ребята сегодня вступили в телегу. Очень крутые, очень интересные. Тоже так для девчонок. Я просто смотрю фотки. Так, краем глаза пока добавляю. Бля, вы очень крутые. Мандарин, спасибо. Они, понимаешь, не столько сколько крутые, столько интересные. То есть, во-первых, все на одной волне. Во-вторых, очень интересные. И каждый, я смотрю, род занятий там, кого только нет. А откуда и кого только нет. То есть, вообще пиздец. То есть, максимально разноплановые люди. Оттуда тоже есть, кстати. Твою мать, блядь! Что здесь происходит? Ой, как неожиданно и приятно. Спасибо, родной. Спасибо, ребят. Гулять так с хорошей компанией. Вот это правильно. Вот это абсолютно правильно. Плюсанул сразу тебя сходу. Пока занялся. Сейчас, секунду. А то, что взрослые и не взрослые, там очень много 30+. 30+, под 40 есть ребята. Так что там и за 40, я уверен, есть. Твою мать, блядь! Да, Миралик хуйни не Что скажет. здесь происходит? Все прекрасные и всех рады видеть. Очень интересные люди сегодня залетели в ТГ. Я и говорю. Я же не просто так говорю. Я тоже сижу, от краем глаза пока добавляю сейчас, ребят, пока есть небольшое время. Кстати, времени у нас осталось, да, 3 минуты ровно, и все. И усё. Сейчас, секунду, пока добавляю. Сейчас, одну секунду. Блин, почему-то я от Кристинки не найду. Да, надо.
Настюху добавил, Нику добавил. Нику добавил. Мне показалось, что Кристинка тоже. Кристина Крис, которая. Спасибо за стрим. Не могу за найти. атмосферу и позитив. Всех обнял. Спасибо. Спасибо. Так, вроде всех добавил. Вроде. Так, спасибо. Твою мать, блядь! Что здесь происходит? А как же моя жопа? Многие заценили, ахахахаха. Ютубу очень плохо. Жесть. Да, что-то... Но это нормальное явление на Ютубе. Это время от времени у него постоянно, у него моросня. Так. Надо сделать видос. Я обещал в телегу закинуть. Сейчас, секунду. Что здесь происходит? Салам алейкум, Здорово, братишка Валик. большой. Гамос, блядь. Ёбаный. А! Дурак, блядь. Осуждаю. Вот. И, короче... Дорогие друзья, финальный матч. Короче, это. Там все, ребят. Там все. Там, да, так что регистрируйтесь, заходите. Первым закрепленный комментарий тоже будет. Лик, не, у тебя все-таки жопа красивая. Итак, сначала у нас ушли в бан следующие... В бан, нахуй! Я бы полчата в бан отправил! Всем бан, блядь! Без разговоров. Просто взял пермак всем, как въебал, нахуй, и все. Молча, понимаешь? Потому что девочки, женщины, блядь. Да, так, сейчас одну секунду, я изменю. Сейчас. Так, секунду. А что за приводка? Да, она Что уже там миллион за лет бич существует. Париж? Сейчас, секунду. Кто сейчас играет? Ган финал. Ган 5. ВС. По-моему, они так и пишутся. ВП. Про DG. По-моему, правильно написал. По-моему. Паук вроде бы добавил. Меня пропустил, но я не тороплюсь. Сделаю, Паук. Посмотрю я. Сейчас все. Все, тормозите сейчас совсем. Сейчас будем смотреть финал, ребят. Сейчас тормозните. Пока кидайте. Я всех после стрима еще раз пройду, проверю и добавлю. Хорошо? Забились? Прямо от А до Я. Ребят, все, финал. Все, я пока звуки вырублю, потому что, ну, сейчас реально будет пиздец интересная игра. И уже она началась. На первой карте. Ну, знаешь, там Слава сам бустер, так сказать, вытренировал все-таки своих бойцов, так сказать, просто пришел, сказал... Ребята, прямо сейчас начинается игра ВП Prodigy другую заветную фразу Gun 5. про то, что мотивацию Ну что, поднять, посмотрим друзья, на состав Славы Бустера, что он может, что не может, хотя ребята уже и так в финале. Ну и посмотрим, какое место займут за первое ВП и второе. Prodigy, чтобы Напоминаю тоже то, что для подходить ВП за Prodigy уже свою фаворитную друг команду. Тут будет заход кто и что из себя чистейший, да, представляет, ну и кто же под будет точку сильнее. Б Игра уже, плентам, кстати, на ВП канале Prodigy стакнулись по Hardplay точка на идет ребрах, но полным не угадали. ходом. Погнали смотреть. Супра пока проверяет апартаменты, аккуратненько отпикивает, и здесь вряд ли он найдет дуэль, но если пойдет дальше в бойлер, то тут Шейди говорит Тишина, я не здравствуйте, отвлекаюсь. и до свидания, отвечает ему Супра, просто хедшот, легчайший, но я жду, что здесь Я будут не работать отвлекаюсь, карминки, сорян. однако под Б Первое, там второе место. пусто, и, соответственно, Супра с Галила, скорее всего, всех здесь перебьет, уже есть от него, сколько, 4 или 3 фрага, 2 еще Ловикус нашел, одно ХП при этом осталось. Но Gunfive очень уверенно... По силе, по опыту игроков, Эко-раунд, да, и там толком там с юспами. А, Пешечка одна была по 250, и толком-то и ничего не... по опыту игроков дало. Начало положено, и положено именно здесь для... не может проигрывать Gun 5. Вообще, в принципе. Я не знаю, но будет очень странно, если Gun 5 проиграет конкретно ВП Prodigy. Каким-нибудь бы Аркредом или там той же самой Авроре я бы так не сказал. Я думаю, что при всем уважении ВП Prodigy, блять, они должны закрывать 100%. Ну, это мое мнение.
дальше давить, скорее всего, после молика. Есть возможность прокинуть моментально какую-нибудь флешечку, занять пространство уже совсем близко на старте и ворвать, спокойно забрать третий раунд. Посмотрим, так ли это будет. Пока там два опорника, это Кусме и Денис Зера. После смока, скорее всего, Gunfight будет делать выход. Хотя посмотри, разворачиваются просто в центр карты. Там уже смоки падают в сторону длины. Перемудрили здесь. И вот на троих опорников будет, конечно, уже посложнее идти. Немножко подбатили своих оппонентов, оставили там. Gunfight русские, да. По-моему, да, все. Рода, но и по по-моему. степени. Нет, Супра эстонец. И, возможно, по-моему. в идеальных, за остальных не помню, по-моему, русские все. Для себя по-моему. Меня сейчас, если еще поправят. На перетяжках, в том числе, своих оппонентов. Здесь заход, возможно, будет именно осуществлен через ребра и занятием точки А-плента. 3 опорника присутствует именно там, либо нет. Это финал, да. Финальная, ребят. Снова, видимо, будут делать ротейшн и заходить опять-таки на Б. Ну, кстати говоря, неплохое решение. Время еще есть, да, 30 секунд, но тем не менее. 2 игрока в КТ у ВП Prodigy. Просто прокинуть смог и флешечку, зайти аккуратно. Но тут еще добавлю Антох, Кавабанга. После стрима добавлю обязательно у вас закрытую ТГ тоже. В этот дым, который уже прилетел сюда, будет очень непросто все-таки заходить в Gunfight. Почти забрал. Пытался ворваться. Игрок под номером 3 Кусме, но не получилось найти фрагов. А вот Денис Зеров закрывает лайнинг. 7 секунд до конца, где бомба? Gunfight нужно срочно дать пачку. Финиган, но не успевают, да? И это Prodigy буквально сразу. Очень грубая ошибка от Финигана. Они идеально зашли. Все красиво, четко сделали, смоками отзонили. И просто он тупо не успевает это сделать. Чуть-чуть меньше 4 секунд, так как правило, было, в принципе, заложено очень и очень давно. Ну что, первый бай-раунд и первый в копилочке для ВП Prodigy. Слушай, вот команды у нас поменялись. Карты, ну, некоторые могут, конечно, измениться. Хотя, с другой стороны, Инферно, Мираж, пожалуйста. Вместо Эншента, видимо, просто будет уже Анубис, как минимум, да, если опять-таки дойдет до него дело. Но такое чувство, что действительно мы такие же плотные матчи, такую плотную борьбу, как и в рамках предыдущей встречи будем наблюдать. Команда плюс-минус равная. Единственный момент, что у Gunfight, возможно, чуть больше опыта, ведь ВП Prodigy давно на ХЛТВ вообще не появлялись, тем более в этом ростере это их первый матч, вообще первый турнир, и сразу они прошли в финал. Банан пробует... Камон, я не соглашусь, блядь, типа в смысле, у них после ротов, блядь, сколько получается у них первая вообще игра этим составом? Что бред какой-то, блядь. Что, простите, 4 в 4, но здесь уже Gunfight могут давить дальше под Б. Ну, по идее, да. Он своего нужно убил. было, наверное, продолжать свою феерию фрагов именно и заходя по точку Б-плента. Хотя ребята вот немножко... Ребят, пальцы вверх. Спасибо за такую поддержку турнира. Прожмите, кому не сложно. Отошел как соло-опорником, да, он никогда не являл свое присутствие. Я рад, что такой бешеный актив. Сейчас его там нет. И... На этом турнире еще жестче актив, чем на том. Спасибо, ребят. Везде, в социалках, везде. Спасибо. Хлопнуться для них очень неприятная идея. Перестреливает только одного. Собирает посмертную информацию также еще и по лайтнингу. 35 секунд. Отлично закрыли, хороший заход. Заход под А. Отличный заход. При этом неплохо Блядь, стоят здесь... Двушка и Самфинг, должны вместе закрывать, но это будет не просто 3 в 3 заход, друзья, к Сиэлу, проверять с этими позиции, но здесь смог еще мешается. Двушка, Александр делает Двушки, если они хотят закрыть этот раунд. Знают про Самфинга, игроки Gunfight, пачку надо как-то ставить, закрыли на ману Зеро и Самфинг 1-2 берет клатч практически, но Ксиэло его перестрелял в последний момент и при этом... Херню сделали, надо было Зеро поджимать, тогда бы они что-то сделали. Идеальный заход от Gun5 на плент, дефолтные смоки, все хорошо сделали, закрылись. И на уверенности, в принципе, раунд тоже забирают. Отличная стрельба у ребят. Prodigy, Анубис на десайдере. Вот что вижу, говорю, по крайней мере, на вот эту вот игру. В этом духе, как, в общем-таки, и было заложено где-то когда-то очень-очень давно в рамках великолепного Counter-Strike. Дефолтные пистолеты и чешечка не самый частый гость, признаться честно. Не сказать, чтобы чешка сейчас является какой-либо метой. Вот 5-7 после апдейта, да, после перехода на CS2 мне очень нравится. На самом деле неплохо действительно смотрится все это дело. И пока Супра
Скрывается здесь в апартаменты. В упоре сразу Денис Зерый. Двушка тоже падает за ним. Шеди Надежно. вовремя разменял, конечно. И успевает перед этим девайс подобрать. А что там, картина полетела-то вниз с лестницы. Но 3 в 4 ВП Prodigy в меньшинстве будут продолжать. При этом я думаю, что Gun5 подозревают о том, что на апленте Не, я здесь не переживаю, Миш. опорника делают свой раскид, но не факт, что еще будут идти сюда, потому что есть также Я бы здесь и 3 карты посмотрел, на самом деле. Времени достаточно, но и смотрим. Интересно, после команды смока, играют. Скорее всего, будет уже точно решено, что будут делать Gun5. По крайней мере, на первые раунды я не вижу пены. Я не вижу того, что я бы сказал, допустим, там, не знаю, в предыдущей, да, игре, предыдущих коллективов. Я не вижу пены. Здесь четкая игра, а одних и вторых. Они прям вот, ну, игра реально на победка. Боты, да, 3 раунда ребята забрали и будут заходить тоже дальше по той слабой. Готовы их встречать. Есть все-таки один фраг, есть второй фраг. С трофейным калашка Сантингом, но и по нему информация также была получена. А где инфа, там и фраг. 4-й раунд в копилочке для Gun5. И вот таким макаром, если ребята стартуют, и я даже не знаю, как может закончиться в таком случае первая половина, то после свапа сторон, возможно, они пронесут ВП Prodigy очень быстро. Интересно, как сейчас Финниган будет реализовывать фарм-девайс. Возможно, какой-то быстрый врыв под Б поможет найти Open, или же наоборот. В апсы пойдет вместе с тиммейтом. Также будет размен. Шеди тем временем прокидывает первую гранату на миду. Молик очень серьезно разгорается и пока не дает играть команде Gun5. Но при этом прошел уже, опять же, Супра довольно-таки глубоко под арт. Антон здесь может найти энтри-киллы, даже забирает двушку с самфингом. Почему такие ошибки допускают сразу ВП Prodigy? Кстати, дает размен, второго тоже закрывает, и сразу ситуация 3 в 3. Миралик очень спорно. Ролла, спасибо. Финниган здесь на главке, готов добить шорт, и Шеди справляется с третьим, 1 хп у него остается. Да, Шейди действительно оставляет только тень, но тень своих оппонентов. Трипл килл для этого парня. Это очень-очень прекрасно. Ну и свою основную работу, возможно, достаточную для взятия этого раунда, он уже выполнил. Поэтому лишний раз поставляться ему не хочется. Хотя, справедливости ради, именно под точку Б готовы выходить ребята команды Gun5. И именно соло-опорником там сейчас выступает как раз-таки Кусми с не самым лучшим девайсом. Это не М-ка, поэтому издалека стрелять с фармилки не очень будет приятно. Что за пиздец в закрытой телеге творится? Лайтнинг аккуратненько пропикивает. На самом деле Кусме можно убить спокойно. Действительно, команде Gun5 ребятам просто надо скинуть смоки. И желательно молик куда-нибудь за тройку. Как раз Лайтнинг гранату отпускает, пока перестрелочки Кусми решает уйти. По итогу бомба ставится, времени предостаточно. И 2 игрока с банана будут идти у ВП Prodigy. Напоминаю, что Шеди на 1% здоровья, и здесь Лайтнинг должен, по сути, даже 2 убить. Но нет никаких гранат на удержании установленной пачки, зато на ретейк целых 2 смока у Шейди и у Денизеры все-таки присутствует. Поэтому прямо сейчас их и нужно обязательно раскидывать. Есть примерное понимание о том, что кто-то будет выходить именно с банана. Есть также информация по Денизере, пытаются как-то промутиться. Ну по одному, блядь! Лайтнинг забирает. Ребята, ну ёб твою мать, вы... забирает. Зачем? Я не понимаю, зачем? Он закрывает у вас одного, у вас остается 2. Зачем вот это делать? Блять, мне даже интересно, у них что-нибудь было еще? Нет, у них был только смог. 1, 2 и 3. Зачем? Зачем лезть туда? Ужасная ошибка от ВП Prodigy. Gun5 крайне стабильные красавчики. Ошибок. Да. Первое место, ребят, напоминаю, 400 000 рублей. Конечно. Не стоило, эти ошибки нужно обязательно учитывать. Как говорили классики, Александр Сергеевич Пушкин и опыт сын ошибок трудных. В данном случае, конечно же, желательно родить этого сына побыстрее, все-таки, чтобы как-то обучиться по фасту, да, в рамках этого Best of 3 или в рамках, как минимум, этой первой карты. Промутился тут Excel, очень классно будет выходить, возможно, в спину. Антох, через в паузу церковь. сейчас, ладно, Мы скажу? ожидаем своих тиммейтов. Хорошо? Также на подмоге это будет выход 3+1 с плитом под точку Б. Антоха в силу нынешней сегодняшней обстановки, то, что по косарю всего вход для девчонок, он дает $120. Ну, давайте, ладно, хер с ним, это... Ну, 10, ладно, будет инвайтов для девчонок. Окей, сейчас сделаю пост.
Изи. Прожимать, нужно лайки под трансляцией. Без Б. Hard Games, Hard Play обязательно жмите пальцы вверх. И давайте так сделаем. Если на канале Hard Games вы сможете добить 2000 лайков, то сразу в чатик летит промо на CSGO Run на 25 центов. И кто еще не зарегистрирован, обязательно переходите по ссылке под трансляцией. Промокод HARDCAP8, промик к депозиту плюс 20%, пользуйтесь. И здесь ВП Prodigy ребят, на основную трансу прожмите лайки. Пробовать. Кто не подписан на Hard Games, тоже подпишитесь. Которые конечно. при этом... Не боните палец вверх. Gun5, но все равно хочется на пике соперника показать себя не хуже. Тут не то, чтобы возвращаться на карту Инферно, тут хотя бы начать карту Инферно, потому что возвращаться, как правило, к чему-то, а здесь, ну, как бы к ничему возвращаться, по идее. Лукас, 3 этого явно не очень и очень мало. И Ксиэло на плюс В выбегает сейчас под флешку Лайтнинга, делает фраг. И Денис Зера уже лишь история раунда под номером 8, который вернется в человеческом обличии и переродится после респауна на следующем раунде под номером 9. Шейди очень красный, 25 хелспоинтов, ну, то, что он является снайпером команды, ну, наверное, это не так критично, чем если бы он выполнял роль какого-нибудь люркера, танка и отыгрывал через рифлу. Очень интересно посмотреть сейчас за Антоном Супре, ведь 9 на 4 идет игрок и может вскрыть апленд вместе со своим тиммейтом Лобикусом, который выйдет, скорее всего, с бойлера. Здорово, кролика, я не помню может как. быть некая поддержка от Лайтнинга и Финника на Не супер какой-то фермак. На выход, не знаю, Лобикус брат. знает уже про двоих, и Супра должен убивать. Я не помню Первый даже падает откуда. пушка, второй Самфинг выживает, но Лобикус быстро трейдит, и все. Это выход на пустое А. Gun5 пока без шансов просто соперника уничтожают. 7-1, и за Шейди должны пойти выбивать. Маршал Мэттерс, он же а.к.а. Слим Шейди, ну, достаточно худачный. Это в одну калитку. Я думаю, что сейчас их запаровозят просто в одну калитку и все. Всеми правдами, неправдами. ВП устали, мне кажется. И уже перенести его в рамки следующего раунда. И очень хочется уже, конечно, ребятам, представителям Gun5 выбить тот самый авик. Сейчас такой стрельбой точно. Информация. Время еще, пока пачка дотикивает, тоже имеется. Хотя, ну, я не знаю, не так, чтобы быстро вообще хотят выбивать и, видимо, как-то оставляют эту самую возможность отыграть со снайперкой ВП Prodigy в следующем раунде. Чатик, пишите, за кого болеете, потому что две команды представляют ЦИС-регион, по сути, и здесь действительно мне интересно узнать ваш... От Антохи еще плюс 3 девчонки, окей. Окей, сейчас, ну сколько будет, столько добавим. Окей. Очень даже неплохо, ребята. ВПшки, по ходу дела... Со второго места в очень жестком 3 раза, да, было обыграли Инсилио в матче за плей-офф. Или же за ВП Prodigy, да, которые... Это за какое место? Это финал? Также со второго места вышли, обыграли 2 раза Spirit Академию и... Финал. В принципе, именно на ХЛТВ стадии в плей-оффе показывали себя тоже достаточно круто. Команды играли, если что, уже сегодня, Best of 3 серии. ВП Prodigy одолели. Блин, я как зашел, а там реально крутая, душевная, большая семья. Я тебе говорю, там очень крутые ребята. Реально крутые. И причем по разным интересам. 1-2, нет, здесь... Я думаю, что они просто подустали, Prodigy. Мне понравился комментарий играют, в чате, там, Джинкс, что ли, на комментаторе. Нет, друзья, это не Джинкс, ну, если вы имели в виду меня, то это Кракен, если моего коллегу, то это Хэнди, поэтому будем знакомы с теми, с кем еще, в общем-то, не имели возможность познакомиться, ну, а Джинксу, естественно, большой привет, очень люблю его контент в этом плане также. 9-й раунд стартует прямо сейчас, кроме авика, по большей степени, боевых единиц толком-то и нет того самого авика, а вот и Финниган здесь, конечно же, мега хороший. В плане очень важно, конечно же, прострелить, возможно, Денизеру. На лоу хп он остается максимально красный. 9 хелспоинтов и прочекать, увидеть его, и все, фраг снова, и считай, как бы дробовик, ну, грубо говоря, себя купил. Еще и Самфинг дал килл по Колька, согласен. Казалось бы, что провал для ВП Prodigy и в этом просто. раунде, но каким-то образом они смогли найти 2 размена, однако стоит еще... Ну, подустали, да-да-да, это вот из той, как из правильно того. сгруппироваться так, чтобы взять заветный второй. Но это, видишь, первый их турнир в этом составе. Вообще первый. У них даже еще статистики нет на Shell TV, по-моему. Будут держать свой путь на А или на Б. Они дошли и туда, далеко. и туда, на самом деле. Но ВП Prodigy стакают Б-плент и, похоже, дело не угадывают.
Ну, слушай, тут такая история, что не по большей степени как будто даже и не готовы были угадывать. То есть они такие, мы в случае чего будем сейвить. Если на нас придут, то окей. А так в целом как бы хантить какие-то фраги, разыскивать, там, собирать информацию. Я тоже думаю, особо Далек. пацаны, видимо, и не хотят. Хотя, с другой стороны, ну, next round это Поль, будет да. полноценный, да, поэтому как бы что тут сейвить? Нову, да, окей, там фраг Денис для себя. Так, ладно, окей, пока я не забыл. Давайте, ладно, хрен с ним. Раз уж такая у нас свистопляска пошла. Окей. Привет всем. Ребята, у нас такая случилась очень интересная сейчас история. В закрытую телегу, в общем, ребята задонатили на инвайт 13 девчонок. Ну или 14, ладно. Короче, все, кто хотят, неважно, там смотрите канал, не смотрите, там подруги зайдут ваши, еще кто-то, 18+ строго, пишите кружочек, обычный просто с телефона, хочу в закрытую телегу. Маз добавим. Го. В комментарии поехали. Сабинка сейчас там отсеет. Первый инферно, кстати, по-моему, в рамках вообще Hardplay Cup 8. Просто чтобы потом не было, там забыл, не сказал. Если брать еще групповой этап, то там был Анубис и Мираж. Поэтому, может, действительно, инферно просто вот по пикам так не сложилось. Не, вообще забей, в одну знаю, калитку Ну, игра. с одной стороны, может быть. С другой стороны, ну, я не верю. То есть Сабин, Инферно это тоже 14. такая карта не сверхновая, что ли, не такая карта, 14. которую ты можешь прийти и Девочка совершенно именно. ничего здесь не показать. То есть, грубо говоря, опять-таки, в моем понимании, какой-нибудь оверпас, какой-нибудь нюк, вот КТ-ориентированные карты максимально, вот они, в свою очередь, являются этакой сигнатуркой, потому что ты к ним банально можешь не подготовиться. А вот условный Мираж, опять-таки, максимально, грубо говоря, куда еще пришло Инферно, вполне себе даже неподготовленным что-то ты должен здесь показывать. И Gunfight, естественно, показывает вообще порох в пороховнице, действительно, да, и тут мало не покажется. ВП Prodigy напротив, тут как-то в роли догоняющего. Ну и так, опять-таки, а догонять-то что? Кого догонять? Тут такой разгромный счет. Ну, 8-1 это Пошли в одну хаешки калитку от вообще. Фингана и Ксиэлло. Очень много урона, кстати, успех. И при этом очень хорошо зашивает Финниган тачку. Хоть и 3 опорника Устали, на я базе тоже Б думаю. у ВП Prodigy, все равно ВП кажется, просто устали. что они вот-вот развалятся. Уже один тех перерыв красный был очень игрок хороший у остался после Gunfive. гранат. И если какая-нибудь флешечка залетит от Лайтнинга, допустим, да, моментальная, и при этом Ксел откроется и убьет кого-то, то А это ты не тот будет чувак уже из Артем Вульф. 9-1, и там останется всего лишь, представь себе, 4 до победы на первой карте. Да, это очень-очень страшно. Кус явно это не устраивает положение вещей, поэтому делает для себя энтри фраг. И второй фраг всего лишь за все время карты для Инферно. Ну и Шейди тут, в принципе, не отстает от своего тиммейта. Вышеупомянутого и уничтожает тут уже Ксела. Падает тут Супра, Тойота не заводится. Но также отлетает еще и Ловикус. Лайтнинг остается последний. С горем пополам, невероятным каким-то образом. Я даже, в принципе, толком-то и не понял, как. Но ВП зарабатывает второй поинт себе в копилку. Не знаю пока, можно ли говорить о возвращении в игру. Можно возможно, без кружочка, просто Поле. случайность, Ну, да. любой но простой Gunfive даже здесь запиши, ошибались, господи. конечно, и Lightning Ставь 2 уходит секунды. на сейв по итогу. Просто Друзья, чтоб, ну, напоминаю, фейков не было. что когда Только будет для этого. 2000 лайков на канале Hard Games, на трансляции нашей основной, то сразу в чате Егор отправляет вам промокод на CSGO Run на 25 центов. Если вы еще не зарегистрировались, то обязательно по ссылочке переходите. Также промик есть Hardcap 8, который дает бонус к депозиту 20%. 10 раундов позади. До конца первой половины остается всего лишь 2 Я раунда. думаю, Смогут будет вообще Gunfight просто здесь в одни устроить ворота. полный разгром и взять 10, как думаешь? Ну, хотелось бы верить, но верится с трудом. Есть один известный блогер, как раз-таки знаменитый именно этой фразой. Ну, с другой стороны, как будто бы, кроме веры, ничего и не остается. Но нужно правдами, неправдами обязательно добить 4, потому что уже как-то именно с этого, со свапа сторон, с выигранной пистолетки ВП там смогут что-то либо показать. Если Gunfive, да, Five, в принципе, здесь будут также доминировать и закончить 10-2, как ты и предполагал, то, возможно, уже камбэк, кстати, не стоит.
Так, а здесь Кусми уже на грани дуэли, обновляет пока дым, но Ксиел открывается потихонечку. И здесь его наказывают, при этом дальше заживает Кусми вместе с Денис Зерой. Огрызаются. Лайтнинг вроде не подставляется, но надо играть Gunfight, где-то надо найти размен. Возможно, Ловику с бойлера выйдет и сможет прописать хедшотик по двушке, или же поймает Шеди, пока не ясно. Либо же совсем наоборот произойдет, да, и ВП найдет еще один энтри, тогда будет вообще ужасно. Супра забрал самфинга и дальше пробует играть сапсов, но Ловикуса и Финнигана отправляют спектаторы. Супра пытается просто в соло вытащить, но это очень сложно. Двушка падает, 2 в 2, секундочку. Смока... Смок есть на малые? Идеально. Слушай, ну так здесь можно реально 9-й забирать. Ну да, вполне себе, главное прочувствовать. Бля, кто спрашивает по поводу подруг, я только что же говорил. Пока, да, можно. Просто пусть зайдут в телегу, в комментарии и отправят кружочек, все. Типа, не обязательно быть, блядь, подписчиком канала. Ну, конечно, это зашквар не быть подписчиком канала, но... Типа... Однако ситуация выравнивается 1 на 1. Супра прекрасно понимает, где находится Денизера. Денизера, в принципе, также, но вот это пик. Вот это молния Маквин. Просто действительно на этот раз Тойота завелась. И реально, у нас есть Феррари, да, вот в КС комьюнити. А это, судя по всему, Супра пик был. Челик в комментариях пишет: сексист. Ну, точно сексист. Опять только дам. Долбоебы говорят, работяги задонатили. Приглашают девочек в закрытую телегу. Чувак пишет: сексист. 2 отца, хуля. Команду Gunfight и ее фанатов. Я здесь. Ну и теперь посмотрим, заберут ли ребята 10-й, чтобы совсем уничтожить оппонентов. 2 ВП играют в ВП Продижи. Денис Зера встает под Б, при этом Шеди остается в центре. И смотри, как активно играет. Но Супра снова пикает и забирает его в голову. Двушка разменял, но все еще 4-4. Шансы есть хорошие для Gunfight. Это только самое начало, тем более 12-го раунда, поэтому здесь нужно доигрывать и доигрывать очень аккуратно, потому что раунд все-таки в любом случае последний. Либо 9-3, трехкратное преимущество, либо 10-2, что тоже очень и очень круто и много по раундам для команды Gunfight. Есть еще один фраг по игрокам атаки. Можно здесь немножечко захалдиться и выйти, возможно, по банану, даже по точку Б-плента. Но по опорникам сила, естественно, здесь устаканилась. 2 опорника по точке А и 2 опорника по точке Б, что легко логично. очень. Добавлю. Нужна флешка на главку и выход какой-нибудь от Лайтнинга, например, с Авиком, да, может хорошо отпикать вместе с Ловикусом, при этом байтит Ксиелу на банане и потихонечку возвращается к своей команде. Ну что, сможет ли здесь двушка принять всех? Смотрим, Ловикус падает и дальше не идет отпикать, посмотри. Наоборот, уходит плент, играет максимально закрыто, и это хорошо для ВП. Бля, неужели зацепится? Это вселяет надежду на 3-й раунд, тем более есть Lightning и Ксиела. А самое забавное, денег-то нету у Gunfight. Это выиграть. Но смотри, Ксиела делает фраг по самфингу, двушка на гефоне падает, но сделал он все-таки фраг перед смертью, да? Однако Lightning может быстро убежать под апсы, к примеру, либо занять пески и просто... Мальчиков тоже ждем в закрытую телегу. Очень отчасти так что... я думал, что он все-таки свапнет не только девайс, девочек, но и всех. Калашек. С другой стороны, он остался все-таки верен именно своему девайсу, в лице АВП, и, возможно, так оно и к лучшему, хотя, судя по всему, сейчас не очень хорошо, потому что его банально запушат. Да, 3-й раунд Ваше мнение для какое? ВП. Ну, не знаю, можно ли поесть, конечно, и продолжить именно фразу в таком ключе. Больше нет, чем да. И... Не-не, я понял, что смена сторон. Я говорю за то, что... как вам сказать? Будет ли вот этот раунд таким небольшим... как же это правильно? Небольшим таким к моральке. Нет? Или да, или нет? Идет только уже после свапа сторон. Какой а ведь сейчас они за КТ будут. Да, на самом деле Кусме, двушка, да и у Ксиела тоже 3 показатель в рамочке пинг. Пистолетка важна, да. Довольно серьезно. Для Gunfight, мне кажется, если что-то хотят ВП сделать, пистолетка. Если Gunfight выиграет пистолетку, все, вторая карта сразу. Знаешь, вот это вот расстояние 6 раундов, ВП его могут отыграть на раз-два. Просто вот начав хорошо сейчас за Т-сайд. И, естественно, там первый закуп, если заберут... Девчонки, напоминаю, еще 4, наверное, осталось кружочка. Можете записать 4, там, наверное, 5 даже. Записывайте последний самый пост в телеграм-канале Heart Inside, кружочек.
и вас добавят в закрытую ТГ. ВП Prodigy, Бесплатно. потому что поддержка Спасибо, Антохе, ваша ребята, им дорогие. очень и очень нужна, особенно как раз-таки для ВП. Ну, сами прекрасно видите по счету и сами все прекрасно понимаете. Gun5 стакнулись вчетвером под точкой А плента, оставили соло-опорника Ксела под точкой Б плента и, возможно, даже угадают, если ВП Prodigy продолжит пропагандировать свою атаку именно под А-сайт. Супра уже готов принимать вместе с 3 своими тиммейтами. И это будет очень интересный врыв. Смотрим, друзья. Финниган ХЕ скидывает, но все летят с Больдера. Супра 1 килл только дает. Финниган еще подразменял тиммейта. Лайтнинг отпикивает главку, но не получается найти хоть кого-то. 3 в 3 ситуация. Финниган уходит на релоуд и стоит глубоко в планте. У ВП Prodigy есть возможность развернуться под Б. Тем более у них погиб 1 игрок. Посмотрим. Ну, Шейди, судя по всему, не будет никуда, в общем-таки, отворачиваться вместе с тиммейтами. Есть небольшая сейчас перестрелка, и, возможно, центр все-таки будет закрываться. Вдвоем, ребята, ёпта, вы вдвоем стоите, блядь, втыкаете в эти. Но вдвоем вы стоите, блядь. Ты же сказал, что ты шаришь, блядь, за Инферно! Потерялись. Gun5 немножечко отдают. Не критично. Блять, не знаю. Ой, эти, блять, господи. Блять, вы, короче, поняли. Gun5. Победить на своем пике. Да, напоминаю, что дальше у нас Мираж. И третья, если такая будет карта, это будет карта Анубис. Да, не без Анубиса. По итогам у нас Hardplay Cup 8 заканчивается, но тем не менее, друзья. Супра готов с Ловикасом уже принимать мидл, тем временем падает Шейди, падает Кусме. Ой-ой-ой, как все жестко. Но здесь на эко получилось достаточно легко у Gun5 все сделать. Это 11-3, друзья. Ну и напоминаю еще раз, что осталось всего 200 лайков добить на канале Hard Games, чтобы промик на CSGO Run на 25 центов инста в чат полетел. И вы его все залутали, конечно же. 1800 да. Там сейчас, надо 2000. Поэтому, кто, в общем-таки, не сделал этого прямо сейчас. Сабин, спроси, что за фризы, блядь, у Ютуба или на Трансе? Почему так фризит Транса? Причем голос комментаторов есть, а Транса КСки фризит. Что там, блядь? Являются победителями безапелляционно. Они забирают если буквально каждый раунд, да, катком проходится по своим оппонентам. И ВП Prodigy ничего не могут сделать. Ставили паузу, не ставили паузу. Вот с тобой мы тоже этот момент обсуждали. Как будто бы где-то, я не знаю, похоже ли это на тиль, но вот как будто бы где-то вот этот вот тумблер щелкнул, и ВП такие, все понятно с этим Инферно, go next. Спасибо, родной. Ну, надо бороться до конца в любом случае. Конечно. Здесь есть возможность камбэкнуть, пока нет 13 у Gun5, но Супра делает энтри, подбирает калаш сразу, и дальше может с него еще находить парочку фрагов. ВП просто не понимают, куда им идти уже. Смог на банане валяется, не пройти, да, сквозь него, потому что там контролирует все Ксиело и Финниган. И в то же время под А-базой 3 опорника целых. Спасибо, бро. Очень это сложно так играть. Целая минута остается еще в запасе. Игроки ВП Prodigy, ну, понятное дело, здесь, проигрывая этот раунд, наверное, все-таки отдают эту карту своему оппоненту. И, ну, в таком случае, в принципе, все отчасти логично становится, потому что это первая карта, до Инферно, это выбор команды Gun5. Это стоит все-таки держать в голове. Дальше будет Мираж в любом случае. Анубис на десайдере, также по мап Вета. Ну и, да, мега важный раунд. 35 секунд остается в запасе до завершения раунда под номером 15. Есть информация сейчас по Супре. Очень больно. Получает он дамаг 2 хелспоинта. Остается у этого парня. Но жить-то как-то надо. Ловикус также. Пока что никого, может быть, и не ловит, но собирает информацию. ВП Prodigy. Времени очень-очень мало. Прямо сейчас надо открываться. Шикарная флешка. Антон, забей. Супры. Можно давить, додушивать всех своих оппонентов. Есть. Сексист, за него в ресторане двоечка будет платить или пополам? Тьфу, бля, иди работай, чтобы закинуть 3К и зайти в чат. Я не знаю, забей, да это похуй. Сейвит свой калаш. 12-3. 4-кратное преимущество команды Бустера. Как-то очень быстро, на самом деле, все проходит. И это может стать, на самом деле, самой быстрой картой
по счету в рамках Arcplay Cup 8, потому что я помню только, что 13-4 у нас какая-то карта заканчивалась, хотя сегодня, по-моему, 13-2 кто-то выигрывал. Кажется, вот в матче Gun5 Entropic, да, там Gun5 Overpass закрыли 13-2, так что, ну, одна из самых быстрых, скажем так. Это да, возможно, так и будет. Как минимум, возможно, последний раунд мы прямо сейчас и посмотрим. Something, ну нужно сделать, ну что-нибудь, как-нибудь, я не знаю, свой уже никнейм реализовать. Do something, сделать что. Такие игры просто как для зрителя крайне скучно смотреть. Просто абсолютно однокалиточные. Я не знаю, ну хуй знает. Прям такое. 3-12, сейчас 3-13, скорее всего, будет. То есть прям, ну, блять. Не знаю, как-то хочется какую-то борьбу посмотреть, там что-то какой-то, да, движняк. За красивой игрой какие-нибудь раскидочки, еще что-то. Вообще пиздец в одну калитку игра. Возможно, Без третьего шансов. также. Концовая история -4. Эх, был бы эйс, было бы классно, но и без этого ситуация, конечно, не менее классная для Gun5. Ну, просто до свидания, можно сказать, VP Prodigy на Инферно. Ожидаем, конечно, от них гораздо лучшей игры на Мираже, но, опять же, Gun5 в какой-то просто нереальной форме, и они, видно, заряжены забрать гораздо... И они, видно, заряжены забрать гранд-финал этого турнира. Я напоминаю, что первый... Это у меня только минус танца? Нет? Ну, вот здесь похоже уже на YouTube. Бля, как он заебал, а? Хоть бы, блядь, я говорю, писали, что тех работы. Мы бы перенесли. получает 400 тысяч рублей, второе 200 тысяч. Ну да, в принципе, серьезные такие капитал-вложения. Но в любом случае, первая карта выстраивается небольшим таким очень приятным. Это Мираж стрелковая карта, Мираж дефолтная карта. Да. Мираж, в принципе, и Gun5, и VP Prodigy, особенно все-таки Мираж это пик последний, Мираж. должны как-нибудь показывать себя очень и очень хорошо, да, но опять-таки Очень. этому... Сейчас вот очень похоже на YouTube было. Ага. Вот сейчас очень на YouTube похоже лаги. Давайте еще так же. Так, здравствуйте всем опять. Мы у вас на экранах вновь опять. Посмотрели первую карту гранд-финала с Дамиром. Сказать немало, что можно. Gun5 просто проехались по ВПП. Это самое-самое... Здравствуйте. У нас технического характера проблемы. Продолжай. Все хорошо, окей. Мы посмотрели самую быструю карту в рамках этого турнира. Самая быстрая. 3-13 был итоговый счет. Хэнди отмечал по ходу карты, что еще были матчи ВП и Авроры, где был счет 5-13, это было сегодня. И Gun5... Мне, говорит, борща дайте нахуй тарелку. 13-4, но так, быстро не играл еще никто, как сегодня. Ой, как блядь. сейчас сыграли эти командные Господи. Инферно. Дамир, есть что добавить? Да, есть. Я думаю, то, что это был пик Ганс. Еще потому, что, насколько я помню, я, возможно, ошибаюсь, что некоторые Мне два игроки борща. не очень любят эту карту. Еще в Картошку Go-версии, к фри. тому же в CS2 она поменялась. Так как достаточно молодой состав у ВПП, он собрался лишь в июле или августе. И они как раз попали на выход новой игры, то есть особо они натрениться и в Go не успели. Вышла новая игра, и нужно, по сути, много чего нового набирать, по новой тренировать карты и так далее. Возможно, менять позиции. Также ВФП меняли игрока, у них до этого был Совальон в анонсе, но сейчас за них играет Александр Двушка по неизвестным мне причинам. Поэтому я думаю, что Инферно, да, не в их копилку, я думаю, просто не успели нормально подготовиться на карте, потому что Супер просто ходил в псы и разрывал. А псы это такая зона, знаете, Не успели супер просто подготовиться. базовая, в которой нельзя ошибаться КТшником, но Супер просто ходил и набирал там кучу фрагов постоянно, и при поджимах Мне кажется, я сегодня в такое дерьмо нахуячусь, стояли блядь. там на балконе в яме, все равно Знаете, Супер находил их и наказывал. Ну и я стал замечать одну вещь. Я не знаю. Обращение ко всему чату. Неважно там,
откуда, как вы меня смотрите. Вот вы мне скажите, вот у вас бывает такое, что вот все хорошо, так? Ну, все ровно. И такой момент, когда начинает, ты такой, вроде раз такой, все нормально, раз ты такой тебе хуй, такой говоришь, о, прикольно. Такой раз еще один хуй. Потом раз у тебя, блядь, уже из очка, такой, ну, отовсюду хуи. И такой хуй, везде одни хуи. Я к чему? Переводя с уебанского на русский, я так понимаю, или это конец года, или это просто стечение обстоятельств. Причем, знаете, что самое забавное, что как бы вот эта хуйня, она прям перед переездом. Вот прям вот перед переездом, вот буквально, то есть я понимаю, что вот день, два, три, все, вот у нас прям, я говорю, коробки стоят, там завтра работу я принимаю, рабочие уходят из студии, все там, как бы потом дальше клининг, хуининг, там чистка, завоз нового оборудования. То есть я понимаю, что где-то еще на неделю растянется, но я уже могу начать оттуда стримить. И я как бы сижу такой, сегодня весь день пиздец. Вчера поменьше был пиздец, сегодня вообще фатал, анал, penetration, дабл, все как мы любим. Я такой сижу и думаю, но при этом, еще что вспомнил, я понимаю, что сейчас в силу определенного, да, количества обстоятельств хуяк, и все закончится. То есть я понимаю, что сейчас вот наступит то, о чем я мечтал. Без уточнений. То есть я понимаю, что вот сейчас вот мы прям вот раз и приходим. Понимаешь? Вот мне одно интересно, у всех или только у меня такое? Undertaker. Тема была, да-да. Было. Добавлю, хорошо. Сделаю, родной. Миралик, не выеживайся, Антон Андреевич, ну, уважаемый человек. Да. Сразу членом не надо махать, пока хотя бы она не заснет. Ну так вот. Я к чему веду? Я веду к тому, что, знаете, вот все везде разом. Даже там, откуда ты не ждешь. Блять, и у меня такой переломный эмоциональный момент. Я как бы сейчас хочу взять телефон в руки и как минимум позвонить в 2 места и душу выебать людям. Просто прям в хламину. Но я понимаю, что вот все, что происходит вот в последние дни, я такой тянусь у меня к телефону, да, вот потянулся и такой, я говорю, блядь, вот сейчас будет заебись. И прям я понимаю, насколько это заебись будет. То есть все мысли, все идеи, все, что мы хотели с Мираликой, да, встретиться, наконец-то там с ней, с ее подругой. Вот. Причем мы начнем вот этот вот bad trip, знаете, с чего? Мы встретимся с КамАЗом и наебашимся. Наебашимся так, чтобы, понимаешь, ну, чтобы как положено, чтобы попасть, чтобы нас задержали, чтобы все везде было оплевано, облевано, все везде, да, ну, чтобы стыдно было. Понимаете, вот иногда, мне кажется, такое надо. Раз в миллион лет, чтобы прям, блядь, знаете, где-нибудь по каким-нибудь местным этим подслушано там в каком-нибудь очке показали, да. Почему-то вот, Полечка, да, вот ты права. Угу. Бля, у нас девки умные, меня прям это даже пугает. Хорошие сучки, а? Хотел сказать, на всех не хватит, но это очень сомнительно. Вот. Поэтому да. Я понимаю, главное, знаешь, у меня нагрузка разом нахуй вся заканчивается. То есть мы во сколько вчера стрим закончили? То есть я первый раз понял, что я
перестал спать из-за эмоций. Бля, это пиздец. Представляешь? Я перестал спать, потому что я нервничаю. Я волнуюсь, и эмоции неплохие. Прикинь? Они неплохие, они не... Рамзес, сучка, а? Все, подсидел? Эмоции хорошие. Я говорю, вот оно, блядь, вот оно. И сегодня, знаешь, такая прям черта в разных, ну, в личной там, в направлении, да, там определенные вопросы были. Прям такая хуяк одна черта. Бах, блядь, время проходит, сегодня бам, блядь, вторая. Я такой говорю, господи, спасибо, блядь, спасибо. Вот оно, вот ответ на все мои вопросы, вот он. Вот прям перед самым носом. Поэтому мне сегодня кто-то писал на стриме, что делать. Причем девчонки даже донатят иногда вне стрима. Кто донатит, я это тоже читаю. Мне пишут, Леш, я там вот поссорилась с мальчиком, что делать, как делать, где делать. Отпустите все ситуации. Чуть-чуть отпустите их. Забейте вот хуй, и просто вот иногда вот нужно взять небольшую паузу в полдня, в сутки. И жизнь, она так все расставит, либо все сойдется и слепится, неважно, что это работа, дружба, общение, блядь, личная жизнь, либо все это нахуй расклеится. Нажраться в сорокотень, в дупеля, чтобы обнулиться, чтобы печень встала и сказала: браво, ребята, браво. Блять. Тоже как вариант, кстати. Но не выход. Балдеж. Надо пока тяночек добавить. Эти. Бля, павук. Сейчас, пока Сабинка там добавляет из телеги. Ребят, я напоминаю то, что в телеге, в самом последнем посту, Сабинка пишет, я 8 добавила. Девчонки, давайте поактивнее, кружочек запишите. В самом последнем комментарии, который в Heart Inside, самый последний комментарий, просто записывайте кружочек, напишите, что хочу в закрытую ТГ. Вот. Все, кто просто наспамили свои пиздаки и пустили опиздохуительные шутки, по сутки выдаем муты. Можно еще пизды им дать. Там тоже как вариант. Зачем мешать? Ну, не надо мешать. Люди же добавляют там все дела. Так. Поехали. Телегу можно, чиня? Легчайший. Прямо сейчас вы уже там. Одну секунду. Личку, главное, открывайте, чтобы можно вас было инвайтить в группы. А то я сейчас начну. Бля, сколько нас сегодня в телеге. Вы прям как шарили. Все активно начали добавляться именно вот сейчас. Почему? Потому что у нас не за горами встреча телеги. Вот это заебись. Так, татарку добавляю. Есть такое. Самый главный позитив. Как только начнется вот эта вот хуйня, сразу бан нахуй. Причем не важно кто. Девочка, мальчик, сразу бан нахуй. У нас там только позитив. 11. Сабиночка пишет, отчиталась. Умничка, дочка. Нихуя себе кролька, блядь. Понял, принял. Так, кавабанга я, по-моему, добавил. Нет, не добавил, сейчас добавлю. Бля, сегодня немеренное количество людей. Очень спасибо за подарочную сабочку. Мое пожилое почтение. Так, добавляю, ребят. Добавил. Заходим. Обязательно кидайте вам что? Правильно. Фотокарточку. Можно старую, можно новую, там по желанию. Добавляете, пишите, с какого вы города, ваше имя, род занятий. По желанию можно в общем написать, можно напиздеть, все как вы хотите. Вот, и что еще? Да и в принципе и все. Конец. Возраст тоже как в кайф. А ты там чекаешь? Не, Сабинка добавляет, она смотрит. Сабинка добавляет, да-да-да. Все в порядке, да. Кружочек и вперед. Так, ну что, поехали. Вторая карта.
микрофона по-прежнему Хэнди и Кракен. И нас Спасибо, ждет, Сабина, я умница. надеюсь, что очень Спасибо, интересный дорогая. драк, по крайней мере, поинтереснее, чем Инферно, ведь там был просто разгромный счет. Такое чувство, что нужно просто взять и отпустить эту историю с Инферно и дать якобы... Локтор, в смысле, я тебе добавил? Вы стартуете с Миража. Секунду, сейчас иду. 0, Best of 3 встречи. Все, для вас, грубо говоря, пускай это будет первая карта. Сейчас. Локтар, я лох, добавил. Сиэло принимает, очень Есть. уверенно, первый минус есть по самому. Полная тишина. Возможно, финальная карта. Финала. Пачка пока стоит, 3 в 5, пытаются... ребята- Смотрим. Всем приятного просмотра, ребята. Игра за первое место. Или Супра, или двое. Денис Зерра, очень уверенно. Очень жестко, конечно, поставил 2 уверенных хедшота. С другой стороны, тут Лайтнинг крадется и падает. Не перестреливай сейчас Кусми, хотя, казалось бы, все шансы были на руках. Времени остается всего ничего, диффуз китов нет, и, судя по всему, нет желания уже геройствовать. Спасибо, Лопат. И как-то Спасибо. вытаскивать клатч, просто банально по таймингу не успевают. Ну ладно, первая пистолеточка отходит для ВП Продиджи. Напомню, что предыдущую карту у них Двушник не кидай, не получилось ошибешься, сыграть брат. от слова совсем. Со счетом 3-13 ребята проиграли, но сейчас Мираж — это их пик. И уж на своем пике ВП, ну, явно что-то должны показать. Ваше мнение? 100%, и уже Кто ребята угадает точный начинают счет? Хорошо, забрали ситуацию 3-5, но мне кажется... Подсказки. Мираж — это пик ВП Продиджи. Gun 5 — это бустера, стримера команда. ВП Продиджи — это вновь сформировавшийся состав, который прекрасно себя показывает. Очень хорошие опытные игроки. Ну, давайте, попробуйте угадать. Если, возможно, получится какие-то фраги дать. Ну, какие-то, да, не дефолтные Регард, пистолеты, добавлю. в принципе, прикольно будет. Там Сделаю. вырвать там, по галильчику или там выбить еще лучше автомат Калашникова у Денизера было бы прям вообще максимально круто. Двушку. Пригорел, услышали. Супру, конечно же, сгоняет. Внимание, сейчас, это выход А. насиженные Это позиции. выход А, здесь Двушка, 4. да, пытается здесь 4 его игрока прострелить, Gun с другой 5. стороны, того уже и след простыл. Прямой, рашевый, 3 фастовый КТ заход, будет он подсадка, аплента, подсадку поэтому пока мутят. что без Опа, проблем ебальничек. забирает. Раз, Компания сейчас на Сити. Есть улетел. информация, есть понимание, что на КТ находится, может быть, кто-то еще. Ну и в принципе, да, Пойдут ли изначально, выбивать? наверное, также это все и планировалось. Голова и инфа будет есть. выходом на 2-0. Все, ушли. Чатик, не забывайте лайки проставлять на канал Hard Games, потому что совсем скоро промокодик на CSGO Run на 25 центов в чат Ребят, полетит. самое Обязательно главное, обязательно проверьте подписку на канал Hard Play и Hard Games. Это лучшая поддержка. Палец вверх и подписка на канал. Спасибо вам, друзья, огромное. Я буду и дальше стараться делать не менее пиздатые, качественные, крутые турниры. Спасибо. падает. Однако добил финика, неплохо. Плюс фармилочка, да, еще будет. Ну, подобрать, да, подобрать. Бурка, не понял наверное, вопроса. Что-нибудь здесь, либо, в принципе, остаться на Не понял. своем недефолтном пистолете. 5-7, по-моему, был у него. В принципе, неважно, все равно сейчас эмки будут закуплены. Что, намечается и третья уже карта, так нет? оно и происходит. Да, легкие арморы. В угоду того и отсутствие диффуз китов, хотя, ладно, все-таки одну пару щипцов купили, но, опять-таки, в угоду того, чтобы закупить хотя бы какие-то гранаты. Да, на данный момент экономика, да, на стадии формирования, и закупаться, не имея там в запасе там, со вторыми арморами, но не имея в запасе хотя бы каких-то гранат, это было бы преступление. СМИ врывается очень хорошо пока на аплен. Подходит. Сань, блядь. Пробует залететь на 4 хп. У него всего лишь атака сносит. Сопро подбирает его девайс. Двушка накрыл лайтнинга. Слушай, ну, Медведь на самом деле смотрится пока очень даже хорошо за атаку. Ну, вполне себе и очень уверенно, я хочу сказать. Они заходят, опять-таки. Я не могу не прочитать этот шикарный донат. Да, отпусти, говорит, все ситуации. В меня вчера блондинка въебалась, на красный проехала. Я левую руку вывихнул из-за нее. Отпускайте, да. Хорошо, что машина не моя и со страховкой. Я ее голову сегодня в правой руке держал. Щипцы и Не, какой-то но стак гранат подожди. суммарно на команду. Ну, Всё вопрос это будет решен. уже необходимо для Ситуация победы отпущена. в потенциально следующем Всё нормально. раунде. Двушка будет, Ну? кстати, открываться вместе с тиммейтами. Вот это реакция, конечно. Вот такого двушку мы любим. Вот такого, возможно, и не хватало. С другой стороны, Иксела максимально все равно уничтожает. Ну, отпустил он как же двушка, реакцию. так и его Нормально. тиммейт. Часть сообщения забавная, ворота поменялись или как? На самом деле пока, ну, Gun 5, у них есть хороший шанс вернуться в игру, но если парочку еще таких отдадут, то уже будут большие проблемы.
Это правда. Поэтому здесь все-таки нужно гнуть свою линию, додавливать до конца и отыгрывать каждый раунд как последний для ВП Prodigy, Спасибо, родной. чтобы... Спасибо, глянем. Напомни, ладно, когда будем видос смотреть завтра? Половину своей Ладно? победы. И, ну, и Спасибо. как минимум, ну, как бы, смотри, тут они уже заработали три раунда, да? Не как бы в угоду сыгранного Инферно, но на Инферно было 3-13, и как бы максимум было 3 раунда, а тут уже как минимум присутствует именно эта цифра. Пытался там пожать игрок защиты, ничего там толком-то и не чё в ТГ собрал ник добавлю? по киллам, Спасибо. но зато собрал информацию. Тем временем. 4-4. 4-4 ВП заходят уверенно. Пиздец уверенно, жалко, что вдвоем могут здесь отсосать. В принципе, Ловикус, кстати, Отсосать, так скажем, пригубить могут. Опять же, вроде не подставляется больше. Молик в джангл Чуть-чуть закоцали, бомбы нет. Пиздец, как долго ставится бомба. Только что поставилась, стянулась уже трипла. Бретейк, в КТ очень важные дуэли. И здесь, кстати, Ебальник отлетает, зря двушка подставился. Вот это вот критическое может быть. И перезанимают хелпу. Посмотри, Финниган сейчас в опасности и может падать. Да, хедшот от Кусми. И дальше убегает в сторону стерсов. Теперь Шеди залезает на фаербокс. Кстати, совсем недавно нельзя было на им надо уходить, да, у них бабок нет. Теперь же пофиксили. Бабок нет. Но здесь уходит на сейв Gunfight. Смотри сейчас, если их накроют. Бля, это такой будет пиздец для Gunfight. Там еще один, по-моему, где-то бокс был, уж не помню. Если сейчас их встретят и заберут хотя бы одного-двух, это будет очко. Ну, вроде как все нормально. Но вот, да, сделали такую возможность, что... Ну, был определенного рода косяк. Gunfight не ожидали такого. Знаем по новостям, что там... Не ожидали. Высота прыжка была вообще не ожидали. Разная всегда, и сейчас вроде как модельку немножечко устаканили. Но вопрос, устаканит ли такой же счет для себя? Кролик, не обращай на него внимания, будешь моей. Я не знаю, я уже уже развитие именно Gunfight. Он Юра, да, это первая имя карта пограничное. была такая, не надо. максимально быстрая, фастовая и очень, может быть, веселая для вас. Но сейчас как-то, не знаю, отдавать, ну, как бы такую же монету, сегодня с тобой. получать Его себе нахуй. в размер. Это вопросы. Как, не знаю. Так, Лайтнинг пока мидл зашивает, но никого не видит на старте. Прикольный, кстати, Ловикус прострел. приходит еще на помощь. Ну, ВП могут на самом деле под флешечкой потом залететь секунд через 20. Пока немного перехалдить и выманить раскид у защиты. Под бэк, это причем за теров они так играют. И смог. И в принципе говоря, у Ксела не остается гранат. Если Россия. потом собраться Супра, под бэк, по-моему, то это Эстония. может, естественно, ВП Prodigy по-моему сыграть на руку. Пока из андера 2 игрока открываются понемногу. Возможно, дальше окно распикают или сделают буст. Обновляется дым сюда. Ловикус теряет очень много здоровья. 6 хп всего лишь остается. И вот подсадочка. Да, докинули там, по-моему, какой-то даже молик, хотя по-хорошему можно было кинуть там в Ловикуса хаешка, и хаешка наверняка бы решила исход его судьбы в рамках жизни на 5-м раунде. 55 секунд остается до конца. Ловикус все-таки ловит для себя по Кусми, даже будучи на лоу хп. Это действительно очень серьезная боевая единица. Супра, погибая сейчас от Самсинга под хорошую флешку от Шейди. Финниган все прекрасно понимает, это нужно читать, пропускает первого. Как вы, блядь, не чекаете? И понимаете, где находится третий. Вы нахуй чё, блядь, ММ играете? Казалось бы, не как можно между не чекнуть, блядь? Все на этом этот ёбаный сэндвич, блядь, ребята, ВП! Вы чё, настолько заебались, блядь? Очень хорошо 3 ставят, блядь, 3! В этом раунде просто идеально принял. Если хотите достойно выйти на 3-ю карту, я единственное, почему так усираюсь, блядь, потому что я хочу посмотреть 3-ю карту. Очень интересно составы, очень интересная игра, блядь. Но вот такие раунды отдавать, ну это просто пиздец, блядь. Деньги ну дефолтное, блядь, место, куда пикают в первую очередь. При этом есть еще калаши, но опять же, видно, что трудновато делать хорошие закупы. Да это не поверили Лёш, себя. Не гори. Я знаю, чего не гори, блядь? Конечно же, сейчас на стриме просто момент с непрочеком сэндвича как раз-таки он был таковым очень эмоциональным, но да, действительно. Да чего они, блядь, доводят меня? Уже ничего зараза, не поделаешь, блядь. Это дела минувших дней. 6-й раунд, вот что по-настоящему прямо сейчас важно. Кидается, в общем, хорошая такая. Ставится пачка. Тем временем или нет, не ставится. Финниган кастует отмену, однако Лайтнинг под него закрывают просто спокойно. Там Авик, прямая стрела, тут Финниган с головы вешает голову еще под двушки. Денизер остается последним игроком. Gunfight. Вот это, пацаны, газуют.
Включились очень хорошо и могут даже целую серию сделать как раз сейчас. Я все понял, блядь. Prodigy какой-то может Я быть все понял, очень нахуй. серьезный врыв по Пошла Б, друзья. пена, Ну блядь. и уже промокод, кстати говоря, на CSGO Пошла Run на пена, 0.25 родная. $, готов. Заходите все сейчас Поехали. на Hard Games, Егор уже спамит его и пишите плюс 0.25. Блядь, нужно срочно снять напряжение, этот пиздец. замечательный промик. Кстати, кто не Я зареган, ебу. переходите по ссылочке, естественно, под Я трансляцией. ебу, блядь. Первая пауза тактического характера А для почему? ребят команды Gun5 здесь ставится, потому что они говорят, так, ребята, нужно выдохнуть. Все, что у нас получилось, по факту Ну, всё получилось правильно. из-за ошибок ВП Prodigy, особенно вот 2 раунда назад, позиция между, да, там, Between, Sandwich, неважно. Так и так она называется в любом случае. А сейчас уже нужно целенаправленно выдохнуть, обсудить всю предстоящую историю, да, и вот эту вот ситуацию, и как-то доразыгрывать дальше, возможно, выходя на временный паритет по счету. Ну что, фристайм подходит к концу. Пока можем посмотреть еще также индивидуальную статистику игроков. На самом деле Финниган своим хайлайтом вырвался просто во фраг-лидера своей команды. И не видно совсем Супру на карте. Помнишь, как он на Инферно давал постоянно вентрикилы? Сейчас же 0-6. Но при этом команда на стадии камбэка находится. Ну да, поэтому, в принципе, скорее всего, просто он раскроется, но немножечко попозже. 7-й раунд, и как бы пистолеты, да, есть как бы Дигл, есть P250, и больше нет ничего. Ну окей, 2 флешки еще есть, которые нужно прямо сейчас прокидывать и не экономить, чтобы залетать именно прямым заходом по точку Б. А тут фарм-машина пошла, ну как, такая себе. -2, есть информация также по 3-му и по 4-му игроку. Дополнительный девайс будет подобран, и Денизеру очень страшно сейчас, нужно бояться и опасаться этого парня, потому что... Для чего пауза, блядь, берется, когда выигрывают? Ну, ёпта, может быть разные причины. Может, я не знаю, что, блядь, кто-то паузу попросил посрать, кто-то поссать пошел. Маловероятно, но все люди. Врывается уже Лобикус со стороны шарта, забрал Лайтнинг. Все, пиздец. Все нахуй. На этом игра закончилась, блядь. Все. Очко, блядь. Поехали. Уже могут вырваться вперед. Супра показывает нам свои умения. Кролик, скинь жопу, а в закрытую ТГ. Пиздец, меня все раздражает, блядь. Но это пиздец. Я очень, правда, хотел посмотреть третью карту. Очень хочу посмотреть, как они, ну, играли бы третью. Очень хочу посмотреть, какие у них заготовки. Была установлена, деньги и есть. Ой, бля. Есть также еще и стак из 5 калашей, ну, полноценно, ребята, заряженные, вторыми арморами, ну и, конечно же, огромным количеством гранат, которые помогут им, надеюсь, что взять самый заветный 5-й Меня добавили, раунд, да. в том числе Финниган. Вроде да. Поджимать, неприятная флешка, но там смог, поэтому Я тебя добавил. его особо там и не видно. Прокидывается неплохая хаешка. Финниган находится в топ-миде, и откуда, ну, в принципе, не собирается уходить. А зачем? Позиция ключевая. Только сейчас задумался, блядь, 23 года играю в Counter-Strike, в топ-миде или в топ-миду. Вообще мид. В миде. В миду. Блять. Пиздец, все, я в коме. Возможно, получится у него найти энтри, кто знает, минута 10. Ну, халдят сейчас и ВП, в том числе, не хотят знаю, таким правильно. образом проиграть полноценный байраунд, Топ-миде, потому наверное, что, ну, вообще. для них это станет, ну, возможно, даже и Мид, да, в фатально, топ-миде. да, потому что денег все-таки не будет, там и Короче, максимальный нихуя не бонус, знаю, и все но- такое, и как бы тут за Ладно, атаку окей. явно не сказать, чтобы что-то клеится, хотя, опять-таки, начало-то было бодрое, динамичное, классное, и выход такой вообще сумасшедший был на эти самые 4 раунда, но потом Gun5 как раз-таки прям включились и не хотят отключаться. Раскид дефолтный, естественно, заход также будет дефолтный именно под точку аплента, ну и Gun5 это прекрасно понимает. Ловикус, есть килл еще по Денизере, при этом Самфинг умирает, Супра может в дымы нашить и забрать игрового Я футбола, понял, в блядь. голову, О! и идеально просто сыграно, последний кусми остался красный, 4-1, это ровный счет уже на Мираже, Gun5 отыгрывает целых 4 раунда, при этом все равно пачку кусми поставил. Ну, хотя бы поставил плент, потому что, ну, в данной ситуации было сделать и это вполне себе очень... Лисица, да? Правда? Давай не будешь. Сколько там процентов, ну, вот все возможные проценты, потому что все, смог развеян, вижен получен, а где вижен, там, соответственно, фраги. Так, временный паритет по счету, 4. Не будет, если сейчас, блядь, третьей карты, я пиздец тильтану, я расстроюсь. Правда расстроюсь. Вообще пиздос. Появляются снова калаши, Галил при этом...
Я очень хочу посмотреть заготовки на их, на третьей карте. Именно вот на финальной. И все любимые позиции атаки. Вообще Возле ямы двушка халдит, Молик здесь аккуратненько проходит и будет, возможно, дальше играть. Сгорает Финниган. Что произошло здесь? Ну, произошел поджог Финнигана, судя по всему. Как раз-таки, возможно, потом мы как-то это все и выясним наверняка. Ну окей, первого игрока здесь уже потеряли Gunfive, и тем лучше для всех Макфлай, здравствуй, здравствуй, Макфлай. Просто потому что не говорил, что я стану здороваться. Макфлай, здравствуй. Ребята, поздоровайтесь все с Макфлаем. Макфлай, здравствуй, мой хороший. Как ты, что ты вообще, где ты, как у тебя здоровье, как самочувствие? Хуй с ним, с турниром. Скажи мне, как в целом у тебя дела? Как вообще в общих чертах? Лех, стоит покупать закрытый ТГ? 100% стоит. Ну, увидишь почему. Ты вступишь, ты сразу поймешь. Там реально пиздец люди. Очень, очень крутые люди. Самфинг сразу разменял, но Супра живет за дефолтом, делает килл еще по Самфингу. 3... Нет, 2 в 2 пока что, но Gunfive делает большинство на Супре. 1 в 1 остается Ксиэлла, красный Денис Зера. Но здесь просто обязан забирать этот раунд игрок Gunfive. Открывается с КТ. Денис Зера при этом на стерсах. И Ксиэлла просто прыгает на инфу. Заметил соперника. Друг про друга ребята знают. И Ксиэлла запрыгивает. Я прочитал. Флешечка летит, репик. И все же Лайтнинг умирает. И здесь теперь Антон один. Надо как-то ему справляться. И Пусми Самфинг сразу разменял. Но Супра живет за дефолтом. И делает килл еще по Самфингу. 3... Нет, 2 в 2 пока что. Но Gunfive делает большинство на Супре. 1 в 1 остается Ксиэлла, красный Денис Зера, ну здесь... Тактически. А чё, Самсунг сегодня, блядь, он за пивом ушел или чё? Или он тоже ёбнул, блядь, по вене? Чё с ним не так-то? Он вчера играл, как, я не знаю, блядь, как бог нахуй. Супра пиздец стабильный игрок. Я говорил за Супру очень давно. Еще в составе Хард Легион, блядь, я говорил за этого игрока. Меня нихуя не услышали, блядь, тогда. Я говорил за Супру. Нет, блядь, нет, нахуй. Как уебал бы, блядь, в лоб, нахуй. Это очень крутой чувак. Я не знаю, как он играет в команде, блядь, но стрельба у него всегда была пиздатая. Не надо мне рассказывать, блядь. Раунд под номером 10. Жмет там Финниган смог, но, судя по всему, особо толком... Блядь, 4-0, 5-4. Готовы занимать позицию центр карты, отыгрывать через шорт какой-нибудь. И вот Самсунг вполне себе... Еще летел, а прицел держал на голове как раз-таки своего врага. Но засмотрим ключевые позиции. Финниган, правда. Проходите! Проходите, блядь! Явно сейчас не в вперед! В+, нахуй! На КТшников, но ключевые позиции ребята держат. И по точку Б через Б-дом ты особо не зайдешь. И на Сити, в случае чего третий игрок, он же Лайтнинг, будет поджимать. Вот и прямо хорошо. Сейчас, возможно, выигрывает дуэль против Самсинга. И куда бы ни выходили игроки атаки. Молодец, блядь! Проснулся, ёбаный насос, блядь! В свою очередь Лайтнинг, хоть и был тому близок. Третий минус для Ярослава Самфинга. И на самом деле Ярослав, заебись можно сказать, что выиграл он просто в соло. Gunfive... Ну, я не знаю, что с ними произошло. Не смогли забрать одного оппонента с девайсом. У остальных же были пистолеты, и здесь теперь только сейви. Возьми, зайди в обычный телеграм-канал Hard Insight в наш. Просто туда сейчас заходишь, в самый последний, где кружочек мой, записываешь свой кружочек, говоришь, хочу в телеграм-канал. Девочки, кто хочет попасть в закрытую телегу 18+, прямо сейчас кружочек записывайте. Еще есть 2 места. Нет, 3. 3 пизжу. Сабинка... Хуй с ним. Ладно, пусть 3 будет. 3 места вам Антоха подарил. Инвайт сегодня. 5-5. Зачем деньги тратить, если еще есть места? Пока что остается таковым. Был 4-4, 5-5. Ну и в целом первая половина, вернее ее окончание, уже не за горами. Где? Шопа где, блядь? По экономической составляющей Шопа где? Хорошо, где? Да, не вижу. И они своим камбэком нафармили захожу, себе смотрю. очень много денег. Ну, и, возможно, где? как раз таки этой самой экономической кубышки им должно хватить чуть ли не до конца первой половины. Естественно, Фулбай с Авиком и Эмками. Надо зайти сказать здравствуйте. Тяжелые арморы. Меня зовут там как там Кроля. Мне 54 года. Я люблю хардплей и жопа. Здесь, это кстати, смачок развеялся от хаешки, но ВП вроде же так и не дождались соперника. Так вас никогда замуж не спровадят. Назад. Возможно, дальше будет идея с ретейком центра карты. Финниган идет, кстати, в коннектор, и при этом
активно. Ой, какой хороший разворот, Fight. блядь! Выходит двушка с ковров. Двушка! А что делал Двушка! Супра? Почему он вообще не среагировал на это? Финниган Зачем ты нахуй закрыл стреляешься? двушку. Зачем, Бомба всё блядь, еще не займи стоит, плен! но здесь из ямы Всё выход здесь очень пошло, серьезный. блядь! Закрывают самфинга Ниндзяра Финнигана. Здесь Крой Лайтнинг. Блядь, Чуть-чуть пошли забрал нахуй еще обстрелы один тегами, оверпик, блядь. но не попадает. И здесь уже хаешка его блядь, я взорвали. щас нахуй Сиэлла и Ловик закончу уже здесь остаются всё. вдвоем. 2 в 3. Ситуация вполне себе клатчибельная. Сейчас Ксиэлла, ну, наверное, даже не стоит как-то переагрессировать, стоит дождаться сначала своего тиммейта, дать возможность поставить уже эту пачку и вот на пару вместе с Ловикусом отыгрывать, что называется, не в бровь, а в глаз. И действовать, что называется, наверняка. Шейди, ну, наверное, Пиздец. кто-то с Сити будет выходить, тем более позиция такая, в общем-таки, ключевая, под врыв даже из... У меня наушники отъебнулись или все это слышат? Есть только 2 хаешки и 1 смог, ну и поэтому Шейди тут, конечно же, не прощает. А? Ловикус забирает первого, но тут как тут и... У вас звук нормальный? Это Something, 6-й раунд для ВП. Хорошо закрыли раунд в Prodigy, хотя казалось в начале, Или у всех что пизда? 4-4 будет непростой выход, но просто всей толпой из ямы аккуратненько под размены сыграли, закрыли здесь хаешка еще Лайтнинга, тоже не менее важный минус, ну и Шеди окончательно поставил точку. Выигрывает и половину ВП. Ну, вполне себе возможно, с учетом того, что денег не у всех хватает у Gun5, поэтому там только на дефолт. Потому я глухо, может, мне инсульт въебало на том свете? Игроков и, в принципе, 3 кольца, что тоже очень и очень серьезное всё так трещит? вооружение. По точку Б, может быть, постараются зайти в ВП Prodigy. Не сказать, что очень частыми гостями они были именно по точкой Б плента, по большей степени. Всю атаку, да, всю первую половину отыгрывали они больше именно заходом по точку А плента, хоть не все раунды. Ну и сейчас тут, кстати, Ксиэлла делает колоссальное количество работы. Он поджимает Б-дом, он никого не видит и говорит: пацаны, вот вы вчетвером стоите на А, все правильно делаете, стойте до конца. Пизда нахуй. Ксиэлла очень хорошо Шейди закрыл, еще и Ловикус фраг сделал по Денизере. Ну, кажется, что половина заканчивается просто бок о бок. Блять, с космосом связь. Gun5 после смерти Кусми. Размен от Самфинга есть, но глобально он пока команду не спасает. Возможно, двушка из ямы Сережа, ёб твою но мать, Финниган блядь, здесь а? стоит очень хорошо. Ну что, начинается? Финниган стоит, естественно, где? Правильно, в сэндвиче. Та самая позиция, которую вот некогда не прочекали, и очень много бед она принесла. Там же 6-6, ну и максимально равная половина. Ты посмотри, какие серьезные качели. Это просто, это не качели, это маятник просто какой-то, да, который раскачивается сначала в одну сторону на 4 раунда, в другую сторону на 5. Ну, и по итогу 6-6. Блять, думал, звуковуха, прикинь, в Еще раз акцентирую ваше внимание на то, что Ксиэлла является вроде как чуть ли не соло. Блять, думал, звуковуха умерла, я сейчас не обосрался. Знаешь, сколько стоит? Он поджал Б-дом, собрал информацию, говорит о том, нет никого, вышел дальше. По-моему, даже энтри дал фраг. Я слышал там? Там какая-то... Мы захватим вашу ебаную планету. Да, играли очень выверенный. Наконец-то, говорю, блядь. Раунд для Gun5. Уже невозможно уже. Пистолетка решит многое на самом деле. Здесь такой заряд может получить команда после выигранного первого раунда во второй половине, что просто... Нихуя себе, Сабина, блядь! Нихуя себе! Ебать! Ты чё, гонишь, блядь? Ебать! Так надо... и все. Чё никто не поддерживает? Они-то знают, что там на данный пиздец. момент кто-то наверняка будет здесь находиться. Нихуя себе, блядь. Рамзес, ну-ка зацени. Да, главное, чтобы не делал трешку, если что, это шутка. 4-2 уже ситуация выравнивается сейчас, и явно выравнивается не в пользу для Gun5. Ксиэлла и Финниган остаются вдвоем, но пачка тем временем ставится под точку Б. А это уже неплохо, даже в случае проигранной пистолетки есть опция форсануть. Есть шанс у Финнигана раскрутиться и принять весь китчен. Здесь готовы ребята заходить. Уже вчетвером скопились. Ну, удачи Финнигану. Не знаю, сколько хедшотов он здесь сможет поставить. Кусми сразу заметил его. И это, видимо, 7-6 для ВП. Вроде же Ксиэлла. Один размен только делает и сразу получает по голове от Самфинга. Да, происходит дефьюз пачки. Времени, естественно, предостаточно. И здесь хватает, даже не имея дефьюз китов. Да и в случае чего они были там вот...
Усми как раз-таки присутствуют те самые заветные щипцы. Но, как я и говорил, опция форса присутствует, и Gunfight вполне себе могут эту опцию активировать. Да, так и есть. Сейчас будет очень интересно, как построят раунд. С такой игрой, я думаю, что будут допы. И вот на допах, скорее всего, Gunfive заберут. Привет, чё? Воркаут, да? Шеди в окне начинает, и здесь пойдет сейчас выход на мидл. 3 окно играют ВП Prodigy. Мне кажется, Gunfight в шоке увидит эту расстановку, но смотри, размен 2 в 2, при этом Шеди спреем дожал лайтнинга 3 в 2. ВП зарабатывает большинство, но при этом Шеди красный, и одна хаешка его уничтожит, но хаешки нет. Логикус на А. Падает, двушка был готов, и это... Видимо, вот после вот такого раунда я бы маленечко бы... Мне очень нравится, как играет двушка. Подтильтовал, Потому что, опять-таки, на Инферно я его не видел. Некогда я наблюдал, кстати, комментировал Сабиночка, даже у вас тоже матчи, потрясающая где жопа, блядь. данный игрок, но это явно был не состав ВП Prodigy. Я даже не скажу, что это состав был. Его на ТВ, мне кажется, точно там не было. Какая-то там сборная, условно, чего-то там. Но да ладно, двушка вот опять-таки очень классный парень. Мне очень давно он как-то приглянулся и до сих пор, в принципе, импонирует. Но, видишь, на Инферно его не было. Ну, справедливости ради, на Инферно не было ВП Prodigy, да. Здесь все-таки он против Gunfive выстраивает очень-очень хорошо. Финниган последний, 40 секунд на таймере. Самое время просто переговорить, не ставить паузу, а использовать вот эти вот секунды на том, чтобы обсудить, а как играть 15-й раунд. Многие команды именно так и делают, пока в процессе сейва Финниган находится. Можно действительно разобрать ошибку и сделать просто следующий раунд более хорошим в плане разыгровки. Но вот здесь на миду, конечно, дуэль зарешала просто на ура в пользу ВП Prodigy. Ну и, конечно же, двушке респект за то, что в нужное время оказался в нужном месте и смотрел именно выход с ковров. Это так. Но опять-таки там и стак был очень интересный под не под окном, а в самом непосредственно окне. Блять, и, интересно. Втроем, по-моему, сидели. 2К. Может быть, не сверхлучшая приемка была, потому что своих бойцов ребята там тоже многих оставили в окне. Но в целом раунд это не помешало им выиграть и заработать себе поинт как раз-таки в копилочку. 6-8 пока что по счету. Определенного рода проблемы на старте второй половины являются собой для Gunfive. Ну и в данном случае только вот тот самый трофейный Галил от Финнигана. Надежда на него, на недефолтный, может быть, дигл, да, вот для вторых пацанов. Gunfive, кстати, Ребят, я сказал, после стрима играли со счетом 2-1. Я всех добавлю после. Я еще пройдусь по старым, по новым. Тропика побирали. Все как положено. Все сделаю. Здесь все-таки 2-0. Сейчас просто финал досмотрим. Но Сверден, там тоже была потная катка. Ну что, пока закрывают вроде бы ВП экономически от Gunfive. Финниган с Галилом пытается открыться, найти размен, но не особо получается. И здесь двушка падает. Ну, кстати, хорошо, что эту дуэль выигрывает Финниган. Какая-то надежда даже появляется, но после смерти Ловикуса здесь приходится разворачиваться и непонятно, что делать. Бомба... Двое перетягиваются, ну, видишь, зачем? Двушку выбили, с одной стороны. С другой стороны, подобрать девайс, подойти в между позицию. Ну, тут практически невозможно, потому что только с боем придется это все дело прорывать и прорывать эту самую оборону. Минута на таймере остается. Может быть, здесь будет подобрана пачка. Да, в принципе, вполне себе успешно это происходит. Ну и Gunfive принимает решение, наверное, ротейтнуться и выйти куда-нибудь под точку Б плента. Время у них и как-то, я не знаю, возможности для этого имеются. Бля, а там один семерка, прикинь. Так, ну что, на миду? Их не читают ВП. Там, в принципе, Лайтнинг может подсаппортить неплохо так. Финниган проверяет окно. Заметьте, кстати, что ВП играет максимально аккуратно, становится уже окончательно по плентам закрыто. И время 25 секунд. ВП надо просто принять сейчас, по всей видимости, точку А. Денизеров КТ на тикет лезет. Нет, пока казалось мне, но, возможно, совсем скоро он пикнет. Шеди при этом еще возле ковров находится и сразу закрывает Лайтнинга, выживает. Все, тело последний падает. Села отлетает на счет 6-9.
Все это Что, дело третья карта? выводится прямо сейчас. Ну и по девайсам, что там, МП9, АУК и МК была засейвлена для ВП Prodigy. Ну и справедливости ради, опять-таки, там парочку недефолтных пистолетов. Галил был для одного игрока и, ну, не более того, как бы, да, Конфайв прямо сейчас принимает, наверное, единственное верное решение. Во-первых, поставить тактический тайм-аут под номером 2, да, и во-вторых, естественно, разыграть так, чтобы, ну, начать что-либо показывать, потому что 6-6 была первая половина. Я только не понял, девочка ты или парень, но сторон ладно, пока окей. 0 раундов. Наверное, девочка. Да, пора бы включаться действительно, ведь проиграв сейчас 10-й, можно совсем не вернуться, и тогда нас ждет третья карта Анубис. И можно будет сказать, чтобы ВП полноценно вернулись в это Анубис очень Best of хочу 3, глянуть. и финал они просто так не хотят отдавать, борются до конца. Опа. Вот, кстати, сейчас был психологический трюк, знаешь какой? Я слышал вот от одного тренера, который много составов в ЕСЕ тренировал, что когда твой оппонент берет паузу тактическую, 30 секунд истекают, да, они, значит, все обсудили, фристайм кончается, и говорят, все, go-go, и в этот момент ты свою паузу ставишь, тем самым ты вынуждаешь соперника еще вот оттормозиться, состояние, значит, собранности. АФК на спавне постоять, да, Слышал эту тему когда там уже неоднократно начало, раньше. и это порой очень хорошо роляет. Это знаешь, как пауза в доте, понял? Видел, кстати, на тир-1 сцене, на тир-2 дотеры сцене, есть да, или вот все нормальные ребята люди? Подобную историю прожимают, но далеко не всегда, да, все-таки, если уж так смотреть, это, ну, такое дорогое удовольствие, да, все-таки приходится тебе прожимать тактическую паузу, в данном случае ты мог бы ее тут захалтить, но посмотрим, может быть, это действительно и сработает для ВП Prodigy в данном случае, а, возможно, Gunfight совершенно ничто и не помех. Хорошая флешка, реализация, может быть, через перемычку будет, и какой-нибудь фраг там Финниган себе найдет. Финниган пока что находит только небольшой дамаг, зато вот Лайтник находит ловушку, и бомбардира уже врубает. Это, блядь, это ошибки. Финниган. Все понимаете, где находится Денизера, забирает Денчик слазит сейчас, Кусми и Шейди остаются вдвоем, Иксиела готов выйти прямо сейчас, угадать в тайминг, возможно, хотя по Шейди есть информация, с другой стороны, пачка все-таки не была установлена, ну, потому что был сделан фраг от него же. Да, все же Gunfive смогли здесь спокойненько раунд забрать, но смотри, Шеди Финнигана убил. Бомба пока еще валяется, надо убить срочно Шеди, получается это сделать, ну и все, последний остается Кусми, он тут на шарте, Ксиела выходит на широком и убивает. 7-9, продолжается у нас борьба очень серьезная, и я думаю, что ВП Prodigy могут спокойно сейчас сделать 2 кабай. Ну, вполне себе, давай посмотрим, тут как бы 4-900. Что будет, если записали кружочек под последним постом? Добавят закрытую ТГ. Еще 2, наверное, уже места. Для девчонок. Это именно для девчонок акция, потому что Антох на девчонок именно скидывал. Вообще изи. Им особо толком и не помешало. Ну и готовы они. Уже 10 добавили. Еще один раунд. Они готовы выходить также под точку аплента, где вся оборона уже готова их поджимать. В свою очередь через верх. Это может быть очень опасно. Ребята врываются, но ловят Финниган на готове. Хорошо разменялись и в итоге остаются 3 в 1. Падает Денизер, и это 9-8 супер быстрый, но потеряли 2 девайса. Ну да, все-таки двоих выбили, уже как бы хорошо. Называется, на ровном месте там все не погибли. И мы... Для чего закрытая телега? Для общения. Для помощи, поддержки друг друга. Просто для встреч на массовых наших мероприятиях, то есть где мы встречаемся, там порядка от 60 до 100 человек у нас бывает. 100 я не помню, но человек, наверное, 80-90 точно было. Поэтому как-то так. То есть, ну, это обычное человеческое общение, если так. Кто не хочет, это не обязалово, не то, что там обязательно приезжать, встречаться. Кто-то просто общается. Че по кайфу. Здесь попадать, и если нет никакого обязалового. Главное правило соблюдать, не быть долбоебом и все. Дружка еще в упор встает. Он дожит все эти гранаты и закрывает Ксиела с Ловикусом. Без шансов. Лайтнинг не дает размена. Умирает Супра. Умирает сам Лайтнинг уже от Юспа. Просто вот так над ним поиздевались. И Финниган 1 в 5, хотя, ну, время еще очень много.
Но знаешь, он просто как Джон Траволта в небезвестном меме выходит такой, разводит руками из фильма «Криминальное чтиво» и говорит: ребята, а где все? А где команда? А как так-то получилось, ребята? Ну, ё-моё, блин. Не получилось, не фартануло, действительно не зашли именно по точку аплента коллектив Gun5. Ну и в целом принимает решение Финниган хотя бы, ну, я не знаю, забрать Каленову двушку в конечном счете, потому что последний сделал 3 фрага. Финниган, не знаю, кстати, засейвит или нет свой Калашников, потому что играет достаточно, ну, в рамках сейва открыто. Если бы ВП остались в яме и решили бы пропушить, они могли спокойно найти через размен. И в целом здесь... Донат пропустил. Лех, здорово. Работяга интересуется в закрытой ТГ, сколько шекелей пожертвовать надо. 3К для пацанов, 21+. Возраст строго. Я говорю, могут проверить и просто деньги проебете. Наебать не прокатит вообще никак. Почему? Потому что, я говорю, ходим, есть какие-то места, допустим, в которые мы можем пойти, просто разбредаться. И туда, ну, вход 21+, даже не 18. Так что, ну, держу в курсе. Это не на общих встречах, а просто даже. По общему счету, ну просто и принято буквально такое 2 решение. раунда отделяет Gun5 от паритета и от выхода на счет 10-10. Ну и 2 раунда отделяет ВП Prodigy от выхода на как минимум овертаймы, а может быть там, в принципе, +3, и тогда ГГ ВП в данном случае, да, Fire, и ну причем да. для ВП это действительно будет Я ВП, тоже смотрю. там немножко разные буквы. Ставится тактический тайм-аут под номером 3, еще один в загашнике у Виртусов здесь присутствует, с одной стороны и с другой стороны, и как бы Gun5, да, между прочим, имеют хорошие девайсы, и с ними тоже могут отыграть очень-очень хорошо. Но, справедливости ради, в целом, атака после свапа... Блять, я в ахуе. Леш, ты же видел мое сообщение по-любому? Ответь, есть задержка или нет? Ну, зачем эти ёбнутые вопросы? Ну, блядь, ну мы смотрим трансляцию там, где ее смотрят комментаторы и все остальное. У любого официального матча, тем более у которого есть HL TV, априори есть задержка там в 2-3 раунда. Ну, зачем, блядь, эти вопросы? Есть ли задержка? Ты угораешь? Серьезно? Ты что, блядь, на коленях сделанный турнир? Тут один призовой, блядь, 700 тысяч. О чем разговоры-то вообще идут? Да, и поджим центр карты, однако, села. Но хватает только на один фраг. Его вырубает вместе с тем с Демизерой достаточно уверенно. И 19-й раунд пока что начинается с небольших таких разменов. Супра дропает. Обязательно прочекать машину, он прекрасно осведомлен об этой самой позиции. Дальний молик Кичинов. Кролл, $70. Еще 2 девушек в ТГ. 3 тогда уж, как минимум. Окей. Забились. Спасибо, родной. Как скажешь. Твое решение. Сабин, еще +3 надо найти. Девчонки, кружочки записывайте в последний пост в Hard Insight в телеграм-канале. Просто хочу в ТГ. Просто обычный кружочек любой там. Егор отправляет его вам. И, естественно, регистрируйтесь по ссылочке, кто еще не зареган. Пишите также плюс, кто залутал его. Ссылка в описании, да, если что, на CSGO Run. Hardcap 8, промокод дает вам бонус к депозиту 20%. Как кричал Данька Зевс в рамках PGL мейджора Кракова 2017. I love you, Олуфмейстер. Ну, в данном случае I love you, Ловикус, да, потому что действительно сделал огромное количество импакта и, ну, по сути, как бы выиграл остаток уже предыдущего раунда. Кроме пистолетов от ВП Prodigy ровным счетом нет ничего, есть только парочку флешек, парочку легких арморов, ну и там парочку диглов по 250 для Самсинга, и на этом все. Стакнулись игроки под точкой аплента, ожидают именно открытия Gun5 именно туда же. Последний как будто бы не совсем и хотят туда выходить, потому что 5-й, вот особенно, наверное, 4-й игрок, он же Супра, прикольно. Если он будет выходить первым игроком под раскид, а это так и будет, и особенно если он делает фраг по Денис Зере, то все, точка Б будет открыта. Так, ну в целом уже близок Супра к тому, чтобы проверить базу Б. Денис Зера отходит в Kitchen, в свою очередь, и посмотри, как быстренько хотели перетянуться, кажется, ВП Prodigy, но все равно остались под А пока что. Интересно, с чем это связано, почему они остались, может быть, увидели какую гранату и поэтому подумали, что выход может быть под А. Финниган, кстати, в коннекторе уже, при этом с шорта
Ксиэл помогал своей очередью из оружия. Ну и в принципе, вот они, первые фраги уже практически есть. Ай-яй-яй-яй, Финниган. Ну вот как-то... Заметьте, насколько охуенно сейчас и слаженно вышли параллельно двое. Видели, да? Тот подбайтил издалека. Здесь эти просто два закрывают. Вообще молодцы. Очень хорошо сыграно. Отвлекающего фактора, для нового да, состава. И с этим справился на все 100%, потому что Gun 5 уже до его даже открытия, до открытия КТшников на его позицию Лекси, в Connect. окей, добавлю, без проблем. Безусловно. Ксиэл, вот это, конечно, как будто бы даже префайр такой жесткий был, там Шейди толком-то не успел открыться, а уже улетел. Двушка, Кусми и Денизера остаются втроем, сейвить, самое главное, что нужно сейвить как минимум калашек, двушка как раз таки этим и занимается, Дигл, в принципе, тоже будет неплохо, но как бы то ни было, на полноценный бай здесь обязательно будет, и 7450 у двушки явно плюсанет авик. Ну что, кто же заберет концовочку этого миража? Gun 5 или ВП Продижи, друзья? Напоминаю, что первая карта ушла команде Gun 5 со счетом 13-3. Это было Инферно. И это был их пик. Теперь же они на пике соперника, но смотрятся тоже неплохо. В атаке смогли наверстать упущенное. И в принципе достойно, мне кажется, выиграть этот финал. Напоминаю, что 400 тысяч рублей за первое место, за второе 200. Да, пишите 5 в чат, если вы верите в победу Gun 5, что, в принципе, символично. И пишите, я даже не знаю, так-то ВП и Ви, это, знаешь, это как 5 римская. В таком случае, ну, пишите, не знаю, пишите 2 в таком случае, если вы верите в победу именно ВП Продижи. И 5 можно заспамить. Что за пролеты? Ну, ёпта, турнир-то. Gun 5. Ксиэлом немножко потерял хп, ну, когда достаточно немножечко, да. 17 хп остается у него на старте раундов, но жив, цел. Орел. Денизера рискнет ли пикнуть под окном, пока не ясно, но смотри, Самфинг уже очень близок к фрагам, в окно, и в итоге Денизера закрыл Финнигана, пока тот спрыгивал вниз. 5-4, Ксиэл красный. Супра, слушай, а если тут начекает какой-нибудь хороший тайминг для себя, заберет игрока на шарте, в том числе, ага, он даже так готов запрыгнуть, и через смог толком-то его не видно, Денизера, дропается вниз, Денизера! О, так это же вообще что? Я не понимаю, а он что? Он там, если он хотел нож, это, ну, это неправда, так нельзя делать, как минимум. С другой стороны, ну, ты понимаешь, что если там кто-то идет, зачем шуметь, зачем именно прыгать и пропрыгивать на ноже, это огромная ошибка сейчас была. Да, которая может привести Gun 5 к 11-му раунду. 2Б, я напоминаю, ВП вроде же стоят, и здесь выход идет именно с Ямы и Копров. КТ, не знаю, заметили или нет, но двушка там отчаянно обороняется, при этом фокус огромный сейчас на джанглу есть у Gun 5. Бомба ставится, двушка закрыл лайтнинга, но его сразу разменяли, и смогут ли 3-3 ребята удержать точку? Ну, как минимум, пачка успешно уже не будет, она поставлена успешно. Напротив, как раз-таки уничтожит и весь остаток ребят из команды Gun 5 на ровном месте. Казалось бы, все так очень прикольно могло бы быть, но вот в целом не получилось. Вот этот самый момент в чатике тут подсказывает, что он не слышал, и он, скорее всего, запрыгнул под звук смока. Да, понятно. Ну, здесь очень... жесткий момент был, буквально в один миг триггер немножко отправили спектаторы. Отвлекли, здесь у них ластбай, будет очень сложно выйти вперед. Лайт пока возле ямы, здесь все хаешки молики ловят на себя. И под Б интересно, смогут ли Финниган вместе с Супрой что-то найти. 2 игрока под коврами у ВП вроде же очень интересная расстановка. Ну, такая, в общем, может быть, на верочку. С другой стороны, пока что вера присутствует в сердце и в ЛКМе Шейди, потому что энтрифраг он находит с помощью своего снайперского оружия AWP. Ну и готовы ли Gun 5 заходить именно под точку А плента? Укрепление из 3 опорников там уже присутствует. Да. По Шейди была получена информация. Вроде же не хотят отдавать. Находиться на КТ с авиком. Но с другой стороны, а где еще авику отыгрывать? Так, ну что, сплит плента. Для Gun 5 это одна из последних возможностей, мне кажется, вернуться в игру. Супер флешку накидывает. Должны быть в блайнде, игроки под коврами, падает двушка по итогу. Но прочекают ли второго? Денизера там сидит, я напоминаю. И посмотри, Финниган не чекает спину, Денизера пропускают. Не нужно убивать, чтобы пачка не была установлена. 3-4, атака просто рушится, но Ксиэла пока спасает.
3 на 3. В КТ двое. Плюс семерочка Кусме будет помогать с коннектора. Как же опасно. 30 секунд. Села. Мирана листает бомбу. Там врыв идет. Супра спасает Кусме. Ловикус просто убивает Шеди. И это, похоже, 3 в 1. Gun5 сравниваются. Something остается последним. Do Охуенный something, раунд. говорят его тиммейты прямо сейчас, но he did nothing в данном случае. И 11-11. Небольшая суета произошла вот как раз-таки в каком-то вот таком вот моменте, да, потому что, казалось бы, прочекали Денизеру, да, он подождал, пока пачка еще, так сказать, предустановится. Потом, правда, выходит игрок с авиком, делает ноускоп фраг с снайперского девайса. Ну а дальше просто, я не знаю, их должны были закрывать, по идее, ВП. Потому что там и со спины очень многие открывались. Там позиция Сити прожималась. Там из коннектора выходил парень, который тоже должен был делать изейший фраг. Все хорошо. Да, здесь очень 2-0 опасная нахуй. Ситуация ситуация для ВП Prodigy. Ребята избирают поджим ямы, но здесь он бесполезный, потому что нет игроков Gun5 здесь. Он может быть полезным только с точки зрения сбора информации, да, и тогда можно будет как-то стакнуть Б-базу, либо же на мидл сделать укрепление. Мне кажется, что все-таки Gun5 будут делать сплит А, так как есть игроки на миду, и при этом в паласах Ловикус точно ждет Сейчас я вам попробую инсайды каких-то подвести. действий от тиммейтов. Но смотри, уже на Т-спавне двое. Знает ли об этом Ловикус? Никто спину не смотрит на миду. В спину никто не смотрит, да, и пачка, ну, благо, не была оставлена на Т-спавне, потому что в таком случае ВП никуда толком-то даже и не проходили. Тут Они всё бы тогда понятно. стакнулись, вот открытие через спину, а вот! Минус Ловикус, минус Лайтнинг в том числе на ровном Не верю. месте. Пацаны погибают в одном месте, пацанов дарит просто девайсы. Также своим Я думаю, что оппонентам Gun5 Сиэл заберут. все-таки забирает. Они, блядь, Денизера, ну, может, не знаю. в принципе, дропнуться вниз, разыграть ситуацию, будучи даже и в меньшинстве. Даже не на 3 своем. 4, только Не на своем, единственный да. калаш в руках двушки сейчас имеется. Плохая хаешка могла быть отброшена, ну такая только получилась. Есть информация по одному игроку, нужно закрывать сейчас позицию. Блять. Ну ёб твою мать, а. Сейчас, секунду, ребят. Перепутал, блядь, трансляция. На 6300 кину еще привет из телеги. Дефолтных пистолетов и дарит. Очень опасно было, на самом деле, для Gun5 раунда, но здесь, смотри, еще не конец. Двушка пытается забрать одного, и остается 1 в 1 против Финнигана, но все-таки капитан своей команды закрывает важнейший раунд. Это гранд-финал Hardplay Cup 8 поинт для команды Gun5. 400 тысяч рублей поинт, называйте как хотите, но остается всего лишь один шажок сделать, чтобы забрать титул. ВП Prodigy, естественно, закупаются. У них были неплохие шансы 5 в 3 закрыть. Б принимали вроде бы не самым худшим образом, но, как мы видим, Gun5 разобрались. И теперь фармилка от Кусме. 3 эмки плюс авик у Шейди. Раскида по минимуму. А тут Lightning. Первый фраг делает как раз-таки по Шейди. И, возможно, это начало конца в данном случае. В любом случае, и Gun5 будут отыгрывать тоже достаточно медленно. Не будут они как-то оголтело куда-то выбегать, потому что в конечном счете они понимают, что прямо здесь и прямо сейчас они могут стать победителями и залутать золото. Первое место как раз-таки этого турнира. Ну что, проходит у нас Ловикус потихонечку по коврам. Ребята пытаются сделать сплит планта, но это будет явно непросто, потому что здесь Денизера и двушка в упоре. Они готовы принимать, плюс еще Кусме стянулся. Ловикус первый, скорее всего, открываться будет. Смоки уже лежат, надо играть. Двушка падает под коврами. Какой зажим от Ловикуса идеальный. И нужно пройти всего лишь двух опорников. КТ и вот титул. Hardplay Cup 8 ваш Gun5! Something остается последним игроком, и он падает от Финнигана. Заслуженно. И это 13. Ожидал большего, и, если честно, я думал, что, как бы, наверное, будет как минимум 3-я карта. Я поздравляю, искренне поздравляю с таким хорошим дебютом команду Gun5, так как это все-таки команда стримера, мне это намного, так скажем, близко, наиболее, да, близко. И хочу сказать следующее, то, что очень круто, что команда стримеров, как и в свое время наша, допустим, команда
очень круто себя показывают, идет время, и я уверен, команда Шока, команда там Рэйчела, да, и других ребят, кто будет создавать команды, в общем-то, выйдет вперед. Ожидаема ли победа Gun 5? Я вам так скажу, если посмотреть всю турнирную сетку, есть куча команд, которые, на мой взгляд, их бы выбили бы к ебаной матери. Но есть одно хорошее правило. Победители не судят, и можно долго пиздеть, говорить, но Gun 5 сегодня были лучшими. В силу ли там, допустим, каких-то обстоятельств или еще что-то, проиграли, они выиграли, каким хуем они прошли в финал, это никого не ебет. Они лучшие сегодня, они победили. Что будет дальше, будем наблюдать за составом. Я думаю, что он будет только крепнуть, потому что, в общем-то, Overdrive, Слава, да и, в принципе, вся его команда, там куча ребят, которые этим всем занимаются, будут двигать состав только вперед. Очень надеюсь, что наш СНГ состав, он выберется хотя бы в топ, ну давайте хотя бы в топ-30, да, как в свое время сделали наши ребята, естественно, не могу не упомянуть. Так что состав очень годный, состав очень крутой. Что еще хочу сказать? Находка была открытием. Это, конечно же, для меня лично было открытием. Это Бразилия. Сегодня на этом турнире у нас бразильская команда поучаствовала. Блять, какая-то абсолютно необычная игра, которая всем или очень многим, да, понравилась. Люди потрясающе абсолютно играли, люди бегали, прыгали, люди, я не знаю, у них совершенно другой темп игры, у них совершенно другой скилл игры. Очень круто шли команда Одик, и, блядь, очень жаль, что их выбили. Честно говоря, я бы их очень хотел посмотреть в борьбе хотя бы за 3-е место. Очень они мне нравились, как играют. С удовольствием их приглашу еще раз на Hard Play Cup 9. Также, что хочу сказать. Если я не ошибаюсь, в этом турнире я, конечно, спрошу у ребят, и, естественно, ожидайте еще одно видео на канале, в котором я подробно расскажу результаты турнира. Вам предыдущее видео очень зашло, да, можете его увидеть на канале. И я думаю, что в этот раз я запишу еще одно видео, и в силу того, что 86 команд участвовали в отборах, да, в закрытую уже стадию, я думаю, что в этот раз мы абсолютно точно побили рекорд. В 2 раза больше активность, в 2 раза больше людей с разных стран объединяет наш турнир. Я очень много что поменяю в подходе к турниру, как владелец этого турнира, как его владелец всего, в общем, этого движа, по-простому скажу, я максимально сделаю определенные вещи, вообще изменю, кое-какие вещи уберу, и Hard Play Cup 9 у меня не то, что это мысли, это уже есть четкий... Блять. Ну, в принципе, турнир закончен, я могу вам это сейчас сказать. Я вообще особо не думал об этом турнире. Честно вам говорю, это пиздец инсайда, я вам сейчас скажу, но все-таки. Я не думал об этом турнире, я его планировал сделать таким же, как тот. Я знал, что он нормально пройдет, отлично, и он у нас прошел просто на ура, даже при учете того, что у нас -1 партнер, вообще мне похуй, честно говоря, на минус 500к из моего кошелька, вообще мне глубоко до пизды, там даже чуть побольше. Вопрос в другом, что я знаю, какой турнир будет на Новый год. И так как это более такое серьезное, более крупное мероприятие, которое вам 100% понравится, я учту ошибки 2 этих турниров. Это турниры были, ну, в моем понимании, больше тестовые. Я потестил наши возможности, я посмотрел, что можно, что нельзя. Мы в этот раз столкнулись с определенными вещами, которые мне крайне не понравились. И это рабочий момент, который мы 100% будем фиксить. Я думаю, что Hard Play Cup 9 вас порадует. И я вам напоминаю, Hard Play Cup 10 может выйти на медийный более уровень. В виде эксперимента мы сделаем
Также я хочу анонсировать определенные вещи в ролике. Я думаю, что на следующий турнир вы увидите достаточно большое количество составов команд ваших любимых стримеров по Counter-Strike. И не только по Counter-Strike. Есть у меня вот такие возможности. Я уже общался. Скажу двух, с кем я общался. Да? Это с Досей. И не скажу еще с кем. Ладно, одного скажу. Я пригласил, позвал, и тем самым ребята очень добро, очень тепло ответили. Так что, в принципе, интерес, я думаю, будет в 10 раз выше, так как мы с вами этот турнир сделаем очень крупным. Как он будет организован, что мы будем делать, очень много нам предстоит работы в плане более серьезной, я вижу подготовку. Этот турнир уже, можно сказать, он в работе, он в деле, и ожидайте его в середине декабря. В середине декабря будет Hard Play Cup 9. Где-то примерно с, плюс-минус там где-то в 15 числах. Так что как-то так.